Здравствуйте, вы смотрите программу «Лав о главном» на информационном портале Лав.МД. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий, а также оставлять свои комментарии. Последние несколько месяцев в информационном пространстве обсуждается вопрос о возможном введении временного управления на территории Гагаузии в связи с тем политическим кризисом, который сложился в автономии. Вы знаете о том, что Евгений Гуцел находится в пенитенциарном учреждении. На сегодняшний день дело рассматривается апелляционной палатой, так как первая инстанция присудила Евгению Гуцел и признала виновной по тем статьям, которые вменяла ей прокуратура. И срок осуждения был первой инстанции определен 7 лет. Сейчас дело рассматривается в апелляционной палате, поэтому, скорее всего, Гагаузия должна будет провести и выборы башкана автономии, а также есть вопрос с организацией выборов депутатов Народного собрания. Мы уже неоднократно говорили о том, что 12 ноября истек срок конституционного мандата Народного собрания, и нынешний созыв будет исполнять обязанности до избрания нового состава Народного собрания. Но весь вопрос заключался в дате определения выборов, которая так и не была определена в установленные законом сроки в связи со многими причинами. Одной из главных депутаты называли о том, что отсутствует Центральная избирательная комиссия, и положения избирательного кодекса Гагаузии обжалованы в судебной инстанции, как госканцелярии, так и дело о том, почему был расформирован постоянно действующий ЦИК по инициативе Дмитрия Константинова, рассматривается Высшей судебной палатой Республики Молдова. Но есть и политические причины, почему депутаты не торопились с назначением даты выборов и почему они в срок не смогли утвердить и избрать новый состав Центральной избирательной комиссии. Вы знаете, что эпопеей этой истории стало то, что Дмитрий Константинов в итоге объявил об своей отставке, и сегодня не совсем ясно, он в отставке или в отпуске, как он анонсировал, который он якобы имеет на протяжении 90 дней. На 27 ноября назначено очередное заседание Народного собрания, и вроде бы там должен быть поднят вопрос об отставке, принятии отставки Дмитрия Константинова или его нахождении в отпуске, а также, возможно, будет рассмотрен вопрос о назначении даты выборов. 27 ноября депутатами называлась не случайной датой, потому что на 26 число назначено заседание Высшей судебной палаты по вопросу о том, насколько было ли законно решение по расформированию постоянно действующей Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Об этом и другом мы сегодня будем говорить с нашим постоянным гостем Иваном Алексеевичем Терзи, председателем Общественной ассоциации «Народный контроль Гагаузии». Здравствуйте, Иван Алексеевич. Здравствуйте. Ну так, чтобы для наших зрителей было немного напомнить им и освежить в памяти те события, которые предшествовали тем разговорам, почему так бурно начал обсуждаться вопрос об так называемом введении временного управления в Гагаузии и насколько это возможно. Давайте сейчас послушаем комментарий Виталия Андрея Андреевского от телеканала «Молдова-1» о том, что он думает по этому поводу. Да. Сейчас самое важное – это то, что вот сейчас они, я так понимаю, что в ближайшие там несколько недель они хотят решить по поводу выборов, когда проводить выборы местные в Гагаузии. И вот это вот ключевой момент, потому что мы знаем, что, допустим, господин Чернев, он продвигает идею, что нужно ввести прямое чрезвычайное управление из Кишинева для того, чтобы… Но должен быть человек, который из Гагаузии. Это безусловно, да. Ну, это естественно, потому что там будут проблемы, если человек просто будет посторонний. Ему будет очень тяжело работать, и будет очень большой антагонизм. Поэтому я, в принципе, где-то поддерживаю эту идею. Я понимаю, что господин Чернев это продвигает, потому что он хочет быть этим человеком. Но на самом деле он и не так уж и плох для этой должности, потому что он достаточно жесткий, и он бы, наверное, мог добить эту сетку Шора, потому что это главная задача. Там невозможно провести нормальные выборы, пока эта система остается живая. Там невозможно провести выборы, потому что они избирательную систему, собственно говоря, схлопнули. Ну да, то есть там, по сути, сейчас все контролируется Шором. Да? Сейчас вот
конкретно в этот момент финансирование остановлено. Но если Москва увидит, что там на носу выборы, они моментально это могут все, то есть по щелчку пальцев подключить обратно и опять взять под контроль регионы. Смысл проводить выборы, чтобы подтвердить опять контроль Москвы. То есть мы же видели, что они могут делать, что они могут взять абсолютно no-name и сделать из него башкана. То есть точно так же они могут провести депутатов в Народное собрание, каким им нужно будет. И это большая проблема, поэтому я где-то согласен с господином Черневым в его этой идее о том, что нужно внешнее управление. Да, там, может быть, надо, чтобы запросить серьезную аналитику от СИБа, кто бы мог этим быть человеком, которому можно доверить местные дела, который пользуется достаточным авторитетом, может это быть... Вот как раз Чернев, по-моему, эту проверку уже прошел, занимая этот пост. Нет? Возможно, да, возможно он. Я не хочу брать на себя такую ответственность, но тем не менее, в любом случае, что-то в этом регионе надо делать. Это было мнение Андрея Андреевского. Иван Алексеевич, но на самом деле давайте будем объективны, потому что ни закон об особом правовом статусе, ни уложение автономии, ни какие другие законы Молдовы не предусматривают такую форму, как ведение временного управления на территории Гагаузии. Потому что даже если, гипотетически предположить, допустим, о введении чрезвычайного положения, потому что именно такой правовой режим позволяет не ссылаться на законы, а принимать какие-либо решения в условиях чрезвычайного положения, то, опять же, много вопросов к тому, какой может быть применен правовой режим и какие основания должны быть для того, чтобы ввести в Гагаузии чрезвычайное положение. Потому что аргумент о том, что здесь еще, условно говоря, не добита сетка Шора, является достаточно натянутым, потому что мы имеем Аргеев, мы имеем Тараклию, где, в общем-то, мы понимаем, что позиции Шора изначально были сильнее, и в том числе он пришел в эти регионы раньше, чем в Гагаузию. Поэтому отдельно выбрать будет Гагаузию по этому основанию, будет иметь очень много, скажем так, правовых вопросов и последствий. Но в то же время это обсуждается, да? И насколько, на ваш взгляд, вообще такая ситуация вообще применима, и нужно ли идти молдавским властям по такому пути? Прежде всего, я считаю, что молдавским властям нужно идти по тем путям, которые находятся в интересах жителей Республики Молдова и жителей Гагаузии в рамках правового поля, в рамках тех норм и обязательств, которые Молдова взяла на себя ввиду того, что мы движемся к присоединению к Европейскому Союзу. Но надо и вместе с тем и не забывать такую вещь относительно того, что правовой беспредел, который творится у нас здесь в Гагаузии из-за действий нынешнего руководства Гагаузии, ему тоже необходимо положить конец. Мы все прекрасно знаем отношение того, что Гагаузия – это захваченный регион Республики Молдова, где антидемократическими условиями была захвачена власть в Гагаузии путем подкупа населения, и ни в одном нормативном акте ни Республики Молдова, ни в одних международных актах не написано, что власть можно покупать. Власть – это свободное волеизъявление граждан. И вот как граждане решат, так оно и должно быть. Но это говорят о том, что это решение должно быть свободным, а не путем подкупа, шантажа и иных действий. И вот для того, чтобы не было вот таких вот вещей и не было, скажем так, примером для того, чтобы другие регионы Республики Молдова поступали иным образом, значит, и необходимо, чтобы в чрезвычайных ситуациях, а у нас здесь чрезвычайная ситуация, потому что купленная власть, она не может быть легитимной, она антинародна. И в данном случае центральная власть должна в чрезвычайных ситуациях применять чрезвычайные меры. И одна из этих мер именно может быть и введение прямого управления с Кишинева, назначением суда человека, который будет управлять
территории Гагаузии на период проведения выборов. Потому... Если рассматривать такой сценарий, например, насколько он будет легитимен, потому что таких полномочий нет ни у парламента, ни у президента. То есть как должен быть ни у правительства, то есть как должен быть назначен этот временно исполняющий обязанности и какова будет его легитимность, потому что согласно закону об особом правовом статусе, в том числе уложению, исполняющий обязанности, допустим, глава автономии должен быть определен решением Народного собрания. Конечно. То есть другого пути юридически в общем-то и нету. Если его назначат, неважно, каким-то нормативным актом того или иного центрального органа управления, то ли правительства, то ли указом президента, то ли постановлением парламента, насколько этот представитель будет иметь легитимность и полномочия, в том числе в вопросах организации, допустим, выборов. Ну, давайте исходить из следующего. У нас имеется самый главный документ в нашей стране, который действует на всей территории Республики Молдова, в том числе и Гагаузии, как его неотъемлемая часть. Это Конституция Республики Молдова, в которой четко определено в статье 38 относительно того, что право граждан избирать и быть избранными. Соответственно, у нас в уложении указано, что Народное собрание избирается на 4 года, не на 4 года и 1 день. Соответственно, теми действиями нашего Народного собрания, которые они сделали, они удлиняют себе сроки, соответственно, нарушают права иных граждан Гагаузии, которые могли бы принять участие в этом деле. Такая же ситуация и с башканом Гагаузии. Башкана Гагаузии должны были поставить вопрос избрать через 60 дней после того, когда она перестала иметь возможность выходить на работу. Тем не менее, этого не сделали. Опять же, налицо это признаки захвата власти, то есть чрезвычайная ситуация. В связи с этим я полагаю, что в Республике Молдова достаточно у правительства, президента и парламента возможностей изучить этот вопрос и принять действенные меры. И если отсутствуют какие-либо нормативные акты сегодня, то их необходимо в срочном порядке принять. И, кроме всего прочего, объявить данную территорию Гагаузии, что здесь вводится чрезвычайное положение. А введя здесь чрезвычайное положение, будут приняты и чрезвычайные меры. Поймите, друзья мои, отсутствие дамоклового меча приводит к преступлениям и к всевозможным нарушениям для того, чтобы захватить незаконно власть и удерживать. Что мы и видим у нас в Гагаузии. Нас всех купили и теперь за деньги затягивают свое нахождение у власти в Гагаузии. Иван Алексеевич, давайте послушаем, что говорил Георгий Георгиевич Лейчу, заместитель председателя Народного собрания, в одной из наших программ по этому поводу. С правовой точки зрения нету ни одного нормативного акта, который позволил бы назначить так называемое внешнее управление. Да и политических оснований для этого нету, считаю. Конечно, можно изменить Конституцию, можно изменить законы, все что угодно. Я говорю о действующем законодательстве. Ну и тех целях, которые преследует Центр. Центр ведь в конечном итоге не преследует цель как такового взять под внешнее управление Гагаузии. Центр преследует цель, чтобы здесь была такая обстановка и ситуация, которая не угрожала бы целостности страны, безопасности, действиями институтов и так далее. То, что здесь население будет или может поддерживать ту или иную политическую линию или ту или иную политическую идеологию, очевидно, не является поводом. И полагаю, что Центр... Центр же не про это говорит. Я понимаю. Центр говорит о том, что политический класс и руководство попало под влияние группы Шора.
Ведь Да, про я это понимаю, центр я был. понимаю. А то, что так у нас и во все выборы никогда в Гагаузии почти не поддерживали партию власти, допустим, или Ну там хорошо, проевропейские. было заявлено представителями власти, что порядка 130 тысяч человек получали деньги от Шора или от по СБ, АНО. да, Из них 20 тысяч с Гагаузии где-то, а 110 тысяч откуда? Может, внешнее управление по всей стране тогда установим? 110 тысяч. Они-то вне Гагаузии проживают, так получается? То есть я этим хотел сказать. Конечно, с этими явлениями надо бороться в рамках закона, и это обязанность государства. И тут надо содействовать государству в этих вопросах. Но поддаваться на некоторые провокации с тем, чтобы удовлетворить свои политические амбиции, вы понимаете, что вот это внешнее управление, это связано прежде всего с удовлетворением или достижением своих лично узкополитических целей. На которые Гагаузия тоже подталкивает. Своими последними действиями. Политический класс Гагаузии. Да, может быть, я сейчас не буду отрицать это. Это было мнение вице-спикера Народного собрания Георгия Лечу по поводу так называемой возможности введения внешнего управления в автономии. Ну, у Георгия Леча как бы есть достаточно серьезные аргументы, потому что, на мой взгляд, тоже как бы правовых оснований нет. То есть, потому что вопрос стоит только о том, о чем мы говорили в начале программы. Сегодня нет. Что делать с Тараклией, что делать с Сергеевым. Да. Тогда там тоже должно быть чрезвычайное положение. А почему нет? Почему нет? Если в стране некоторые личности путем огромных сумм денег и проведения подкупа избирателей дорвались до власти и тем самым разрушают эту страну, то почему не применять чрезвычайные меры? Почему не применять соответствующие нормативные акты, которые привлекали бы к ответственности, к жесткой политической к жесткой уголовной ответственности лиц, захвативших власть в том или ином регионе Молдовы, для того, чтобы это неповадно было и дальше этой чуме распространяться на территории Республики Молдова. Честно говоря, меня всегда удивляла вот эта вот политическая эквилибристика наших депутатов Народного собрания под куполом здания исполкома. Они живут, они отделились от жителей Гагаузии и живут по принципу: мы делаем только то, что нам выгодно и то, что мы хотим. А вы, дорогие жители Гагаузии, будете жить по закону. А где принцип равенства, что все равны? Где то требование относительно того, что они являются нашими слугами? Что-то эти слуги забыли о том, что они слуги. Они больше из себя мнут, что они господа. И в данном случае они лишают нас возможности пользоваться требованиями статьи 39 Конституции Республики Молдова, права граждан Республики Молдова участвовать в управлении государством. Почему они нас этого лишают? Почему не провели вовремя, приняли нормативные акты для того, чтобы провести вовремя выборы, назначить выборы в Народное собрание? Почему торпедируют принятие решения о проведении выборов Башкана Гагаузии? Поэтому нам и необходимо чрезвычайные меры. И я вам хочу сказать, что этих чрезвычайных мер боятся только те негодяи, большинство тех негодяев, которые сегодня руководят Гагаузией. Жители Гагаузии не боятся чрезвычайной ситуации. Я со многими людьми разговариваю, и многие говорят: а разве это чему-то плохому приведет? Нет, только хорошему. Мы избавимся от этих негодяев, потому что они добровольно не уйдут. И многие хотят, чтобы их привлекали к уголовной ответственности за захват власти, для того, чтобы впредь действительно не было повадно
ни им, ни им подобным. Иван Алексеевич, вот дата заседания Народного собрания, которая назначена на 27 ноября, уже как бы, по-моему, Да. ближайшее завтра. Конечно. Вы думаете, что там депутатам удастся назначить дату выборов депутатов Народного собрания? Потому что даже если решение Высшей судебной палаты будет оставить в силе решение о том, чтобы восстановить ЦИК, тогда изменяли избирательный кодекс. То есть юридически, я не совсем понимаю, как должно будет быть исполнено постановление Высшей судебной палаты, потому что логика диктует, например, такие действия, что на основании решения Высшей судебной палаты Народное собрание принимает закон и отменяет изменения избирательного кодекса и восстанавливает в деятельности Центральную избирательную комиссию. Конечно. Но, насколько мне известно, есть другие проблемы, потому что есть инсайдерская информация, что 5 из 9 этих членов ЦИКа, который может быть восстановлен в своих полномочиях, уже написали заявление об отставке. То есть даже если мы предположим, что суд признает, что его распуск был ЦИКа незаконным, то их будет все равно, получается, 4. Конечно. Этот орган не будет иметь кворум, он не сможет организовать выборы. Это раз. Во-вторых, будет ли постановление суда постановлением Народного собрания, потому что эти изменения в избирательный кодекс, то есть в качестве закона, подписывались главой автономии. И сейчас для того, чтобы их ввести в действие, достаточно ли будет только решение Высшей судебной палаты, и не должно ли быть голосование в Народном собрании, что на основании решения признать тот закон утратившим силы и, допустим, оставить в силе законодательные положения, которые действовали до введения изменений. Вот есть такой вопрос. И в связи с этим, как может быть назначена дата выборов, если юридически могут возникнуть вот такие коллизии? Вы знаете, на мой взгляд, и по мнению многих людей, с кем я общаюсь, наши нынешние так называемые руководители Гагаузии, сами разработали эту схему и ее, как говорят, внедрили для того, чтобы подвести Гагаузию в так называемой, как говорят, ситуацию, как цуцфанг, о том, что ты находишься в таком положении, что любой твой шаг ведет только к каким-то негативным последствиям. Суд может принять решение о том, чтобы признать действительным тот акт, который принял Народное собрание, или недействительным. Но процедуру в любом случае необходимо соблюсти, потому что данный вопрос, процедуру выборов, потому что данный вопрос не ставился для разрешения судебными инстанциями, а судебные инстанции принимают решения только в рамках поданных заявлений. Исходя из этого положения, которое сегодня есть, соблюсти процедуру выборов, как того положено Кодексом о выборах Гагаузии, невозможно. Просто невозможно. В силу объективных и субъективных причин. Поэтому действительно получается, что центральная власть должна вмешаться в это дело и, используя те, как говорят, законные рычаги, которые есть, принять новые законодательные акты, которые позволят решить разрубить этот Гордеев узел и далее не позволить политическим авантюристам захватывать власть и нести за это ответственность. Потому что, по идее, в общем-то, если 27-го будет назначена дата выборов, то можем предположить, что ЦИКа по-любому не будет. Конечно, нет. То есть, откуда? Как назначаются выборы, если нет органа, который их должен организовать? Конечно. Послушайте, главная идея и смысл руководства в любой территории, любой страной является соблюдение законов, правил и обычаев. Не было в обычаях у гагаузов нарушать слово.
они всегда держали слово. Это последнее время политические проститутки Гагаузии, прошу прощения, значит, привели Гагаузию к такому финалу. Значит, законность прежде всего. Если в законе написано 60 дней Башкан не может выходить на работу и не выходит, значит нужно действовать соответствующим образом. Это не сделано. Если в уложении четко написано, что депутат выбирается на 4 года, не на 4 года и 1 день, соответственно, должны наступать последствия. Понимаете, нет последствий, это значит, получается преступление. Эти наши политические аферисты Гагаузии, пользуясь теми, скажем так, недочетами в законодательстве Гагаузии, используют свои эти недочеты для того, чтобы продлить себе нахождение во власти. Такого быть не должно. Не должно быть никаких лазеек. А учитывая то, что эти аферисты сами же и принимают и изменяют законодательство Гагаузии, они будут и дальше закрывать глаза на те все лазейки и будут находиться у власти, пока им не дадут по рукам, а желательно и по голове. Если говорить о той ситуации, которая сложилась в автономии, потому что мы имеем уход или отпуск Константинова, увидим 27 ноября, какое решение будет принимать Народное собрание. Евгения Гуцул находится в заключении, и, в общем-то, руководство Гагаузии, по сути, имеет уголовные дела, которые им вменяются. В отношении Евгении Гуцул уже есть приговор первой инстанции. По Дмитрию Константинову в медиапространстве тоже есть много информации о том, что на него есть уголовные дела, которые уже находятся в том числе и в судебных инстанциях. Как Гагаузия, на ваш взгляд, дошла до этого? Очень просто. Гагаузов купили. Просто купили. Вот если бы и гагаузы назначили свою цену, за какой цене они покупаются. Их почему бы? Спрос рождает предложение. Гагаузы сказали, сколько они стоят. Пришел человек с мешками денег и купил. И показал всем, что можно купить определенную территорию, стать там хозяином. И даже находясь в бегах, можно назначать исполком, можно выкупать депутатов и через них воздействовать на этот регион. Больше ничего. И это просто еще говорит о том, что о слабости и коррумпированности центральной власти. Потому что этого всего бы не было, если бы уровень коррупции в Республике Молдова и в органах правоохранительных не был бы настолько высок. Где был СИП в тот момент, 4 года назад и 2 года назад, когда здесь Шор и его компания раздавали деньги прямо открыто на улице? Где была прокуратура? Где была полиция? Знаете, я по своей деятельности часто сталкиваюсь с этими представителями этих структур. Я вам хочу сказать, что среди них очень много ответственных и грамотных людей. Но среди них есть и очень много таких людей, как Шура Балаганов, которые бескорыстно любят деньги и за это готовы абсолютно на все, закрыть глаза на все и делать то, за что заплатят в нарушение тех своих обязанностей, за что они получают зарплату. Иван Алексеевич, давайте послушаем мнение Игоря Янек, доктора права, по поводу ситуации и вообще, как Гагаузия оказалась в этом положении. На данный момент не исключено, что в отношении Дмитрия Константинова есть уголовное дело, судя по тем новостям, которые имеются. Оно точно есть уже в судебном деле. Но если есть в судебном портале, значит есть это уголовное дело. И что касается
так скажем, реального срока. Были определенные заявления и на центральном телевидении, что не исключено, что председатель Народного собрания, как и Башкан Гагаузии, тоже может получить реальный срок. Это, честно признаться, нездоровая ситуация, когда ответственные должностные лица, когда руководители автономии получают уголовные дела, когда получают реальный срок. Это нездоровая ситуация, это ненормальное явление. Самое интересное, вам хочу подчеркнуть, что в законе и о статусе депутата парламента Республики Молдова, и о статусе депутата Народного собрания говорится о том, что поведение депутата должно служить образцом поведения для других граждан. И вот что касается образца поведения, конечно же, это не совсем здоровое явление, не совсем здоровая ситуация. Я не думаю, что это повод для радости, если у кого-то есть уголовное дело. Но скажу так, на самом деле наши граждане должны осознавать и понимать, что ответственные должностные лица, они должны соответствовать определенным качествам, не только профессиональным, но и определенным морально-этическим качествам, должны соответствовать определенным, так скажем, требованиям и закона, и определенных человеческих и христианских позиций. И, естественно, в этом плане в Гагаузии, как уже показывает практика, есть образцы поведения, но не совсем хорошие образцы. Очень надеюсь, что в дальнейшем новый состав парламента, новый состав Народного собрания, что касается нового Башкана, если будут выборы Башкана Гагаузии, очень надеюсь, что эти люди не будут иметь проблемы с законом, и они не будут говорить о том, что их шантажируют уголовными делами, и, естественно, не будут решать свои личные вопросы, перепутав с определенными вопросами, связанными с интересами автономии, и в том числе связанные с интересами жителей Гагаузии. Так Игорь получается, Владимирович, что мы в основном акцентируем внимание на личные вопросы руководителей. Это было мнение доктора права Игоря Янак. Иван Алексеевич, вот завершая сегодняшнюю нашу, скажем так, дискуссию, обмен мнениями, на ваш взгляд, какой наиболее вероятный сценарий все-таки будет применен в Гагаузии? Пойдем ли мы по пути того, что Народное собрание сможет найти в себе ресурсы и силы для того, чтобы назначить выборы, потому что на сегодняшний день, насколько я понимаю, апелляционная палата даже не имеет дату рассмотрения по делу Гуцул, и, соответственно, следуя той логике и заявлениям депутатов Народного собрания, мы не можем говорить о назначении даты выборов Башкана автономии, хотя в прощальном, в кавычках, заявлении Дмитрия Константинова он говорил о том, что они хотели там назначить выборы в один день, и тогда бы бюджет сэкономил 5 миллионов. Но меня берут смутные сомнения о том, что 27 ноября Народное собрание сможет назначить выборы Башкана и Народного собрания в один день. Поэтому, естественно, возникает вопрос, какой сценарий наиболее вероятно будет реализован в автономии, и выйдет ли Гагаузия из этого кризиса институционального и политического? Знаете, здесь все упирается в воспитание. Если все время закрывать глаза на то, как себя ведет ребенок, шалит, что-то делает, что-то нарушает, и ничего не делать, то сегодня он поджег сарай, завтра где-то залезет, где-то что-то обворует, послезавтра кого-то ограбит, и ты на это все закрываешь глаза. А может быть, как только он начинал шалить не в меру, нужно было взять хороший ремень и хорошо погладить. Нельзя пользоваться только ремнем, но и нельзя пользоваться только пряником. И центральные власти Республики Молдова четко должны определиться, почему они используют в отношении Гагаузии только пряник и нет ремня. Ремень должен быть очень конкретный, и тогда не будет вот таких вот вещей, когда какие-то проходимцы приходят к власти и потом вытворяют все, что хотят, и толкают этот регион для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Никогда бы не пришел Константинов
не стал бы депутатом, если бы здесь не было тех огрех в нашем законодательстве, которые были упущены и которые до сих пор не были исправлены. Никогда бы Гагаузия не вела бы себя таким вот беспардонным образом по отношению к центральной власти, если бы центральная власть не отпустила бы, как говорят, вожжи из рук. В конце-то концов, нужно власть употребить там, где она необходима. Да и кроме всего прочего, депутат действительно должен быть образцом в части поведения, в части того, как он себя ведет, как принимает нормативные акты, как исполняет свои обязанности. Но посмотрите на большинство наших этих депутатов. Я бы не хотел бы, чтобы они были примером для моих детей или вообще для наших детей. Они же, никто из них не думает о Гагаузии. Все они думают только лишь о себе и принимают нормативные акты местные в угоду себе любимым. И плюют на все нормативные акты, которые как бы немножечко ставят их в рамки, что должно быть, а порой идут и в нарушение законов, которые уже есть и действуют, руководствуясь какой-то политической целесообразностью, как они иногда выражаются. Не может политическая целесообразность идти вразрез с законами. То обстоятельство, что 27 числа там суд примет уже как бы определение, я вам скажу следующее. Если бы наши депутаты были бы свободны в принятии решений, они тогда, есть большая вероятность, что приняли бы те законы, которые необходимы. Но они не свободны. Большинство из них находится на крючке у тех или иных личностей, которые диктуют им, как нужно поступать, какие принимать законы, какие не принимать. В результате чего мы пришли к тому, к чему пришли. Эти как бы закулисные жонглеры, которые жонглируют нашими властями в Гагаузии, им не выгодно, чтобы выборы прошли как можно раньше. Им выгодно, чтобы выборы прошли как можно позже, и чтобы они имели возможность жонглировать этими людьми. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, были у нас в студии. Напомню, вы смотрели программу «Лав о главном», и сегодня мы говорили о том, насколько с правовой и юридической точки зрения в Гагаузии может быть введено временное управление и к чему это все может привести. Будем ждать и следить за тем, как пройдет Народное собрание автономии, смогут ли депутаты назначить дату выборов, или все же разговоры о временном управлении окажутся обоснованным. Оставайтесь на LoveMD и подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях. Не забывайте оставлять ваши комментарии. Baby,
«Время для себя» — это программа о том, как заботиться о себе и о своем здоровье. Я, Алла Бюк, и наш эксперт-нутрициолог Анна Георгиева сегодня расскажем о том, как же все-таки питание влияет на женское здоровье и почему очень важно гормональное здоровье. Для женщин, в принципе, очень важно ее не только состояние здоровья, но и внешний вид, фигура, молодость, энергия. И, наверное, женщины больше всего обращают на это внимание, поэтому сегодня мы решили отдельно провести такую программу, поговорить конкретно о женском здоровье, что нужно сделать так, чтобы всегда себя чувствовать молодым, энергичным. И я думаю, что сегодня наш эксперт нам поможет в этом более детально разобраться. Ну, Анна, наверное, такой вопрос первый. В чем все-таки залог этой молодости, энергии для каждой женщины? Ну, в первую очередь хочется сказать, что залог здоровья и женской красоты и молодости заключается в нашем гормональном здоровье. То есть насколько хорошо и качественно функционирует наша гормональная система, настолько мы себя будем молодо, энергично ощущать. Все-таки старость приходит скажем так, с плохим функционированием нашей гормональной системы. То есть с возрастом наши гормоны уменьшаются, соответственно, и приходят все симптомы того, чего мы хотим избежать. Поэтому в первую очередь, если вы хотите как можно дольше оставаться энергичными, здоровыми, молодыми, я рекомендую следить за состоянием здоровья и в особенности за состоянием вашей гормональной системы. Ну, здесь, пока мы не углубились в детали по гормональному здоровью, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, в принципе, о питании для женского организма. Защитить молодость и энергию? Возможно ли это? Конечно, да. Все начинается с правильного питания. Сегодня расскажем о продуктах, которые помогут оставаться активными и полными сил. Ягоды и фрукты. Черника, киви, апельсины – это настоящие витамины для вашей кожи. Они защищают от старения и дают заряд энергии. Орехи и семена. Миндаль, грецкие орехи, тыквенные семечки, богатые омега-3 и антиоксидантами. Они поддерживают здоровье мозга и суставов. Жирная рыба. Лосось и скумбрия – это источник коллагена и витамина D. Эти продукты замедляют старение кожи. Зелень и овощи. Шпинат, брокколи, морковь насыщены клетчаткой и витамином С. Они укрепляют иммунитет и придают бодрость. Цельнозерновые продукты. Овсянка, бурый рис, киноа – это энергия для долгих лет. Они медленно высвобождают глюкозу, чтобы вы дольше оставались в форме. Хотите сохранить молодость и активность? Включите эти продукты в свое меню. Правильное питание – ваш секрет энергии и здоровья. Здоровый выбор – это инвестиция в ваше будущее. Ну, вообще, почему очень важно гормональное здоровье для женщины? В чем особенность именно этой системы и как она устроена? Ну, следует сказать, что важность гормональной системы, здоровье гормональной системы заключается в том, что эта система контролирует жизнедеятельность всего организма. Здесь нужно отметить, что это важно не только для женщин, но и для мужчин в целом. Чтобы понять, почему это так важно, я в двух словах попробую объяснить, как устроена наша гормональная система и за какие функции она отвечает. Это довольно-таки сложная система, она контролирует практически все в нашем организме, начиная вот от поддержания гомеостаза, то есть уровня давления кровеносного, там, такие биения, сердцебиения, такие постоянные показатели, вплоть до каких-то реакций секундных. Да? То есть это огромная система, которая контролирует практически все, что происходит в нашем организме. Основные органы, мы знаем, как многие знают, что органы гормональные, это гормональная система, это щитовидная железа, это половые органы, то есть яичники у женщин, яички у мужчин, это также надпочечники. Есть еще такие органы, которые вырабатывают тоже гормоны, так как поджелудочная железа, местные гормоны, тоже желудок вырабатывает некоторые гормоны. Но это органы, которые непосредственно вырабатывают гормоны. Но есть еще и органы, отделы мозга, которые контролируют выработку этих гормонов. То есть такое главное, это у нас гипоталамус и гипофиз. Да, это отделы в мозгу, которые, собственно, регулируют работу
работу всех эндокринных систем, то есть всех органов, которые я перечислила, регулируют эти отделы мозга. То есть оттуда начинается работа, оттуда подаются определенные сигналы, которые поступают непосредственно в эти органы, и уже органы на основе этих сигналов вырабатывают те или иные гормоны в том или ином количестве. Да? И важно, чтобы вот эта система работала без сбоя. Да? Или если какой-то орган вырабатывает слишком много гормонов, либо слишком мало, тут же поступает обратная связь в мозг, и, соответственно, сигнал для выработки либо уменьшается, либо увеличивается. И очень многие, то есть эти органы контролируют различные системы, это и обмен веществ, вот что женщины, которые часто хотят там похудеть, хотят прекрасно выглядеть, вот как раз-таки обменные все процессы, то, насколько мы можем быстро, качественно набирать или сбрасывать вес, удерживать красивую форму, даже отложение жира в тех или иных местах тоже связано с гормоном, то есть наша реакция, адаптация, качество нашего сна, то есть практически все реакции в организме, все, что происходит в нашем организме, контролируется гормональной системой. Поэтому, если есть какие-либо нарушения, соответственно, будут нарушения их жизнедеятельности и здоровья организма. Ну, я, насколько слышала, читала, что есть определение даже, в каких частях гормональной системы идет сбой, в зависимости от отложения жира. Да? Допустим, если это живот, да, больше в жиру, так скажем, да, то это кортизол, да, повышен. А если, там, допустим, это бедра, то это другие какие-то гормоны нарушены. Насколько это правда или все-таки это миф? Нет, это действительно имеет место быть. Это, конечно, не всегда так. То есть, если у вас небольшой какой-то животик, это не стоит сразу бежать и думать, что у вас проблемы с кортизолом. Там все-таки более ярко выраженная картина, но внешне, я имею в виду, если есть действительно эти гормональные нарушения. Но да, такое тоже есть. Бывает, что если у нас преобладают, допустим, эстрогены, это больше отложений жировых в нижней части тела, бедра. Если это действительно есть проблемы какие-то с кортизолом, то есть избытком кортизола, тогда у нас больше откладывается жировых отложений в области живота. То есть есть даже такое понятие кортизолный живот, но это достаточно большое. То есть если у вас, девочки, пару сантиметров есть лишних, это еще не говорит о том, что есть проблемы у вас с кортизолом. Ну, вообще, какие факторы влияют на гормональную систему? На гормональную систему, да, есть много факторов. Помимо того, что есть генетические определенные моменты, связанные с генетикой, которые могут влиять в конечном итоге, да, на работу гормональной системы, помимо этого есть моменты, которые мы с вами можем контролировать, то есть каким-то образом влиять. Это в первую очередь, конечно, питание, это образ жизни и, обращу внимание, это сон. Это очень важно, это крайне важный пункт в поддержании гормонального здоровья, это поддержка качественного сна. В целом баланс бодрствования, вот, контроль уровня стресса, потому что стресс тоже крайне сильно влияет на дисбаланс гормональной системы, и это уровень токсической нагрузки, то есть то, о чем мы говорили с вами в прошлой передаче, да, вот о детоксикации, о токсинах, которые присутствуют. В современном образе жизни есть определенные группы токсинов, такие как бисфенол А, содержащийся в пластике, есть еще много ксеноэстрогенов разных, что-то содержится в бытовой химии, в косметике содержится, в лекарствах также содержится, противозачаточные таблетки тоже негативно влияют на здоровье гормональной системы. И что-то в пластике содержится, в посуде, которую мы используем, в тефлоне. То есть при попадании в организм эти вещества тоже способны привести к гормональным нарушениям. Поэтому вот эти факторы мы можем контролировать, это в наших силах, и тем самым мы можем поддерживать здоровье гормональной системы. Ну, мы знаем, что женщины очень часто, в основном находятся, будучи дома, на кухне, это обязательно контакт с той же посудой, о которой вы говорите, да, это обязательно какие-то тефлоновые новомодные сковородки, это может быть такие пластиковые тарелки, которые, для быстрого какого-то процесса. Как все-таки себя защитить, да, какую посуду выбирать в таком случае, чтобы максимально было экологично и максимально было меньше рисков для гормональной системы? Что касается посуды, то я рекомендую использовать на повседневной основе это чугун и нержавеющая сталь, да, если мы говорим о приготовлении горячих. Есть специальные формы для выпекания и так далее. Я рекомендую все-таки по минимуму использовать, по возможности исключить полностью эту фольгу, различные пластиковые пакеты для выпекания, то есть лучше выпекать в формах, есть специальные формы для этого, с крышками, лучше выпекать в стеклянные, наверное, стеклянные формы, есть некоторые керамические формы, то есть лучше выпекать в таком виде. А вот бумага для выпекания? Ее можно использовать,
но тоже я не рекомендую использовать часто. То есть лучше накрыть это крышкой, и если это какая-то форма с крышкой, и то есть когда вы приобретаете, продумываете эти моменты, сразу приобретайте с крышкой и готовьте в такой посуде. Если что касается тефлоновых сковородок, есть разные мнения, существуют различные мнения, что он безопасен, если сковородка целая остается. То есть, если даже при наличии если вы даже используете, если у вас есть сейчас, да, тефлоновая посуда, не стоит сразу бежать и выбрасывать. Конечно, по возможности я бы рекомендовала все-таки перейти на чугун и нержавеющую сталь, но если у вас есть, следите за целостностью поверхности. То есть, там не должно быть даже микроцарапин. Если у вас на посуде с тефлоновым покрытием присутствует микроцарапин, я уже не рекомендую использовать и нагревать такую посуду. Потому что эти вещества при нагреве попадают в еду, вы их едите, эти вещества называются эндокринные дисрупторы, то есть они имитируют наши с вами собственные гормоны, тем самым вызывая гормональные нарушения. Особенно это важно для женщин, которые уже есть какие-либо заболевания, связанные с гормональными нарушениями. Что касается пластика, пластиковых контейнеров, я ни в коем случае не рекомендую категорически разогревать еду в пластиковых контейнерах, даже в одноразовых, даже в многоразовых. Даже если написано на них, что они экологически чистые. Да, да, это не имеет значения при нагревании. Пластик, да, он тоже выделяет вещества, которые попадают в пищу, либо в напитки. Также это касается, кстати, сейчас перед Новым годом тоже многие выкладывают различные рецепты, где показывают, как они варят, допустим, овощи для салатов, либо в пакетах варят, либо в микроволновку, и в пакеты в микроволновку. Я крайне не рекомендую такое делать, потому что все-таки есть посуда, которая, она пластиковая, она предназначена для контакта с едой, и есть условно безопасные, с холодной едой. Да, есть условно безопасный пластик, есть и не очень безопасный. Так вот, пакеты, они как раз не рассчитаны на то, чтобы их нагревали и в них готовили еду. Для пищевых целей. Да, и их такое делать категорически нельзя. Есть безопасно, в каждом пластике есть маркировка. Если вы обратите внимание, даже на бутылки пластиковые, обычные для воды, на любом пластике есть маркировка в таком треугольничке, обычно там есть маркирует условно безопасный пластик, это цифры 1, 2, 4 и 5. И остальные цифры 3, 6, 7 это пластик, который небезопасный, который может оказывать как раз-таки такое токсическое воздействие. Но я хочу обратить здесь внимание, что даже пластик под этими цифрами, он условно безопасным считается, то есть используя его так, как для чего он предназначен. То есть если вы покупаете бутылку воды, одноразовую бутылочку водички, и там, допустим, циферка 1, это говорит о том, что да, этот пластик безопасен, то есть вы можете выпить воду с этой бутылки, но использовать ее повторно не рекомендуется, то есть постоянно туда наливать много раз, использовать ее не рекомендуется ее нагревать также, да, то есть горячую воду заливать и так далее. Это же касается одноразовых пластиковых стаканчиков, которые вроде они бумажные, но не забываем, что крышка там пластиковая, соприкосновение с горячим напитком, с паром, оттуда выделяется как раз. Я обычно никогда не беру пластиковую крышку, потому что я уже начитана, наслышана. Да, лучше все-таки. Да, лучше просто брать в стаканчике. Да. И... Лучше вообще, я рекомендую, если вы любитель, если вы регулярно употребляете напитки на вынос, горячие напитки, купите термокружку. Она снаружи, сейчас есть очень много дизайнов, они очень красиво, аккуратно достаточно выглядят. Внутри они покрыты металлом, как термос, и это достаточно безопасно. То есть регулярно пришли в кафе, не надо переливать. Вы пришли в кафе, вы можете попросить приготовить вам напиток непосредственно в вашу термокружку. И это достаточно удобно, и практично, и многоразово, и не вредит вашему здоровью. Безопасно. Да, на это все-таки очень рекомендую обращать внимание, помимо того, что стоит все-таки обращать внимание на косметику, на составы, на антиперспиранты, на составы. Здесь, мне кажется, что если, допустим, с посудой, да, мы взяли одну хорошую посуду, тут же сталь, допустим, из стали, либо из чугуна, хотя чугун сегодня с ним сложнее, потому что не каждая плита сегодня предназначена для ее использования, там только нужна газовая плита, либо классическая электрическая, да, не индукционная, то, допустим, с косметикой это сложнее, потому что чем экологичнее косметика, тем она дороже, да, это более дорогой сегмент, более элитный сегмент, и, конечно, он не всем доступен в том плане, что,
человек может, ну, кто понимает важность экологически чистого продукта, да, он может себе позволить, но не каждый позволит. Не всегда они дороже. Там есть некоторые определенные вещества, на которые стоит обращать внимание, да, которые действительно могут нанести вред. Их не такое большое количество. И есть достаточно бюджетных тоже. Просто это надо смотреть регулярно составы. Какой элемент нам поможет? Ну, там их несколько. И на у них упаковке есть какой-то там маркер, который... Это элементарно может даже в интернете поставить, потому что это список, ну, как бы там достаточно такие сложные названия, это нужно вывести на экран, чтобы человек мог запомнить, либо просто посмотреть в интернете. Есть список, да, действительно, канцерогенных веществ, которые содержатся тяжелые металлы, в косметике, да, и можно обратить на это внимание. Те же вот антиперспиранты, особенно то, что соприкасается с телом, крема для тела, антиперспиранты и так далее. Это тоже на это стоит обращать внимание. На нашем рынке можно найти, конечно, более это есть, да, есть. продукты. Это есть достаточно много. Есть как и более бюджетные варианты, так и более дорогие. Не обязательно, чтобы все ингредиенты были, ну, натуральные, да, эко. Важно, чтобы не было вот этих нескольких канцерогенных, которые действительно вещества очень вредны. Это как бы важно. А остальное как бы не критично, не обязательно супер, там, чтобы были натуральные ингредиенты. Вот очень часто мы, конечно, не обращаем внимания на вот эти детали, которые вы сейчас акцентировали внимание. Да, это посуда, это косметика, это даже та же одежда, да, это может быть из хлопка, либо это может быть синтетика. Это опять же влияет не только на гормональную систему, но в принципе на самочувствие человека на энергетическом уровне, потому что каждая вещь имеет свою энергетику, и естественно, что она нас заряжает, либо разряжает, опять же, в зависимости от того, что мы одели. Но я думаю, что, наверное, уже мы находимся на таком этапе, когда очень много информации, в принципе, в пространстве, и очень много возможностей у нас сегодня изучать и получать быструю информацию. То есть не надо читать какие-то пятитомники, да, то есть открыл, задал вопрос, нашел короткий ответ. Поэтому, наверное, просто здесь уже чисто ответственность каждого из нас, да, за свое здоровье, за свою жизнь. И, наверное, здесь, мне кажется, играет еще фактор самодисциплины. Да, Да? То есть все-таки взять, выбросить эту, допустим, посуду, либо пойти на Новый год, сделать себе хороший подарок и купить хорошую, крутую сковороду для того, чтобы получать удовольствие. Тут еще важен момент в том, что не многие знают, что некоторые моменты могут быть связаны. То есть, если вы на регулярной основе используете некачественную косметику, к примеру, если вы используете какие-то сильные антиперспиранты, либо, наоборот, вообще полностью блокируете потоотделение, есть и такие сейчас косметологические процедуры, которые полностью блокируют потоотделение. Плюс у вас дома там некачественная посуда, вы регулярно употребляете горячую еду из пластиковых контейнеров, либо напитки пьете горячие из пластиковых, тоже из пластиковой посуды. То есть регулярно несколько факторов, плюс вы едите не очень качественную еду, которая тоже содержит канцерогены, и вы это никаким образом не связываете с тем, что у вас, к примеру, есть проблемы с грудью, там какие-то моменты есть, да, уплотнение в груди, болевые, да, если у вас нерегулярный цикл, болезненный цикл, многие вообще девушки, женщины считают, что боли во время менструации это норма, хотя это не норма, там слишком продолжительный, либо наоборот короткий, нерегулярный, то есть никто не сопоставляет эти факторы, хотя на самом деле это норма. Да, во многом, да, норма. У меня часто были девушки, которые говорили, что они там без обезболивающих вообще не могут существовать первые несколько дней менструации, но при этом они считают, что это норма, хотя это вообще не норма. И вот такие многие вещи не сопоставляются. То есть женщины регулярно ходят то к гинекологу постоянно, то к мамологу, постоянно что-то лечат. Одно, второе, но они никак не сопоставляются с тем, что они приходят домой и готовят, допустим, в сковородке, которые тефлоновым покрытием, которые пользуются уже 5-7 лет, которые уже несколько раз исцарапаны. Они не сопоставляют эти факторы, да. Но каждый из этих факторов понемногу может влиять. Это одни из факторов. Что это не единственный, конечно, фактор, но это в совокупности влияет в целом на гормональное здоровье и тем самым нарушая дисбаланс и приводя к вот таким вот заболеваниям. Вот по поводу цикла, многие не задумываются о том, что на самом деле ПМС не должно существовать. Так ведь? Есть... То есть таких симптомов каких-то жестких, да, когда там тебя рвет, и ты рвешь и мечешь. Есть норма ПМС, да, у женщин. В целом это примерно около 5-7 дней самой менструации.
Даже 7 это уже многовато. Потом это в целом от 21 до 29 дней, так примерно 29-30 дней, то есть должен длиться цикл. Он не должен иметь ярко выраженной симптоматики. То есть, да, конечно, небольшая отечность перед может присутствовать. Небольшой упадок настроения, перемена настроения, это обусловлено изменением гормонального фона, это тоже может присутствовать. Да? Вы, особенно перед началом, вы чувствуете себя, там, что вы самая некрасивая, у вас все плохо, в такое вот настроение, может быть, депрессивное. Да, это тоже вариант нормы. Но это, во-первых, не ярко выражено, во-вторых, это длится непродолжительное время. То есть это примерно около 3, максимум 5 дней. Если у вас ярко выраженные боли присутствуют за несколько дней до начала, либо во время менструации, если у вас болезненные ощущения в груди, слишком сильное набухание в груди, какие-то ощущение уплотнения присутствует регулярно. Если у вас головные, это сопровождается головными болями, повышенной отечностью, это все не норма. Это уже говорит о каких-то гормональных отклонениях, уже говорит о том, что стоит как бы проверить этот момент и посмотреть, где есть проблемы, и ее решить, потому что так быть не должно. Ну, на этой ноте я хочу предложить нам и нашим зрителям посмотреть сюжет о гормональном питании. Гормоны – это ключевые регуляторы нашего здоровья. От их баланса зависит настроение, энергия, качество сна и даже внешний вид. Но как питание влияет на гормональную систему? Давайте разберемся. Чтобы наладить гормональную систему, важно включить в рацион продукты, богатые жирами. Но не любыми, а полезными. Например, авокадо, оливковое масло, жирную рыбу. Они помогают в производстве гормонов и поддерживают их баланс. Белки тоже играют важную роль. Они способствуют восстановлению клеток и производству гормонов. Добавьте в рацион яйца, курицу, чечевицу. А клетчатка из овощей и фруктов поможет регулировать уровень сахара в крови, что важно для гормонального фона. Не забывайте про воду. Обезвоживание мешает правильной работе гормональной системы, а вот сахар и переработанные продукты лучше исключить. Они нарушают баланс гормонов и негативно влияют на уровень энергии. Здоровое питание – это не диета, а образ жизни. Поддерживайте свой организм правильными продуктами, а он отблагодарит вас гармонией и здоровьем. Обычно мы относимся к еде как к способу выживания, да, то есть мы едим, чтобы выжить, да, чтобы не умереть, но на самом деле это очень большая основа для того, чтобы быть здоровым и молодым и энергичным. Так в чем же секрет все-таки этого питания? Каким должно быть питание, какие продукты мы должны употреблять, хотя мы в сюжете об этом уже сказали, но какие-то, может быть, дополнительные элементы, которые все-таки помогут нам быть здоровыми, молодыми и энергичными. Да, если есть определенные продукты, на которые стоит обращать больше внимания, я не хочу сейчас говорить, что есть какие-то суперпродукты полезные, есть какие-то остальные все неважные. Нет, в целом, как я всегда говорю, что нужно соблюдать баланс и разнообразие в питании. Ну, если у вас есть, да, если вы хотите больше поддержать гормональное здоровье свое, больше делать акцент на это, вам следует обязательно следить, конечно, за количеством белка в рационе, потому что многие гормоны у нас состоят из белков, и при дефиците белка, естественно, это может привести к гормональному дисбалансу и нехватке этих гормонов. Также помним, что частично некоторые гормоны синтезируются у нас из жиров, да, поэтому тоже важно качественные жиры, чтобы регулярно присутствовали в рационе. Особенно это важно женщинам, потому что женщины часто любят все обезжиренное, сокращать жиры, уменьшать жиры, что категорически делать. А потом улетает вся гормональная система. Да, потом у нас проблемы волосы, нам не нравится кожа, нам не нравятся волосы, у нас начинаются отеки и так далее и тому подобное. Жиры категорически нельзя исключать. Качественные жиры – это яйца, это авокадо, это растительные масла, семена, особенно льняное семя. Там также содержатся фитоэстрогены и качественные жиры, то есть обязательно тоже льняные каши очень полезны. Потом это, естественно, все продукты, содержащие антиоксиданты. Это крестоцветные, так как они влияют на работу печени. Как я уже говорила, да, в печени происходят основные моменты детоксикации,
и там происходит как раз-таки, грубо выражаясь, обезвреживание, да, то есть тех метаболитов гормонов, которые у нас остаются в организме, которые являются тоже токсичными, могут приводить к гормональному дисбалансу, они должны в печени обезвреживаться и выводиться через кишечник. Поэтому, если вы хотите поддержать гормональное здоровье, тем более, если у вас уже есть какие-либо заболевания, связанные с нарушением гормональным, тогда обязательно тоже следует обратить внимание на питание для печени и для кишечника, то есть на состояние здоровья печени и кишечника, так как эти два органа будут как раз-таки отвечать за метаболизм и выведение уже, скажем так, отработанных гормонов. Если там есть какие-либо проблемы, то есть эта клетчатка обязательно должна присутствовать как можно больше в рационе, чтобы поддерживать здоровое состояние кишечника, чтобы эти метаболиты выводились, а не всасывались обратно, да, и обратно не переходили в печень. Поэтому вот эти продукты, то есть это клетчатка, это обязательно белок, это качественные жиры и это продукты, содержащие антиоксиданты. Ну, как правило, это овощи, фрукты, да, это как раз-таки клетчатка. Такой, наверное, вопрос, я думаю, что многих это заинтересует. Все-таки дефициты витаминов могут тоже влиять на здоровье гормональное? Да, конечно, если есть дефициты, непосредственно это может влиять. Это в процессе, скажем, синтеза некоторых гормонов также участвуют многие витамины и минералы. На примере вот возьмем щитовидную железу, да, часто тоже вот это очень частая проблема. Сейчас у многих есть проблемы с щитовидной железой, у многих есть и такие диагнозы, как гипотиреоз, то есть недостаточность выработки именно гормонов щитовидной железы. Но часто здесь бывает такой момент, что просто не хватает микроэлементов для синтеза этих гормонов, потому что там нам нужны железо, и витамин D, и селен, и белок обязательно должен быть в норме. То есть очень много факторов, очень много микроэлементов, которые участвуют в синтезе, в метаболизме гормонов. И если есть дефициты, конечно, со временем это может привести к тем или иным нарушениям. Но если они не будут восполняться продолжительный период времени, то это будет приводить к дефицитам. Поэтому очень важно следить за отсутствием дефицитов по витаминам, особенно по жирорастворимым витаминам А и Д. Я здесь даже не могу выделить какие-то одни витамины, потому что, в принципе, важны все, да, потому что некоторые витамины участвуют в метаболизме, синтезе одних гормонов, некоторых других, и в целом они нужны все. То есть я не могу сказать, что какой-то витамин здесь не сильно важен. Да? Здесь важно следить именно за отсутствием каких-то глубоких дефицитов. Ну, я думаю, что мы сегодня попытались разобрать чуть-чуть детальнее тему гормонального здоровья, женского здоровья. Надеюсь, что наши зрители, особенно женская половина наших зрителей, сегодня получила много новой информации, и будем впредь уже внимательнее к выбору посуды, да, и даже в подарок, если будем кому-то выбирать, то будем выбирать качественный продукт. Ну и, конечно же, не будем забывать о качественном питании. Дорогие зрители, сегодня мы говорили, я думаю, что о очень важной теме, о гормональном здоровье женщины, в принципе, о здоровье женском, о молодости, энергии. Залог все-таки залог молодости любого человека все-таки кроется в самых элементарных вещах. Это в еде, в посуде, в том, чем мы пользуемся каждый день. Поэтому не забывайте обращать внимание, не забывайте следить за тем, что вы кушаете, потому что здоровье – это самое ценное, что у нас есть. Сегодня с вами была Алла Бюк и наш эксперт-нутрициолог Анна Георгиу. И до новых встреч! Что такое фондовая биржа?
зачем она нужна, как она работает? У нас доходит до смешного, там на сайте фондовой биржи есть такое отдельное окошко с дневным оборотом, и там дневной оборот может быть там, $500. Типа фондовой биржи. Это смешные цифры, вот если мы говорим про, в принципе, про фондовые биржи мировые. Молдавская биржа существует уже давным-давно. И если вы посмотрите зайдете, например, на сайт биржи Молдовы, вы попадете в увлекательное путешествие в сайты нулевых годов, где ничего не понятно, но очень интересно. А для инвестора какой-то интерес в том, что у него теперь появляется дополнительный инструмент, как он может разместить свои деньги. Сначала ты покупаешь ценные бумаги, потом ты их, то есть либо прибыль от ценных бумаг, да, забираешь, либо ты просто их можешь продать. Даже если у тебя далеко не все этим будут заниматься, далеко не все будут инвестировать, не все будут покупать ценные бумаги, но какая-то часть себе самостоятельно обеспечит какую-то пенсию дополнительную. Города привлекли к себе какое-то финансирование на какие-то проекты через облигации. Это вполне нормальная ситуация. Здравствуйте, вы смотрите подкаст на Life MD, в студии Петр Гарчу, и сегодня вместе с финансистом Владом Грати мы будем обсуждать тему открытия в Молдове фондовой биржи. Для нашего рынка, для нашей страны это будет уникальное событие, потому что до этого такого не было. И хотелось бы понять, во-первых, что это такое, а во-вторых, что это означает для нашей страны. Поэтому начнем, наверное, с самого начала. То есть уже было даже решение правительства Молдовы об открытии. То есть эта фондовая биржа, насколько я понял, она будет частью Бухарестской фондовой биржи. И первоначальный уставной капитал будет 3 миллиона евро. И среди инструментов будет покупка акций, облигаций государственных и корпоративных ценных бумаг. Планируется, что биржа начнет работать летом 2026 года. Давай начнем, наверное, с самого начала. Что такое фондовая биржа, зачем она нужна, как она работает? Фондовая биржа – это условно такая среда, где компании могут привлекать деньги, а инвесторы могут размещать деньги, если сильно упрощенно об этом говорить. Например, я компания, какая-то молдавская, акционерное общество, я хочу привлечь деньги в бизнес. Да? Что я делаю? Я выделяю какую-то часть бумаг, которые теперь будут в свободном обращении, в открытом обращении, и размещаю их на бирже. Например, я хочу разместить 20% своей компании по какому-то номиналу акций, например, по 1000 лей за акцию. Да? Я делаю первичное размещение бумаг, я вот эти бумаги теперь выставляю на биржу, теперь они будут внутри биржи обращаться, и акционеры могут поучаствовать в этом условно первичном размещении. Это обычно проходит в форме аукциона в каком-то диапазоне цен. Да? То есть если компания хочет продать, изначально выложить бумаги по 1000 лей за акцию, совсем не факт, что они за столько продадутся, может быть 600, может быть 1500. Это в зависимости от того, какой спрос будет на эту бумагу и как ее оценит рынок. И вот через такое первичное размещение компании могут привлекать к себе инвестиции. Собственно, польза для компании она состоит в этом, что это для тебя источник какого-то капитала. Для инвестора какой-то интерес в том, что у него теперь появляется дополнительный инструмент, как он может разместить свои деньги. У тебя, условно, есть какие-то свободные деньги, ты хочешь их разместить в акции молдавских компаний, которые у тебя есть доступны, ты покупаешь эти акции на рынке, и покупая акцию, ты становишься частичным собственником. У тебя эти акции предусматривают в том числе многие права владения. Эти акции, ты по этим акциям претендуешь на распределение дивидендов и так далее. Как обычные свойства акций, ты можешь. Это обычное движимое имущество, которое там наследуется, передается детям, делится при разводе и так далее. В общем, ты покупаешь какой-то актив, становишься частичным акционером какой-то из этих компаний. Вопрос в том, что это же не в этом году, то есть в 2026 году у нас не появится биржа в первый раз. Молдавская биржа существует уже давным-давно. И если вы зайдете, например, на сайт биржи Молдовы, вы попадете в увлекательное путешествие в сайты нулевых годов, где ничего не понятно, но очень интересно. Сейчас фондовая биржа, вы можете зайти на ее сайт, посмотреть, там есть листинги, там есть, по-моему, даже 13 компаний, или 12 или 13 компаний, какие акции они разместили, какие-то номиналы и так далее. Даже есть отдельная вкладка под облигации, но в реальности фондовая биржа Молдовы очень сильно отстает от того, что сейчас есть вообще на фондовых рынках и других стран.
Условно, сейчас, чтобы купить акцию какой-то компании, которая размещена на фондовой бирже, тебе нужно прийти в отделение банка, который лицензирован как брокер на этой фондовой бирже. И тот у него даже не в каждое отделение, где есть отдельные специалисты под это. Ты с ним садишься за стол, и вот вы открываете специальный брокерский счет и выбираете вместе с ним, какую бумагу вы хотите купить и на какой объем, и какие сейчас есть цены на это. И у нас доходит до смешного, там на сайте фондовой биржи есть такое отдельное окошко с дневным оборотом, и там дневной оборот может быть там, $500, типа фондовой биржи. Это смешные цифры, вот если мы говорим в принципе про фондовые биржи мировые. Мировые фондовые биржи уже давно оцифрованы. Там есть технологии, которые оцифровывают эти торги, которые позволяют эти торги вынести международным брокерам. Брокеры это все упаковывают в приложение. Условно, если я хочу купить что-то на какой-то европейской бирже, мне не надо ехать в Лондон и садиться за стол с банковским работником. Я могу скачать приложение любого брокера, условно, неважно, любого европейского брокера, чтобы не называть сейчас название, зайти и иметь доступ одновременно к десяткам фондовых бирж. От Нью-Йорка до Токио. И я могу на любой из этой биржи совершить операцию, купить ценную бумагу через приложение просто. Возможно, вот эта оцифровка, она сделает инвестиции именно в молдавские компании, на молдавской бирже более популярной, более доступной. И это станет дополнительным инструментом для того, чтобы инвесторы могли размещать здесь капитал в этих бумагах. То есть, на твой взгляд, получается, что прежде всего эффект от открытия этой торговой биржи будет для молдавских компаний. Я правильно понял? Да не обязательно. Во-первых, молдавские компании и сейчас размещены на бирже. Более того, в предыдущие годы они размещали так называемые депозитарные расписки и на румынской фондовой бирже. То, что такое депозитарная расписка, давайте коротко объясню, что когда у вас основной листинг здесь на молдавской бирже, у вас основные акции размещены на молдавской бирже, но вы хотите продаваться еще на какой-то, потому что на молдавской бирже, как я сказал, нет объема. Вы здесь давайте очень упрощенно, часть этих бумаг здесь замораживаете, что здесь в Молдове больше не торгуются, но вы выпускаете бумагу, что где-то в Молдове заморожена акция, и вы здесь ей можете торговать уже на вот этой бирже, депозитарная расписка, что такое. И они привлекали в том числе капитал на румынской фондовой бирже. Сейчас я так понял, что они в сотрудничестве с румынской фондовой биржей хотят сделать отдельный продукт уже внутри Молдовы, чтобы это работала как уже полноценная нормальная цифрованная биржа. А для инвесторов какой интерес? Ну, на самом деле, даже для государства здесь довольно большой интерес, потому что фондовый рынок во многом снимает и перекладывает на частных инвесторов возможность самостоятельного формирования пенсии, условно. Потому что в США это очень сильно развито, эти инвестиционные пенсионные продукты, они почти все, там есть специальные программы налоговые под эти долгосрочные пенсионные инвестиции. И ты по факту даешь гражданам возможность, откладывайте сами, хотите, откладывайте сами в эти пенсионные продукты, в эти бумаги и так далее, и формируйте себе доход на будущее. Даже если у тебя далеко не все этим будут заниматься, далеко не все будут инвестировать, не все будут покупать ценные бумаги, но какая-то часть себе самостоятельно обеспечит какую-то пенсию дополнительную. И это в целом тоже довольно полезный инструмент. Ну, получается, то есть ты сначала покупаешь ценные бумаги, потом ты их, то есть либо прибыль от ценных бумаг, забираешь, либо ты просто их можешь продать и вот на эти деньги. Да, у тебя вот по акциям есть две условных категории дохода. Первый — это дивиденды, если ты получаешь дивиденды по акциям. Если ты владеешь акцией, то... Это в конце каждого года, то есть... Обычно ежеквартально это делается, но там зависит от компании. Некоторые компании раз в год платят дивиденды, некоторые раз в полгода, но обычно это ежеквартально принято делать. Это если компания получила прибыль. Да. Но если она получила прибыль, это совсем не факт, что у тебя распределять дивиденды. У тебя решением акционеров они могут реинвестировать дальше. Но дивиденды — это как один из возможных способов получения доходов от компаний. Второй — это рост самой бумаги. Если у тебя есть какая-то ликвидная биржа, где у тебя есть вторичный рынок, где ты бумагу, которую купил, можешь продать другому пользователю, то эта бумага может вырасти в цене. Ты видишь на графике, как эта бумага растет в цене, и ты уже, если что, можешь ее продать какому-то другому пользователю, понимаешь? И заработать в том числе на росте ценных бумаг. Хотелось бы в продолжение темы, довольно интересная тоже ситуация, появилась и ВМС. Да. Значит, это платформа, на которой мы можем спокойно купить гособлигации. Тоже довольно, в принципе, новая, по-моему, тема. В принципе, частично, насколько я понимаю, это работало в советское время, если я правильно понимаю. Ну смотри, гособлигации... Гособлигации, да, вот может быть пояснить, что гособлигации, что такое гособлигация? У тебя Минфин, если ему не хватает там денег в бюджет, или нужно привлечь какие-то дополнительные деньги, он может занять у населения. Он может выпустить гособлигацию, ты ее можешь купить, там, например, номинал гособлигации 1000 лей,
тебе обещают по этой гособлигации 6% годовых, да? Ты можешь купить эту облигацию, дать Минфину деньги в долг, а тебе в будущем просто выплачивают за это процент, и в какой-то момент, например, облигация у тебя на 3 года, у тебя дюрация называется, ты в конце этого периода получаешь свои деньги обратно, 1000 лей. И плюс те проценты, которые тебе приходили все это время. Это работало всегда. В чем уникальность ЕВМС? Давай я объясню. Да. Раньше ты облигации покупал ровно так же, как я описал процесс покупки акций. Ты приходил к специально обученному человеку в банк, вы там выбирали, какие у нас есть размещения, и, собственно, передавали в них деньги. ЕВМС, вот поверьте мне, я из-за того, что имею дело с разными рынками в разных странах, ЕВМС это довольно уникальный продукт. Я навскидку не вспомню другую страну, где напрямую вы можете давать деньги в долг Минфину через платформу какую-то. Обычно это делают через брокера. Ты как бы не в банк, конечно, идешь, но через приложение брокера ты участвуешь в аукционе по этим бумагам. Сложная процедура. Да, ты участвуешь в размещении этих бумаг через приложение брокера, через посредника, во-первых. А во-вторых, это делается обычно аукционом. Ну, то есть там какая-то процентная доходность указана диапазоном. ЕВМС очень сильно упрощен, и он сделан буквально напрямую между Минфин, цепочка Минфин, ты. То есть ты заходишь на эту платформу ЕВМС, ты видишь, какие бумаги сейчас размещаются. Ты видишь, что размещение облигаций, такой-то объем, такой-то номинал, 1000 лей, например, такая-то доходность, фиксированная, там нет такого, что аукцион, потому что все запутались бы. Тебе нравятся эти условия? Да. Ты, значит, подаешь заявку на участие в этом размещении облигаций. И у нас предыдущие размещения показали, что у нас огромный спрос на то, чтобы был какой-то дополнительный инвестиционный инструмент. И очень большое количество заявок было на вот размещение вот этих первых облигаций. Там еще сыграло на руку то, что они изначально давали доходность сильно выше ключевой ставки. В тот момент ключевая ставка была 4 с копейками, а размещались облигации под 7%, 7,5%, довольно много. Сейчас это, конечно, этот разрыв сократился. Сейчас... Ну, там еще в зависимости от на сколько лет, да? То есть чем дольше, тем выше процентная ставка. Ну, это и логично, потому что чем на дольший срок ты даешь деньги в долг, тем больше ты риска принимаешь. Тут еще важный, кстати, интересный момент, что, в принципе, город из Гагаузии был одним из первых, Чедрлунга, насколько я помню, или они одновременно несколько городов, которые выпустили облигации. Что это дало для Чедрлунги? То есть процентная ставка, по которой они взяли кредит, да, деньги, то есть было меньше, чем если бы они брали в банк. Да, да. И, соответственно, то есть для них это было выгодно, и они в течение нескольких лет, то есть спокойно... Верно, облигация решает именно вот этот вопрос, что эмитент, ну то есть кто берет в долг, он привлекает деньги чуть дешевле банковской ставки, а ты, как инвестор, получаешь доходность чуть выше банковской ставки. Да, потому что вы напрямую условно нашли друг друга, вы платите там комиссию брокеру или платформе, через которую вы это сделали, но это не такая маржа, как банковская маржа между ставками. Но, к слову говоря, размещение Чедрлунги муниципальных облигаций, кишиневских муниципальных облигаций, они были еще до ЕВМС. ЕВМС это выпуск облигаций в госбюджет. Они выпускались еще до этого на бирже. И сейчас они доступны, вы можете посмотреть листинги, как они прошли эти размещения чедрлунских бумаг и кишиневских бумаг. И да, города привлекли себе какое-то финансирование на какие-то проекты через облигации. Это вполне нормальная ситуация, что у вас источник финансирования даже на локальных бюджетах не обязательно. Это дотации из государства и не обязательно это какие-то грантовые программы. Вы можете, если вам что-то нужно, привлечь деньги в долг через муниципальные облигации. И после этого просто обслуживать этот долг. Да? А вот давай с точки зрения населения, на твой взгляд, какие могут быть риски? Видишь ли ты в этом риски? Или же это... Риски здесь такие же, как и на любом другом фондовом рынке. Вы когда начинаете инвестировать в какие-то бумаги, вы, собственно, и доходность получаете за то, что вы принимаете риск. Если вы инвестируете в какую-то акцию, вы принимаете риск того, что ее цена может упасть, что с компанией может что случиться. Вы выступаете как инвестор, как наряду со всеми другими инвесторами. И из-за этого доходность в среднем по облигациям, за то, что вы принимаете выше риск, чем если бы вы пошли бы эти деньги положили в банк, у вас доходность в среднем выше, но и риски выше. Но если говорить про то, что население, про пользу для населения, у нас в Молдове, в принципе, финансовые рынки и продукты под инвестиции не очень развиты. Да, они есть у зарубежных брокеров, то есть гражданин Молдовы может пойти к зарубежному брокеру и пользоваться фондовыми рынками других стран. Но если отсечь эту возможность и говорить только о том, во что вы можете проинвестировать внутри Молдовы, то у тебя очень ограниченный список. У тебя список из того, что ты можешь пойти в банк, положить деньги на депозит,
или инвестировать в недвижимость. У тебя по факту два метода инвестиций. А популярность EVMS, как эта платформа появилась, и насколько большие размещения там проходили, насколько большой был спрос, показывает то, что у населения есть потребность в инвестиционных продуктах, в которые они хотят вкладывать деньги. Понимаешь? И фондовая биржа, в том числе, может стать еще одним дополнительным инструментом для людей, которые имеют свободные деньги, имеют какие-то сбережения и готовы их инвестировать, получить какой-то для себя дополнительный инструмент, кроме недвижимости, и кроме депозитов, и кроме денег под подушкой, понимаешь? И это в целом очень хорошо. Если вы не готовы принимать риски открытого рынка, не готовы принимать риски того, что ваши бумаги могут подешеветь, пожалуйста, вы можете выбирать что-то более консервативное. Но когда у вас есть выбор, это очень хорошо. Касаемо, то есть я понял, что процедура довольно легкая, очень простая, да, в этом плане все супер. С налогами. Допустим, вот я разместил, да, то есть я получаю там в течение 2-3 лет. Да. Каждый месяц, я правильно понимаю? Или что каждый месяц? Дивиденды. Раз в квартал, да. Раз в квартал. Раз в квартал в среднем это обычно происходит. Да. Что дальше? То есть какой из этой суммы какой процент я должен платить? Что интересно, из-за того, что у нас до этого в Молдове не были доступны внутренние рынки акций и облигаций, я могу лучше проконсультировать о том, какие налоги заплатишь, инвестируя за рубежом, чем инвестируя в Молдове. Честно говоря, если говорить про инвестиции за рубежом, то получается половина стандартной ставки, 6%. Я думаю, что она также распространяется и на бумаги внутри Молдовы. А по дивидендам я не берусь утверждать. Возможно, есть какие-то льготные программы, которые освобождают по дивидендам от местных компаний. Но такие программы точно есть, например, в Румынии. Я тебе могу сказать. Есть в Румынии, есть в ЕС, есть в России, которые стимулируют инвестиции именно в внутренние бумаги, чтобы вот я как инвестор не шел на зарубежный рынок, а у меня какое-то преимущество имели местные компании. И там в том числе есть программа освобождения от налогов, есть программа возмещения подоходного налога, есть такие в России ИИС, индивидуальные инвестиционные счета. Аналоги есть в Великобритании, в США, ИРА и ИСА тоже. В чем их смысл? Что ты, если долгосрочно инвестируешь в какую-то местную компанию, ты получаешь скидки на налоги. Либо тебя освобождают от налогов по этим бумагам, либо ты получаешь возмещение по тем налогам, которые ты заплатил в своей трудовой деятельности. Например, я работаю, с моей зарплаты удержали часть налогов, но если я инвестирую в какие-то местные компании на какой-то определенный объем деньги, то мне часть вот этого подоходного налога просто возвращается. Понимаешь? И я думаю, что в Молдове, возможно, они уже есть, потому что я не специалист по молдавскому рынку, возможно, уже есть какие-то льготные программы по налогам для местных компаний. Но если мы будем говорить о том, что у нас появится новый открытый рынок по акциям и по облигациям, а по облигациям он уже есть, по акциям, если они введут открытый рынок, то было бы логично дать нам какое-то преимущество, чтобы мне молдавские бумаги были бы интересны для того, чтобы я их инвестировал. Какое-то налоговое преимущество. Например, если мы говорим про ЕВМС, то там были прецеденты того, что были то ли пониженные, то ли отсутствующие ставки налогов. 12%. Да. Там для того, чтобы стимулировать эти инвестиции. Я думаю, что если у нас уже будет конкретная речь идти о том, что продукт запускается, и вот у нас теперь вы можете в удобном цифровом виде инвестировать в молдавские акции, я думаю, что будет разработан какой-то законопроект, который будет стимулировать молдавских инвесторов инвестировать именно в молдавские компании. Потому что государство от этого выигрывает. Да, ты, может, недополучишь какие-то крохи налогов с тех инвестиций, которые там идут, но твои компании внутри твоей страны получают инвестирование и стороннее инвестирование. Я думаю, что да. Я думаю, что государству это было бы выгодно дополнительно налогово, то есть фискально стимулировать людей инвестировать именно внутри в молдавские компании. Я благодарю за сегодняшний выпуск. На самом деле тема, конечно, такая, она своеобразна пока, не всем ясна, но от этого мы тем более должны обсуждать, для того, чтобы было меньше фейков, меньше манипуляций на эту тему, да, что мы напоминаем, что вы смотрели подкасты на LoveMD, оставайтесь с нами и до новых встреч.
Я с маленьких лет работаю. Понравились с маленьких лет, и вот я и до сих пор с ними. Чем коз кормите? На поле есть заброшенные виноградники. То есть в основном что находите на полях? Да. Зимой кормушек, что дадим, то и кушают. Ну что в основном? Луцерну, солому. Следующий процесс после того, как вы надоели, что вы делаете? Вот процеживаем молоко и ставим в мая. Часть ждем и потом мешаем, собираем, ставим его в крынту, и оно стоит еще час-полтора, и потом режем. Для чего вы процеживаете молоко? Чтобы чисто было. Волос, чтобы не попало туда, грязь, вот это все. Что вы добавляете сейчас в молоко? Вот это моя, что свернулась. А раньше вместо этого что использовалось? Раньше наши дедушки, они делали, резали ягненка, то желудка солили и ставили в бачок и ждали несколько месяцев, наверное, там они. И из этого делали, просаживали. Сейчас это есть другая уже новый технология. После того, как вы налили мая, что надо сделать? Подождать, чтобы прихватилось молоко. И час подождем. Потом мешаем опять. Ставим в марлю, просаживается. Прихватилась брынза уже, готова. Сейчас чуть-чуть постоим еще и поставим его через марлю, просаживается и суратка. Потом посмотрим, тверденький, чтобы было, и можно порезать и подсолить. Сейчас закрываю, чуть-чуть пусть стоит, и потом поставим его в марле и пусть прошезывается этот суратка. Сейчас открываем.
Оно уже осело сейчас. Поставлю его в марли. Вот так завязываем. И она потом протекается час максимум. Ставим пресс, чтобы в брынзе не было внутри дырочек. Час постоит вот так, потом порежем и подсолим его. Брынза уже готова. Вот переворачиваем его, открываем. Это приготовил, чтобы дорогу попробовали. Вам спасибо, что приняли нас сегодня. Теперь мы знаем рецепт очень вкусной и, главное, полезной брынзы. На здоровье.
для нас это вообще смысл нашего, можно сказать, существования. Потому что если бы мы дали погибнуть, если бы мы позволили бы погибнуть тому делу, которое начал в свое время отец, то груша цена всем нам было бы. Мы стараемся, чтобы человек не разочаровался. Мы стараемся, чтобы человек получил полностью те ответы на те вопросы, которые его мучают, которые его, в принципе, из-за которых он пришел сюда. И мы всячески придумываем разные ухищрения для того, чтобы заинтересовать этого человека. Topladılar kalmadı insanda yekin. Bir insan kaldı ağaç. İnsan taşırdı köpekti. Geçirirler köpek yediğinde. Onun içi getiriyor onu, o kesmeye getiriyor onu. İnsan giderdi, gelirdi. Hangisi çayır içinde kalmış, ölmüş. Hangisi gelmiş, kurtulmuş, gemiceymiş. Öyle gelmiş. Vardı, yekin de vardı hepsi ama ki bu kulak beterini aldılar, soydular, nar oldu. Da insan kaldı ağaç. Ama zor çektik ağaçlığı pek. Aldılar hepsini yekinleri. Biz de uşaklar kalabaydık. Kalabalığı, babamlar iki, biz uşaklarda 3-5 can. Da biraz zor çektik. Dedik ki ölü bir yer de. Vurmuştular ne anda nerede Cevşere'de. Ne anda. Bizde de vardı bir büyük köpek. Değerli geldi al sizin köpeğe ver but. Alay, dядо ligacıyı da gider alay ver but.
Güzel bir büyük but, doyan bir beygir. Dedi keser köpeğe. Kestirir gözüne ne kendi de yiyecek. Hem köpeğe keser hem kendine. Getirdi, bağırır babu. Koyma her bir çöğüne. Bıksaydı kaşa yeriz. İstemez öyle sale vurulma diyeni, beygir diyeni. O vakit beygirmezlerdi. Sonra dedi verirli bir dedi bir eski çüven. Dedi orada yapar katleti. Güzel koyar kök kokusunu. Eğer dedi katletli bizim yanımızda biz de kaşa yeriz. Değil şekerli ama şekersiz. Sonra açan attık biz de başladık yine. Ve yedik öyle iyi geldi. Zor çektik pek. Kaşı verirdiler. Oradan kantinadan o kaşıyla şkolaya giderdim. Verirdiler 300 gram ekmek. O ekmeği de geldiğinde pay ederdik. Baka proslattı. Yok alanda öyle pek. Ne yapsın mamu? Babı da gitti çadıra satma roba. Dağılacak oradan ne verecekler? Papşoy bu yeken mi arpa mı neyse. Da yük alındı. Değer olmayacak böyle. Ya gideyim ben sorayım değer vereceğim. Roba da değer versinler bir ekmecik. Sonra götürdü. Bir yufka çölenece değil bizim yufkalar gibi ama daha büyük karlar şöyle uzun harbar ayrısı da vardı. Bir de bariz. Orada bir ekmek de geldi. Sonra da yetiştirdi baba. Geldi. Biz biraz gerildik. Giderdi bakın. Bayrak ağratmadı ama ne kadar verdiler biz de kalabaydık. Böyle çektik zor 46'yı gördük. Topladılar kalmadı insanda yekin. Bir insan kaldı ağaç. Hangisinde vardı bekim vericiler verirlerine. Böylesini aldılar. Bizde de vardı ama. Açan babı kulak sayılırdı. Onları aldılar hepsiciydi. Ve biz kaldık kara ağaç. Ve bize yerine sonra verdiler oradan da iyiydik. Şükür Allah'a insan taşırdı köpek de. Geçirirler köpek yediğinde. Onun içi getiriyor onu, o kesmeye getiriyor onu. Hani kolay ölmesin. O 5 elma çayır için insan giderdi, gelirdi. Hangisi çayır içinde kalmış ölmüş. Hangisi gelmiş, kurtulmuş, kimliceymiş. Öyle gelmiş. Gelerdi taliga, dibi yok. Hangisi başka bak, karı, adam hepsi bile yok. Giydirme ve koyma kurçacık, killiler, sandık. Hepsi birbiri üstü. Ben de kere çıktım bir kere Toka'da da baktım. Yok mu ölüsüz de derim yok. Da insan bakardı. Yüzüğünü alsınlar da kokmasın içeride. Açan getirdiler. Oradan babu geldi papşu bir şey vardı damda. Kayamız köşede. Da çekerdik de Mahmut tartıyla avucunu. Da derdi ya yala kızım nice tatlı bu papşu bunu. Da koymaz ki şeker de yapardı kaşık. Mesela insan çok öldü insan. Çok güzel oldu insan. Başladılar tüle vermeye insana. Bak tohumçu bak. Neyse arada verirler insana. Hangisi hani kayıt ne oyarız. Öyle de işler zor çektik. Ağaçlığı çektik gördük ağaçlığı.
Добрый день, дорогие зрители! В эфире Love Zone, место, где мы обсуждаем важные проблемы современного общества. Сегодня у нас в гостях в студии находится Светлана Георгиева, руководитель регионального центра реабилитации жертв домашнего насилия. Сегодня мы поговорим о женщинах, о домашнем насилии и о той ситуации, которая сложилась у нас в автономии и как эта организация пытается ее решить. Светлана, добрый день. Я рада, что у вас получилось и нашлась возможность прийти к нам и поговорить, мне кажется, о наболевшем, да, современного общества, наболевшей проблеме гагаузских женщин, и не только гагаузских женщин, да, и молдавских женщин, домашнее насилие. Вы являетесь руководителем регионального центра реабилитации жертв домашнего насилия, и также, я так понимаю, что есть какая-то связь с организацией Биасгюль. Да? Расскажите, пожалуйста, об этих двух структурах и какая связь между ними. Ну, в первую очередь хочу поприветствовать всех зрителей и поблагодарить LoveND за такую уникальную возможность сегодня поговорить о феномене домашнего насилия, о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, о той возможности, которые есть на территории АТО Гагаузии, и как мы вместе можем быть причастны к помощи каждой женщине, которая нуждается в поддержке. Вы правильно упомянули, что на территории Гагаузии буквально в 2020 году, 7 декабря, было официальное открытие такого учреждения, такой инфраструктуры. Это Центр помощи жертвам домашнего насилия. Это учреждение имеет место быть благодаря консолидированным усилиям 3 основных партнеров. Это программа развития Организации Объединенных Наций, которая инвестировала немаленькие финансовые средства для того, чтобы мы имели такую инфраструктуру. Это исполнительный комитет, мы являемся подведомственным исполнительному комитету и Главному управлению здравоохранения и социального обеспечения, а также Министерству труда и социальной защиты Республики Молдова. И Народное собрание, которое выделило также контрибуцию для того, чтобы эта инфраструктура была и соответствовала согласно минимальным стандартам качества предоставления социальных услуг.
Что такое публичное учреждение? В первую очередь я хочу сказать, что это безопасное пространство, где 24/7, вне зависимости от состояния человека, он может постучать к нам, попросить помощи, мы откроем свои двери, и мы делаем все возможное для того, чтобы женщины одна либо вместе с детьми получили комфортабельные, качественные услуги, и для того, чтобы они понимали, что они не одни с этой проблемой, что есть государство, которое готово помочь здесь и сейчас и решить комплекс проблем. Какие услуги мы предоставляем на сегодняшний день? Наши услуги делятся на две основные составляющие. То есть, если у жертвы домашнего насилия есть безопасное пространство, не знаю, может быть, это лучшая подруга, доверенное лицо, может, это бабушка, может быть, это соседи, которые понимают, в какой она ситуации, и приняли решение помочь ей, не молчать, не умалчивать, а помочь. То есть жертва может обратиться к нам, с 8 до 5 мы предоставляем консультативные услуги. Какие же это? Это бесплатные юридические услуги, то есть в случае, если жертве нужно незамедлительное ограничительное предписание, если ей нужно что-то связано с бракоразводным процессом, с разделом имущества, все, что касается с юридической юриспруденции. составляющей. Второй сегмент – это социальная, потому что социальная составляющая, она играет важную роль в жизни женщины, потому что социальный ассистент помогает в поиске работы, в составлении CV, в самопрезентации, в получении образования в процессе переадресации, да, в социальных пособиях. И психолог, который, к большому сожалению, у нас приходит только 1 раз в неделю и предоставляет психологическую реабилитацию, то есть жертва входит в терапию, если у нее есть острый стресс, если она подавлена, у нее есть депрессия, тревожность. Дальше уже наш психолог работает с ней. Да, это очень маленькое количество времени, но это все связано с дефицитом кадров. И второй сегмент – это временное размещение, то есть 24/7, кто бы ни постучался, примут, предоставят первые услуги, искупаться, белье и так далее и тому подобное, сделают чай и сделают все возможное, чтобы показать женщине, что есть безопасное пространство. Кто является нашими целевыми аудиториями? Это женщины совершеннолетние, и это дети, но в сопровождении с женщинами, да, то есть это мама с детьми. Также возраст есть ограничения у детей? Начиная от 2 лет и выше. Почему? Потому что до 2 лет есть определенные требования смеси и так далее по минимальным стандартам качества. Но даже если жертва обратится к нам, у нас есть кризисные услуги в течение 3 дней, мы принимаем, и мы являемся частью министерства, у нас есть материнские центры, мы дальше переадресуем и ни в коем случае не оставляем женщину в беде одна со своей проблемой. Что такое безопасное пространство? Это 533 квадратных метра, где есть кухня. Также мы выдаем талоны на питание, где жертва покупает продукты, готовит у нас. То есть они сами готовят? Да. Согласно 530 постановлению выделяется 92 лей на одного человека. Соответственно, у нас есть поставщик, с которым мы работаем, получает талон на питание, идут, покупают еду. Можно покупать все, кроме табака и алкоголя. Это строго контролируется. Если взять, что к нам поступает женщина с 4 детьми, 91 лей умножьте на 5 человек, умножьте на 31 день, это довольно-таки хорошая сумма. Мы снабжаем и бельем, и одеждой, стараемся, да, может быть бэушная, но это тоже помощь, перестирывается, неравнодушные люди приносят нам это, и мы дальше даем нашим женщинам. Что у нас получается? У нас есть детская комната, ни в коем случае мы не имеем права прерывать образовательный процесс. Как только поступают дети школьного, дошкольного периода, у нас локация очень хорошая, у нас подписан меморандум о сотрудничестве с образовательными институтами, мы устраиваем детей в детские сады, в школы, в партнерстве с органами местного публичного управления 1-го уровня, согласно межведомственному сотрудничеству и процессу переадресации. Не прерывается, все делаем. У нас есть медицинский работник, также мы предоставляем услуги психолога, юриста, социального ассистента, мы сотрудничаем со многими
международными организациями. И вот как раз плавно перейдем к общественной организации. Ну, здесь я BSGUL. хотела уточнить, срок пребывания какой максимальный? Отличный вопрос, да. От 1 дня до 6 месяцев. Сейчас на уровне Министерства труда и социальной защиты ведутся общественные слушания о пересмотре регламентов центра, где мы, как часть института, просим, чтобы увеличивали в экстренных случаях до года. Потому что бывают очень сложные случаи, когда нам необходимо еще время. Но вообще статистика показывает, что нам вполне хватает 3 месяца сделать все возможное, чтобы интегрировать и социализировать женщину в общество. Ни в коем случае не должны понимать, что если попадает к нам женщина, мы не работаем с ней. Мы работаем методом кейс-менеджмента. В течение этого периода времени психолог делает свою работу, социальный ассистент свою, понятно, юрист да. свою. И дальше мы сотрудничаем. Но в случае, допустим, человек, женщина с детьми или без детей, просидела 6 месяцев, да, вернулась в семью, Да. но агрессор не перестал быть агрессором, Да. и произошло повторное какое-то, не знаю, насилие Да. в семье, она может вернуться к вам в организацию? Смотрите, Центр? первое, что хочу акцентировать внимание, что всегда принимает решение женщина. Какими бы ни были хорошими специалистами, но право выбора всегда остается за женщиной. Если она принимает решение возвращаться обратно к агрессору, мы не выпускаем ее, если нету разработан план безопасности. То есть, что такое план безопасности? На самом деле, это очень важный и очень хороший инструмент, где мы прорабатываем. В случае, если произойдет сценарий А, что она должна делать? В случае, если произойдет сценарий Б, как она должна реагировать? Кому звонить? Что делать? Где документы должна держать? Где хотя бы базовые какие-то финансовые средства, чтобы добраться? И да, мы понимаем, что она через 2 месяца, через 3, через полгода вернется обратно. Это ее выбор, и мы ее примем. Но она уже придет с пересмысленной ситуацией в своей голове. Потому что, когда они работают с психологом, нужно время. Кто-то быстро воспринимает, а кто-то не очень быстро воспринимает. И да, мы понимаем, что она придет, и мы опять будем работать с ней. Да. Ну и теперь возвращаемся к BSGUL. Да? Какая связь между этими двумя организациями? Смотрите, я считаю, что то, что мы сейчас имплементируем в партнерстве с общественной организацией BSGUL, является историей успеха. Это общественная организация, которая работает с 2006 года, которая имеет огромный опыт работы с социально уязвимыми слоями населения и который приходит к нам как к государственному учреждению на помощь. Каким образом? Мы знаем, что в нашем государстве всегда финансовые средства в той или иной мере, они лимитированы, да? Но мы видим, исходя из потребностей жертв, чего не хватает, и у нас нет этих ресурсов. И здесь к нам приходит помощь общественной организации BSGUL, которая имеет опыт в реализации различных проектов, помогает совместно вместе с нами, мы пишем проекты и мы реализуем эти проекты. Буквально сейчас приведу вам пример. Буквально сегодня начались у нас ремонтные работы в публичном учреждении. Мы выиграли проект по энергоэффективности, по установлению солнечных панелей, теплонасоса, изоляция крыши. Мы прошли энергетический аудит благодаря общественной организации. Мы прошли социальный аудит, где выявили, какие у нас, где хромает в плане предоставления социальных услуг. И у нас есть такая возможность сейчас быть энергетически независимыми со стороны поставщиков газа и быть автономными. Если бы не было общественной организации BSGUL, мы этого бы не сделали. Второй момент. Общественная организация BSGUL занимается профилактикой. Мы, как публичное учреждение, работаем в кризисной ситуации. Здесь, сейчас, экстренно что-то сделать, что-то изменить. А общественная организация BSGUL, она выезжает в каждый населенный пункт, работает с социальными ассистентами. А у нас есть мобильная команда из психолога, юриста и социального ассистента. Мы работаем с социально уязвимыми женщинами, социальные ассистенты приглашают, мы говорим о видах домашнего насилия, о формах, о тех услугах, которые есть в рамках публичного учреждения, чтобы шел процесс переадресации. Мы делимся брошюрами, контактными данными. То есть это некая синергия, которая совмещает, очень важно, государственный институт и гражданское общество. И вот этот вот тандем, он открывает нам очень много дверей. Мы женщинам выдаем продпакеты,
500 лей, это очень добротные продпакеты. У нас была возможность обучить жертв домашнего насилия, получить даже не среднеспециальные курсы по повышению квалификации, допустим, в сфере бьюти-индустрии, наращивания ногтей, как один из элементов экономической независимости. Мы знаем, что есть проблема сейчас в доступе к трудоустройству, отсутствие рабочих мест. Вот мы ее обучили через общественную организацию Биасгюль, она открыла свой массажный кабинет. Мало того, общественная организация Биасгюль ищет финансирование для того, чтобы вот эти вот мини-проекты по развитию бизнеса тоже могла женщина реализовать. Потом у нас было такое, что к 1 сентября через Биасгюль мы одевали детей к школе, кому-то мы делали ремонт в доме. Общественная организация является членом национальной коалиции «Жизнь без насилия», куда входит около 30 организаций. То есть я считаю, что эта синергия, она облегчает и государству жизнь, и помогает сообществу. Да, это такой пазл собрался, и картинка практически уже вырисовывается. Ну, наверное, многих интересует, как вы пришли к этой сфере, да? Что вас побудило заняться социальной сферой и помощью жертвам насилия в семье? Ну, начнем с того, что моя трудовая деятельность началась, приблизительно 19 лет назад. Притом я заканчивала экономический факультет, но на уровне подсознания еще в тот период времени я понимала, что я хочу быть социально значимой. Есть энтузиазм, есть энергия, потенциал появился впоследствии, да. Помимо этого, я понимала, что я могу быть полезна сообществу. Тогда уже в тот период времени я начинала какие-то развивать свои идеи, сплочать женщин, реализовывать какие-то материнские клубы. И вот шаг за шагом с того периода времени и по сегодняшний день я стараюсь как-то кому-то быть полезна. Но не просто полезна, а исходя из собственного какого-то опыта, исходя из каких-то внутренних убеждений. Попыталась я поменять свою сферу деятельности, я работала в сфере экономики по развитию бизнеса, но я поняла, что все-таки социальная сфера это где-то вот там внутри находится, который может кому-то помочь. Вам ближе. Да. Скажите, пожалуйста, все мы помним первые дни, когда началась война в Украине, и сегодня, к сожалению, эта война еще не закончилась, она продолжается. Конечно, уже нет такого потока беженцев, как были в первые месяцы, да, то есть особенно первые 2-3 недели, это был какой-то хаос, какой-то ужас, наверное, для каждого беженца, кто выезжал из этой страны. Какими они были для вашей организации, и какое участие ваша организация приняла в этом вопросе? Какими они были, тут, вы знаете, первые эмоции, я сейчас прям погрузилась в тот период времени, в первые дни, это было страшно. Это было страшно, с чем это было связано, потому что мы одни из первых, которые открыли свои двери, и на территории нашего центра мы размещали женщин с детьми. И вот первое, что мне приходит в голову, я вспоминаю эту семью, это мама с 3 детьми, то есть там грудничковые детки были, самому старшему было, по-моему, 5 лет, и он все время подцеплялся в ноги чьи-то, вне зависимости, это мама, либо кто-то другой, и говорит: мама, не бойся, мама, не бойся, мама, не бойся, все будет хорошо. То есть видно, как ребенок взял на себя инициативу лидера какого-то, чтобы вдохновить маму, чтобы свои 5 лет, да, вот мы понимаем это, чтобы чуть-чуть передать какое-то успокоение своей маме, не истерить, не орать, не бояться, а взять вот эту инициативу. И для нас это было, мы с первых дней, с первых часов открыли свои двери, мы размещали, мы делали все возможное. Но знаете, что самое было, наверное, большое удивление на то, насколько мобилизовалось сообщество. Насколько люди просто с дому приносили яйца, хлеб, закатки, тушенки. И вы знаете, мы даже на 3-й неделе после начала военных действий мы уже говорили: остановитесь. Остановитесь, все есть, все потихонечку. Почему? Потому что вы сейчас разом все приносите, а потом что мы будем делать?
И вот здесь нам на помощь пришла общественная организация Биязгюль, которая начала сотрудничать с благотворительным фондом. Первый был HelpAge, которые предоставляли талоны на питание. После этого другая общественная организация, национальная коалиция, предоставила тоже из кризисного фонда финансирование. Другие международные, IOM предоставляла тоже помощь. То есть это все возможно было в тот первый период времени, самый сложный. Почему? Потому что тогда правительство тоже не знало, как реагировать, пока механизм выстроился по тому, как финансировать центры и так далее и тому подобное. Но радует, что мы все еще человечны, что мы понимаем, что это жизни людей просто уходят. Да, никто от этого не застрахован. И от этого никто не идет застрахован. гарантия, что мы к этому не придем, да, то есть никто не ожидал, что это будет в Украине, и никто не ожидает, что это будет у нас, но как будет, только одному Богу известно. Да. Сколько людей удалось вот в тот период и вообще до сегодняшнего дня из беженцев оставить у вас в центре? Если говорить про шелтер, мы знаем, что у нас было постановление правительства до определенного периода только аккредитованные РАКи, либо центры временного размещения для перемещенных лиц из Украины имели право размещать. То есть мы размещали, в принципе, первые 4 месяца, если мне память не изменяет, за этот период времени около 450 женщин и детей. Количество много. немаленькое, да. Смотрите, номинальная мощность принятия на сегодняшний день и в тот период было 19 койко-мест. Мы умудрялись за раз дополнительно раскладные кровати, матрасы, с детского лагеря нам привезли кровати. Мы умудрялись за раз 40 человек разместить. То есть в 2 раза больше? Да, фактически в 2 раза больше. И мы не могли оставаться равнодушными, особенно там, где маленькие детки были, потому что у нас на самом деле в центре очень хорошие условия, очень хорошие возможности, и они адаптивны как раз для деток такого возраста. И на сегодня, ну да, вот после того, как уже было постановление правительства и так далее и тому подобное, все, мы прекратили принимать, но мы не остановили свою деятельность. До сих пор, буквально сегодня, наша мобильная команда в Биязгюле, она выехала в село Бишелму, где она приглашает социально уязвимых слои населения женщин, а также перемещенных лиц из Бишелмы и близлежащего населенных пунктов для того, чтобы поговорить о гендерном насилии, поговорить о домашнем насилии. В Бишелме они где-то размещаются? В Бишелме мы работаем с примариями, вообще со всеми примариями. Как происходит работа мобильной команды? У нас есть заключены меморандумы сотрудничества с органами местного публичного управления первого уровня. Социальные ассистенты, так как имеют базу данных, они приглашают, у нас отдельные встречи идут для женщин из Украины и отдельно из Молдовы. С женщинами из Украины мы говорим про гендерное насилие, про то, как нужно реагировать, про то, какие услуги есть для перемещенных лиц из Украины, как они должны поступать в случае, если сталкиваются с гендерным насилием. И с женщинами социально уязвимыми из Молдовы, где мы работаем чисто над предотвращением насилия в семье. И общее количество, которое было проинформировано за последний год по украинкам, было около 600 женщин, по-моему. Да, 600 женщин. Из Молдовы это было около 800 женщин. Вот как происходит взаимодействие вашей организации с государственными органами и международными партнерами, например, как ИОМ и другие организации? Да. Опять возвращаемся к тому, что нас доноры рассматривают вкупле с общественной организацией Биязгюль, потому что это государство и гражданское общество. Общественная организация Биязгюль привлекла очень много финансирования. Это и курсы для женщин из Украины в сфере бьюти-индустрии, это и на развитие среднего и малого бизнеса, это и на материальную поддержку, это и ваучеры, медикаменты, это и социальная помощь. То есть, благодаря тому, что НПО имеет доверие по отношению, и к ней имеют доверие доноры, у нас получается помогать на сегодняшний день женщинам, не говорю из Украины, либо из Молдовы, женщинам, которые находятся на территории Гагаузии в разных сегментах. И да, мы горды тем, что НПО имеет такой опыт, и у нас получается как-то что-то помочь. Вообще вот на сегодняшний день продолжается ли предоставление услуг беженцам из Украины, и с какими сложностями вам приходится сталкиваться?
Самая большая, да, предоставляется. Я сказала, что у нас вот они сейчас буквально в Бишалме находятся. И я всегда забываю говорить о том, что в конце каждой женщине выдают материальную помощь. Это может быть либо продпакет, это может быть либо химпакет. То есть они не уходят просто с информацией, они еще уходят с материальной какой-то помощью. Что касаемо сложностей, с которыми сталкиваемся, наверное, самая болезненная ситуация не только для украинок, а для рядового жителя Республики Молдова, это система здравоохранения. Это дефицит узкопрофилированных врачей, которых нету, мы не говорим там про специализированных определенных врачей, да и мы, граждане Молдовы, не имеем доступа к тому, что у нас дефицит кадров, медицинских работников. Были моменты, связанные с системой, опять, системой образования, да, то есть 9 класс, ученики, которые из Украины, 12 класс по поводу сдачи этих экзаменов, как оно потом будет трансформироваться, но это уже система четко отлажена. Разные ситуации были изначально по поводу временной защиты, сейчас это тоже четко работает. То есть сказать, что какие-то конкретно сложности, не могу сказать, но хочу сказать, что уменьшилось количество поддержки для женщин и детей из Украины, которые находятся здесь. Раньше была большая поддержка, весомая поддержка, сейчас это просто минимизировалось. Дальше даже агентство ООН по работе с беженцами, которые выдают эти кэш-ин, материальную и финансовую поддержку, очень ужесточили критерии, очень верификация очень сложно проходит, очень сложно деньги доходят. Ну, то есть есть какие-то сегменты, и все-таки, да, мы понимаем, что большое количество уже уехало, маленькое количество осталось, но даже те, которые женщины и дети остались, они нуждаются в этой помощи. И оставлять их наедине сложно. В чужой стране. Многие говорят, да, они уже должны адаптироваться, но вы посмотрите, что у нас происходит с у них экономикой. нет гражданства, и у них нет возможности получать все доступные услуги, которые получает гражданин Молдовы. Временная защита нам предполагает это, то есть это возможность есть. В любом случае. Давайте посмотрим по поводу трудоустройства, да, со знанием особенно государственного языка. То есть у нас дефицит рабочих мест. Даже у нас было пару таких кейсов очень сложных, что они имели специфическое образование, допустим, все, что связано с судостроением, да, либо там железная дорога, где у нас сфера, которая у нас не особо развита, да. Особенно судостроение, так вообще. Да. Нет. И мы вот столкнулись с такими тоже проблемами. И доступ к рынку труда немножко он такой сложненький, немножко усложненный. Если ты не будешь работать, у тебя не будет дохода. А выживать на 1900 или 2000 лей кэш-ин, это сложно. На ваш взгляд, какая форма помощи наиболее эффективна на сегодняшний день? Это обучение, это размещение, трудоустройство, курсы языка или культурные мероприятия? Что, на ваш взгляд, все-таки дает больше результата, больше эффекта в отношении не только наших граждан, но и в том числе и для граждан Украины? Для граждан Украины я уже сказала, что актуальная ситуация связана с трудоустройством, может быть созданием рабочих мест, может быть как-то интеграцией в те рабочие места, которые есть. Сотрудничаете с агентством занятости, получается, и уже через какие-то договоренности продвигаете, находите какие-то места работы, да, я так понимаю? Процесс трудоустройства так и происходит. Но это касается и наших граждан. Да. Либо у нас есть прям курсы по самопрезентации, составлению CV и поиску работы. Мы стараемся предоставить, как качественно составить CV, потому что мы видим, что у нас требования Европейского Союза, это CV должно быть в стиле Европас, соответствовать, как правильно себя презентовать и так далее, и так далее. То есть мы эти инструменты тоже даем. Очень важно понимать, что, и, наверное, одно из правильных направлений может быть, чтобы они реализовывали свои бизнес-идеи здесь и были самозаняты, у себя же, давайте скажем так. Это тоже очень важно. Элемент. Какая помощь еще бы нужна? Вот мы тестировали ситуацию, связанную с здравоохранением, а именно выдавали ваучеры на медицинские консультации, то есть отдельный ваучер и медицинское обследование отдельно, то есть в платных клиниках. И это важно и для наших граждан, социально уязвимых в том числе, да, потому что полис не все покрывает, если они застрахованы. А чаще всего я вам хочу сказать, что жертвы не застрахованы, потому что они не трудоустроены, не работают, а находятся на иждивении у супруга, у агрессора.
А, допустим, дети, как, допустим, дети вот беженцев, как они получают услугу сегодня в Молдове, имеют на это Да, право? временная защита, еще раз повторяюсь, дает все те же права и обязанности, да, которые функционируют на территории Республики Молдова. То есть, если это есть у государства в полном объеме, в полной Они доступности, получают. да. То есть, это, в принципе, равные права наряду с нашими жителями Республики Есть ли Молдова. какие-то успешные кейсы у вас среди беженок, да, которым удалось, не знаю, там, открыть свое дело здесь после прохождения каких-то курсов у вас, или, может быть, после прохождения реабилитации психологической? Ну, много кейсов. Да, на самом деле мы горды этим. И не буду говорить про эти кейсы, которые девочки прошли обучение и после этого начали развивать бизнес. Наверное, самый такой успешный кейс — это когда девушка приехала из маленького населенного пункта, потому что в первые дни военных действий почему-то ей сказали попасть именно в этот населенный пункт. Мама с 2 детьми. Младшей было около 4 лет, по-моему, старшей было 7 лет. И потом она в социальных сетях увидела пост. У нас, когда освобождалось место, тот в период времени, мы всегда писали, что вот есть наличие там 2-3 места, можете приходить к нам. Она увидела этот пост, созвонилась с нами, пришла к нам в центр. Ну, во-первых, она была шокирована, связана с уровнем восприятия и как ей помогало и сообщество населенного пункта, и в центре, и так далее, и тому подобное. И когда мы начали подбирать очень коммуникативно, очень ответственно, очень грамотно, очень компетентно, и у нас получилось ее трудоустроить в IOM, то есть Международную организацию по миграции. Мы считаем, что это является одной из Конечно, такой это интересной успешный историей успеха, потому что для нас IOM — это довольно-таки организация с большим capacity, с хорошим опытом, и туда попасть — это нужно иметь компетенции. Ну да. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что с каждым днем, да, усложняются условия пребывания беженцев на территории Молдовы, меньше уже помощи идет в их адрес, да? Как вы думаете, как вы видите будущее украинских беженцев в Молдове? Останутся они здесь и будут интегрироваться, да, или все-таки в какой-то момент все прекратится, да, вот эта помощь, и им придется как-то выходить из ситуации и возвращаться обратно? Ну, и думаю, что какая-то минимальная помощь, она в любом случае остается, потому что, ну, это не соизмерить то горе, с которым они сталкиваются, и когда и теряют и близких, и теряют и жилье, и теряют все, что они накапливали столько лет, это даже не обсуждается. Ну да, то, что они уже интегрируются, давайте скажем так, что они уже, те, которые, как мы говорим, отсеиваются, да, те, которые искали какой-то другой путь, они пошли по другому пути. Те, которые постарались искать другой путь, увидели разницу между тем, что происходит в других странах и в Молдове, вернулись, да, потому что поняли, что здесь возможностей больше, здесь проще, здесь элементарный язык коммуникации хотя бы попроще, и менталитет, да, мы соседи, однозначно. Ну и, конечно же, очень важным элементом является то, что они при интеграции уже люди украинские, молдавские уже научились коммуницировать друг с другом, уже нету этих барьеров, нету этих стереотипных мышлений, нету какой-то дискриминации, да, потому что были пару казусов, я помню, особенно в первый период времени, там что-то... Ну, у нас очень толерантное население, поэтому здесь, я думаю, что таких больших особых проблем... Ну, здесь только интеграция, еще раз интеграция. И язык, и со стороны правительства, международных фондов сделать все возможное, чтобы как-то упростить этот элемент, потому что когда закрылся в Кангазе центр по размещению перемещенных лиц из Украины, не люблю называть беженцев, для меня это прям категорично, да, получается, что они не просто так ушли, то есть была программа через организации международные, там было cash for rent, то есть давали финансовые средства на аренду, да, на небольшой период, но все равно это помощь. Скажите, вообще, ну, так, по итогу нашей программы, вот на ваш взгляд, говоря про вашу организацию и Биасгюль, вот это вот сотрудничество, этот тандем, который дает хороший результат, насколько вот такие вот синергии, такие тандемы полезны и эффективны на сегодняшний день, и насколько они должны быть, да, между общественными организациями и государственными учреждениями? Ну, смотрите, всегда в социуме есть какие-то предпосылки того, что государство не доверяет
НПОшкам, потому что НПОшки, как любят называть, простите, но это такое некорректное название грантоеды, да, а неправительственные организации не могут достучаться, и государство чуть-чуть не хочет услышать, ну, быть до конца, да, услышать то, что делает неправительственная организация, не хочет осознавать, что неправительственная организация — это как раз таки часто помощь, делает работу государства. помощь, именно. давайте не прям работу, но В помогает. В некоторых моментах иногда делается и работа. Да, Давайте будем помогает честными. государству. И когда мы видим, что одна сторона открыта, вторая сторона открыта, вот я вам говорю, как представитель государства, открываются вообще другие возможности, открываются вообще другие двери. Но самое главное, чтобы мы осознавали, что это только во благо тех женщин и детей, которые нуждаются в нашей поддержке. Один в поле не воин. Я всегда говорю, домашнее насилие нельзя щелчком пальца сказать, что его не будет только потому, что есть центр. Ни в коем случае. Я хочу призвать каждого гражданина сказать о том, что если вы слышите, что кто-то нуждается в помощи, если вы понимаете, что там есть домашнее насилие, не молчите, пожалуйста, и не думайте, что это проблема чисто этой семьи. Звоните в 112, звоните на наш телефон доверия. Можно я его оглашу? Да. 067-555-299. Круглосуточно 24/7. Звоните, наш специалист проконсультирует, расскажет, скажет, как нужно правильно реагировать в сложных ситуациях. И такой итоговый вопрос, наверное, что вас все-таки продолжает мотивировать и дает вам силу и вашим коллегам, несмотря на все трудности, продолжать эту работу? Меня мотивируют женщины. Женщины, которые, когда приходят к нам, я их всегда ассоциирую с колючими ежиками. Знаете, ежик же как себя ведет в чужом месте? Он всегда забивается в угол, у него очень колючие иглы, да, и подступиться к ежику очень сложно. Вот они также, когда приходят, они думают, нету доверия, да, к государству, нету доверия к структуре, они боятся рассказывать об этом, они боятся, что им никто не поможет, они боятся, что все там узнают об этом, почему? Потому что в голове женщины есть стереотипное мышление, что если есть домашнее насилие, значит, она плохая мама, значит, она плохая хозяйка. Да, она сама довела. Вот, она сама спровоцировала, довела. Боже, я могу перечислять, мне палец не хватит на руках, сколько мы слышали, да. И мотивирует меня то, что после небольшого периода времени, если женщина хочет, возвращаемся к тому, что хочет и понимает, что нужно что-то изменить во благо себя, во благо своих детей. Почему? Потому что дети что делают? Они видят это все. Они воспринимают это как нормальную модель, да, семейную. Буквально. И дальше что они будут? Они будут проецировать своих же семьи. И насилие, дальше. Конечно, не закончится, потому что это будет как цепочка реакции. Да. И меня мотивирует то, что какие они приходят, ежики, к нам, да, изначально, и какие они окрыленные уходят от нас. Это вообще другие люди, это другое мировоззрение, это другие глаза, это другие эмоции. Потому что она, когда приходит к нам, я хочу выспаться, можно я просто посплю, потому что я не знаю, что такое здоровый сон. Спи, выспишься, потом придут специалисты, мы с тобой поработаем и сделаем все возможное, чтобы ты себя чувствовала в безопасности, чтобы ты себя чувствовала важной в нашем обществе и чтобы ты понимала, что ты не одна. К сожалению, сегодня такие условия, когда мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями, и мы можем видеть красивую картинку, а за этой красивой картинкой могут быть страшные сценарии, о которых нам даже неизвестно, мы даже не можем представить себе, да, очень много случаев, когда мы видим счастливую семью, оказывается, за дверьми происходят страшные вещи. Поэтому, конечно, такие организации, как региональный центр реабилитации жертв домашнего насилия, Биязгюль и другие организации, которые помогают, поддерживают и дают, не знаю, какой-то шанс женщинам выйти из этой кризисной ситуации, это, конечно, дорогого стоит. Поэтому, Светлана, вам сил, мотивации, чтобы вы не переставали это делать. И потому что когда если организации удается хоть одного человека сделать счастливыми и вывести из такой сложной жизненной ситуации, то это уже дорогого стоит. Спасибо вам. Спасибо и вам.
Дорогие зрители, спасибо, что вы сегодня были с нами. Я надеюсь, что мы сегодня были вам полезны, вы узнали много нового. И, конечно же, если вы видите, что существует такое явление, как насилие у соседей, у родственников, не молчите об этом. Обязательно протяните руку помощи и помогите. Есть такой центр, мы сегодня дали все контакты, номер телефона. Можете написать нам, мы вас обязательно соединим с организацией, с региональным центром и другими организациями. Но не молчите, потому что каждое молчание может привести к плохому итогу и иногда даже к смерти. Спасибо вам, что вы сегодня были с нами. У нас сегодня в гостях была руководитель регионального центра реабилитации жертв домашнего насилия Светлана Георгиева. И до новых встреч! Европа Берлин пайы olduğundan pensiyaların hem aylık paraların büyümesi. Doğru mu hani Moldova Avrupa Birliği payı olduğundan pensiyalarımız hem aylık paralarımız büyüyecek? Doğru. Beraber bakalım ne var nece getirsin pensiyaların büyümesine. Avrupa Birliği'nin bir payı olmak verir değil sadece düzgün politika ama ekonomika kârını da. Sıralayalım birkaçını. İlk, ekonomika yardımı. Avrupa Birliği büyük para yardım verir yeni azalarına, hani onlar geçirsinler ekonomika reformalarını hem düşsünler sosyal politikayı. Çıkar, hani bizim devletimizde daha çok para olacak. Daha çok para, daha büyük pensiyalar. İkinci, yaşamak uğrun yükselmesi. Ekonomikanın daha kavi olmasına hem aylık paraların büyümesine bağlı pensiya ödemeleri de, pensiya ölçüsü de. Ekonomika kavileşecek, pensiyalar da büyüyecek. Üçüncü, sosyal standartlar. Avrupa Birliği'nde yaşlı insanları korumak standartları pek yüksek. Pensionerlerin yaşaması kaliteli hem bakımlı. Avrupa Birliği devletleri borçlu tamamlama bu standartları kendi vatandaşlarına ödeyini. Hep bu standartlara göre Moldova Respublikası da lazım olacak kursun kendi sosyal politikasını. Bu adımlar gerçekten yardım edecek bizim pensionerlerin yaşamasını yapma daha iyi hem daha umutlu. Avrupa Birliği'nde karılar ortalama yaşarlar yakın 83 yaşından, adamlarsa 77 yaşından ziyade. Moldova'da bu gösterimler 10 yaş daha aşağı, karılar 75, adamlar da 67. Sosyal kolaylıkları. Avrupa Birliği'nin bir payı olduğundan Moldova'daki pensionerlere de geçerli olacak o sosyal kolaylıkları. Diyelim, her bir 75 yaştan daha büyük ihtiyar insan Avrupa Birliği'nde harcar en az 3 saat haftada spor hem kültüre çalışmasına. 65 yaştan daha büyük insanlardan yakın 50% aktif gezerler, dünyayı görürler. Moldova Avrupa Birliği'nde olacak öyle bir yer, nerede yaşlı insanlar yaşayacaklar bakımını hem devletin hem kendi uşakların tarafından. Bulgarya, Rumınya, Litva hem Latviya gibi devletlerin örnekleri gösterir nice Evrointegrasya yardımcı olur ekonomikanın kavileşmesine da bu üzere pensiyaların büyümesine de. Diyelim, Rumınya'da orta pensiya 420 euro, bizim paraya 8100 lei. Litva'da
644 euro. Bizim paraya 12 bin lirden biraz çok. Bunlar hepsi çıkışır söylediğimiz faktörlerden. Ne bilinir aylık paraları için? Avrupa Birliği'nde insanların geliri, aylık paraları, pensiyalar, sosyal ödemekler, uşaklar için ödemekler daha büyük ne kadar Moldova'da. Avrupa Birliği artık sayılır Moldova'nın önemli alışveriş ortağı. 65% eksport gider Avrupa Birliği'ne. Rusya'ya ise sadece 3,5%. Katılırsak Avrupa Birliği'ne biz kabul edeceğiz yardım yükseltme mallarımızın kalitesini. Bu verecek bize kolaylık daha çok satma bütün dünyada. Moldova'dan kompanyaların geliri büyüyecek. Onlar kuracak daha çok iş yerleri, yaşamak uğru yükselecek, aylık paraları da büyüyecek. Ne yardım edecek yükseltme aylık paralarını? İnvestisyonların zedelenmesi. Yabancı investisyonların zedelenmesi yardım edecek kurma yeni iş yerlerini, hem kaldırma aylık paraları. Предприятияларын gelir yükselmesi. Avrupa Birliği'nin geniş panayırını kullanmak yardım edecek zedeleme предприятияларын gelirini. Bu verecek kolaylık büyütme çalışanların aylık paralarını. Moldova'dan iş adamları Avrupa'dan kolegaları gibi çıkarabilecekler kendi mallarını 450 milyonluk yüksek gelirli Avrupa panayırına. Moldova kompanyaları alabilecekleri işe Avrupa'nın her bir vatandaşını, nerede çalışan insanların sayısı daha büyük. Diyelim Avrupa'da çalışır 73% insan 20 yaşından 64 yaşına kadar, Moldova'da ise 45%. Moldova Respublika'nın nasyonal bütçeti denk gelir Rumanya'nın Öğretim Ministerliği'nin bütçetine. Diğerin değişilmekler için bu para pek az. Avrupa Birliği azası olarak Moldova kabul edecek çok finans yardımı devletin ilerlemesi için. Diyelim, girdinin Avrupa Birliği'ne Rumanya'nın geliri oldu 60 milyar euro. Rumanya'nın toplam iç malı büyüdü 10 kat. 37 milyar eurodan 2000. yıldan 383 milyar euroya kadar 2023. yılda. Ya da diyelim, Bulgarya'da ortalama aylık parası 2007. yılda 200 euroydu. Bugünse yakın 1000 euroya. Avrupa Birliği'ne katıldığında Moldova daha kolay kullanabilecek o fondların paralarını Anglara yardım edecek kabul etmeye ekonomikayı. Moldova'nın ilerlemesi için, yüksek pensiyalar için, yüksek aylık paralar için, kavi ekonomika için. Birlik olalım. Добрый день, меня зовут Чеботар Варвара, мне 18 лет. На данный момент я обучаюсь в лицее имени Николая Третьякова. И на этапе своей жизни, 18-летней, я не могу конкретно сказать, какую роль я занимаю и чем я занимаюсь. Потому что есть очень много различных, скажем так, ответвлений в моей жизни, которые для меня важны. Первое, о чем я бы хотела рассказать, это учеба. Я учусь в 12 классе. За этот учебный год я успела себя попробовать в школе президентом школы. Я состояла в совете учащихся. Там я
помогала в реализации многих наших проектов. Я сама предлагала идеи, я сама искала людей, которые могли бы в них поучаствовать и так далее. Второй частью моей жизни является искусство. Я в этом году начала рисовать на заказ картины, и я хочу посвятить даже серию картин, посвященную гагаузской тематике, про фольклор, про быт, про ремесло, про культуру и многие другие вещи. Также я очень активно в этом году занималась волонтерством. Я была волонтером во многих проектах, устраиваем молодежным центром, в котором мы сейчас находимся. Кроме того, я помогала в Теквиле Камрад. Один из самых масштабных мероприятий это было IT-карьера Экспо, на котором было около 400 людей. Ну и кроме того, я помогала в небольших благотворительных акциях и так далее. Для меня Гагаузию и Молдову можно, в принципе, разделить, потому что Гагаузия является автономией, как мы все знаем, и она немножко отличается от Молдовы. Отличается не только название, но и отличаются сами люди, сама культура, сами традиции, потому что я очень хорошо знакома и с традициями гагаузского народа и молдавского. Я хочу посоветовать молодежи, чтобы она бралась за все возможности, за которые можно браться, потому что на данный момент в Гагаузии реализовывается огромнейшее просто количество интересных, необычайных проектов. Дается очень много шансов на реализацию и много чего другого. То есть на данном этапе развития Гагаузии есть чем заняться, есть куда стремиться. Я могу рассказать также про проекты, в которых я приняла участие за последние полгода. Последний проект, в котором я приняла участие, это симулятор народного собрания, в рамках которого мы посетили парламент Республики Молдова, правительство Республики Молдова. Планируется в пятницу встреча в ОБСЕ. И в итоге этого проекта я смогла представить свою идею, свою инициативу перед высшими органами власти, депутатами нашего парламента. Вторым проектом для меня стало Эковизио, потому что я там несколько дней обучалась по игре Keep Cool, и мне даже предложили стать сертифицированным ментором у них. Я сейчас в процессе получения сертификата. Я планирую сделать что-то полезное для нашего региона, что-то в сторону его развития. Не знаю, в каком формате это будет. Это тоже написание картин, это написание проектов и привлечение грантов, либо что-то гражданское, какая-нибудь инициатива. Но я думаю, что я окажусь полезной. Надеюсь. Здравствуйте, вы смотрите программу «Молдова. Европейский Союз», в студии Петр Гарч, и сегодня вместе с политическими аналитиками Алексеем Тулбари и Виктором Чабаном мы обсудим наиболее актуальные темы, связанные с Молдовой и не только. Здравствуйте, добро пожаловать, рада вас видеть, как всегда. Здравствуйте. Ну, хотелось бы начать, наверное, с самой такой свежей и громкой темы последних дней. Это ситуация с дронами, которые сначала они пролетели над воздушным пространством Молдовы. Один из них приземлился даже и стал, наверное, главным информационным поводом последних дней. Но я не буду спрашивать, вы все-таки не военные аналитики, да, или эксперты, касаемо дрона, почему, ну и, скорее всего, и в качестве шифера вряд ли так хорошо разбираетесь, да, чтобы ответить, почему он там разбился, не разбился, уцелел. Реакция общества на вот эту ситуацию с дронами.
Потому что разные мнения. И у меня вообще сложилось впечатление, что у нас большая проблема, потому что ситуация довольно сложная, рядом война, часть общества сделала даже так с насмешкой это обсуждала, часть наоборот говорила, что это очень такая тяжелая проблема, и мы опять разделились. Вот реакция общества на дрона, о чем она говорит, на ваш взгляд? Она говорит как раз о том глубоком разделении, которое по-прежнему существует в нашем обществе, и в частности по отношению к войне в соседней стране, в Украине. Мы с коллегой как-то оптимистично в начале войны высказали такое мнение, что вот сейчас-то как раз оптика изменится, отношения изменятся, и вот это разделение как-то исчезнет, поскольку ситуация, на мой взгляд, достаточно однозначная. Есть агрессор, это Россия, есть жертва, это Украина, которая мужественно защищается, и мало того, что она себя защищает, она еще и нас, Молдову, защищает и позволяет нам, заниматься мирной жизнью, в том числе выборы проводить и все остальные мероприятия. Но вот этого не произошло, к нашему глубокому разочарованию. То есть вот это разделение, которое, если следить по опросам по отношению к войне в Украине, по-прежнему существует. Есть достаточно большая группа людей, которая по-прежнему считает, что войну в Украине начал кто угодно, начиная от Соединенных Штатов, НАТО, Европейского Союза. Но ни в коем разе это не Путин и не Россия. Так считает другая половина, опрошенных. Вот это как раз тот самый показательный пример, когда многие восприняли рационально, эту ситуацию и восприняли ее как угрозу нашей безопасности. Представьте на секунду, что это был бы не Гербера, а был бы настоящий шахед с зарядом, который да, я понимаю, что он упал на какой-то сарай там, в Молдове уже падали шахеды боевые. Я об этом и говорю. Чем примечателен этот случай, это то, что впервые 6, по сообщениям Министерства обороны, 6 дронов нарушили воздушное пространство Республики Молдова. И это, мне кажется, уже выходит далеко за рамки, такого простого, ординарного инцидента, когда какой-то дрон где-то сбился и совершенно случайно залетел на территорию Республики Молдова. Это демонстрирует фактически то, что наше воздушное пространство — это такой проходной двор, а наш хваленный многими нашими оппозиционерами и миротворцами нейтралитет на самом деле ни от чего нас, в общем-то, не защищает и не гарантирует. То есть мы в полном смысле этого слова можем оказаться такой территорией, которая является достаточно опасной. Вторая половина занималась именно тем, что вы в самом начале сказали. Она решала школьные задачки по физике, связанные со скоростью дрона, с величиной, дырки, которую должен был пробить дрон при скорости в 40 км в час. Откуда взялась 40, тоже непонятно. Но не суть в это. Но к этому подключились в том числе и некоторые политики.
не последнего уровня в нашей стране. В частности, Игорь Додон вообще из этого устроил конспирологическую теорию, сказал, что это, в общем-то, заговор пасовцев, которые нежно положили на крышу шиферную вот этот дрон с одной единственной целью, чтобы отвлечь общественное мнение от скандала с контрабандой оружия раз, и самое главное от открытия или как возобновления повторно дела о черном кульке, которое связано непосредственно с Додоном. Ну вот такой спектр и разброс у нас отношения к одному событию, который, на мой взгляд, но опять же, абсолютно однозначно можно интерпретировать это агрессия, пусть и это будет неумышленная, но это агрессия против нашей страны. Эти дроны перелетали наше воздушное пространство, нарушали его совершенно оправданно, что российский посол был вызван в МИД, где ему, так сказать, вот этот протест, ноту протеста вручат. Ну, в общем, здесь, по-моему, все абсолютно ясно и однозначно. Но вот реакции мы видим, что в обществе в целом, вот, скажем так, любители русского мира, они по-прежнему к этому относятся вот с позиции как бы русского мира. Господин Тулбурь, а у вас есть объяснение или, может быть, понимание, почему скоро будет 4 года, да, войны в Украине? Почему спустя там почти 4 года в нашем обществе по-прежнему не понимают многие, причем даже и известные политики, что мы в зоне опасности? Или они не чувствуют вот этой опасности? Ну, у нас раскол не только по отношению к войне, по всем темам у нас, в общем, такое разделение общества. Это не сейчас только происходило на протяжении всего периода независимости. Это происходит потому, что, во-первых, политики мобилизовывали своих сторонников против своих оппонентов часто через раскол, через язык ненависти, через нагнетание напряженности, через стигматизацию не своих и так далее. То есть это некая скрепа, которая у нас образовалась, некая такая политическая традиция, в противовес того, что происходит в Европе. То есть это политическая культура раскола, общественного разделения, тогда, когда в Европе мы видим другую политическую культуру, культуру диалога, компромиссов, стараются объединить. Мы этим занимались. В 2020 году, вот напомню, Майя Санду стала первый раз президентом, потому что она на языке, который, в общем, выносила за скобки вот эти геополитические составляющие нашей политической жизни, говорила о том, что вот у нас у всех одни и те же проблемы, давайте мы будем реальную политическую повестку дня реализовывать, не будем концентрироваться на том, что нас разделяет. И это имело эффект. И в 2021 году на парламентских выборах мы помним, что и Майя Санду, и ПАС получили голоса тех, которые традиционно голосовали за прокремлевские партии до сих пор. Довольно большое количество людей проголосовали за них. Я думал, что это продолжится и дальше. Это магистральный путь. Объединять общество еще и потому, что у нас стоят такие задачи космического масштаба, вступление в Европейский Союз и так далее. Это общенациональное дело, его нельзя, значит, монополизировать одной группе населения, одной партии там, или одной профессиональной когорте и так далее. Нет, этого не произошло. И сейчас мы наблюдаем гораздо больший раскол, чем мы имели там несколько лет назад. То есть мы откатились в этом смысле. Почему это происходит? Потому что не ведется целенаправленной политической работы. В первую очередь со стороны правительства, со стороны правящего политического класса. ПАС, например, не считает это приоритетом. Я могу привести конкретный пример. Вот на выборах они на юг не ездили. Не работали на юге, не работали на севере.
аргументируя это тем, что там сторонников наших мало или совсем нет, и мы не можем, значит, тратить наши ресурсы. Прекратился диалог после так называемого избрания Башканом Евгений Гуцул с Гагаузией. Кишинев и Гагаузия перестали говорить. Хотя ответственность довольно большая за то, что произошло в апреле-мае 2023, да, лежит и на Кишиневе, потому что все видели, что есть нарушения, что процесс недемократический, есть коррупция и так далее. Кишинев не вмешался. А потом постфактум были какие-то телодвижения, там Фулджер приезжал и так далее, но, в общем, это было уже поздно. И Кишинев решил вообще, значит, прекратить диалог, в том числе на этой платформе, на которой общались и взаимодействовали Народное собрание и парламент. Отсутствие политической культуры, привычка к тому, что мы мобилизуем и получаем политические результаты через раскол скорее, чем через объединение. И непонимание того, что вот консолидация общества – это важно. Понятно, что те, которые любят Путина, как бы это немножко парадоксально. Ты видишь кровь, видишь войну, тем не менее ты остаешься на своих позициях, отрицаешь очевидное. Но с точки зрения психологии это вообще очень легко объяснимо. Нет, я могу это объяснить и с любой, и с другой точки зрения. Например, с той точки зрения, что, например, нынешнее правительство объясняет реальность с точки зрения свободного мира. С одной стороны, то, что происходит в Украине и так далее. С другой стороны, то, что касается реформ, в частности, борьба с коррупцией, значит, юстиция, в экономике нет прогресса там и так далее, мы не видим, значит, результатов, которые могли бы аккредитировать нынешнюю власть до конца как власть страны, принадлежащей свободному миру. Там очень противоречивые результаты всех этих трансформаций. Это не ведет к росту доверия со стороны населения к власти. Если нет доверия, вот доверие — это ключевое слово. Если нет доверия к тому, что говорит или к чему призывает власть, пропагандисты, там, специальные люди и так далее, что бы ты ни говорил, эффекта не будет. Люди просто не слушают тебя, стена. Значит, это называется в психологии социальной, это быстрая реакция. Ты реагируешь на то, что слышишь, значит, как с точки зрения клише, которое у тебя сегодня существует в голове. Значит, если то, что ты слышишь, не соответствует твоей ментальной матрице, то это ты вообще не воспринимаешь. То есть ты не готов воспринимать аргументы, не готов думать, не готов терять время на то, что тебе говорят. А я правильно понимаю, что последний раз... Ну, это довольно интересная тема, просто я хотел бы... Да. Конечно, не было в плане так долго ее обсуждать. Я правильно понимаю, что последний раз на территории Молдовы вот так доверяли власти еще в советское время? Вот прям, что доверие к власти? Давайте так, в советское время это очень специфический Ну, через период. пропаганду это доверие. Понимаете, советское время это такой период, когда вообще альтернативы государству не существовало. Ни в том, что касается идеологии, ни в том, что касается экономики. Но люди верили в это, они же не понимали, что... Да никто уже на излете Союза никто не верил, уже все относились с такой легкой, может быть, и с тяжелым сарказмом к этому советской власти. То есть была выхолощена идеологическая составляющая всего этого. Да, по инерции, в общем, мы все там становились октябрятами, пионерами, комсомольцами, коммунистами некоторые, мы все ходили на собрания, как бы славили власть, носили портреты членов Политбюро, а на выборах участвовали 97% населения. Но это не значит, что эти выборы были выборами. Это были организованные упражнения для легитимизации этой власти, якобы пропущенной через демократические упражнения. Нет. Я думал, вы меня спросите по другой период, что у нас были периоды, допустим, когда власти доверяли больше, чем доверяют сегодня. Например? Ну, например, в первом десятилетии 21 века, это когда был Воронин, не потому что
это была самая выдающаяся партия и так далее. Потому что был довольно положительная внешняя конъюнктура. И довольно стабильный период, когда власть особо ничего не делая, наведя просто некий административный порядок, контроль. Ну и на фоне 90-х. И на фоне 90 произошла стабилизация, улучшение жизни. Все. Значит, Воронин пользовался доверием, партия, в общем, потому что партия из выборов в выборов сохраняла свою власть. Я помню разговоры тогда, ну это общеизвестный факт, что уровень поддержки евроинтеграции, потому что эта партия евроинтеграцию продвигала, было около свыше 70%. И коммунисты говорили, что если мы сейчас своих призовем к вступлению в НАТО, то мы не просто вступим в НАТО, а маршем пойдем, рядами стройными пойдем в НАТО. То есть вот что значит уровень доверия к лидеру и к власти. Это фундаментально. И значит, то, что говорит сегодня власть, это правильно. Но то, что оно делает иногда, оно как-то не коррелирует с тем, что она говорит. Потому что и вот тут появляется фрустрация. Фрустрация у всех. Фрустрация у населения, фрустрация у международных партнеров наших и так далее. Вот в чем секрет. Когда мы говорим о том, что мы не можем бороться с российской пропагандой так эффективно, как мы могли бы, несмотря на то, что увеличиваются ресурсы, люди, этим занимающиеся в количестве, увеличиваются и так далее. Результаты, в общем, те же, у нас свыше 30% пропутинцев. Это как раз потому, что надо ресурсы перенаправить на то, или переориентировать власть на то, что она должна наконец-то заняться консолидацией общества. И тогда, когда у нас появится больше людей, верящих в идеалы демократии, в идеалы Европейского Союза там, и так далее, тогда, знаете, по-румынски, насолепяски, к ним эта российская пропаганда даже клеиться не сможет. То есть это будет отскакивать. А сейчас они это воспринимают не критически, потому что нет, в общем, повторяю, нет доверия к тем, кто говорит обратно. Я хотел бы перейти к следующей теме. Буквально вот свежая информация. Там прокуратура представила детали касаемо по делу о грузовике с оружием, который обнаружили вот на границе, молдавско-румынской границе, на таможне Албица. То есть выяснилось, что это по данным прокуратуры Молдовы, что боеприпасы вывезли из Украины. То есть по предварительной информации, то есть они уточнили, потому что там были разные мнения, кто-то говорил, что с колбасной, кто-то там Приднестровье, да, говорил, что чуть ли не это может быть из молдавских складов каких-то. То есть, ну, довольно странная история, но она показывает сразу несколько проблем, которые у нас есть в области безопасности. Насколько, вот, на ваш взгляд, она раскрыла, да, показала вот эти вот проблемы, и увидели ли мы правильную или достойную реакцию властей Молдовы? Реакцию достойную мы еще не увидели. То, что мы видели до сих пор, это напротив были отчасти шапкозакидательские заявления нового премьера во время его поездки по заграницам о том, что Молдова вот уже, так сказать, начинает предлагать безопасность Европе. И вот мы уже в Брюсселе он об этом говорил, что мы вот такая страна, которая, значит, являемся там частью европейской системы, и одновременно мы, так сказать, вот такое стабильное, безопасное место, которое еще и свои услуги предлагает Европейскому Союзу. Понятно, с чем это было связано заявлением. Это то, что мы не только потребители, но мы как бы и вот движемся навстречу. Вот один такой эпизод, он полностью разрушает вот такие заявления премьера и говорит, что на самом деле безопасность наша достаточно дырявая, в общем-то, чтобы говорить простым языком и не прятаться за эвфемизмами. Оказывается, возможно провести, если
подтвердится, пока это предварительная версия, но подтвердится вот эта основная гипотеза прокуратуры о том, что оружие было ввезено с территории Украины на Республику Молдова, это значит, оно прошло один раз молдавскую границу на въезд. Или совместный контроль. Да, и совместный, один, совместный контроль. И второй раз уже, значит, на выезде, что, в общем-то, говорит о том, что, проблемы к нашей пограничной полиции, к таможне, они, в общем-то, были и, наверное, еще будут сохраняться Я извиняюсь, что эти вас вопросы. перебиваю. Да. Там, по данным прокуратуры, вот это вот оружие завозили партией. То есть маленькими партиями завозили. Вот 2 ствола. То есть они его, видимо, я не знаю, еще на территории Украины где-то разбирали. То есть и таким образом, опять же, по предварительной информации. То есть получается, что завозили несколько раз. Тем более, если несколько раз, да, потому что даже если в рюкзаке провозили какую-то пусковую установку для реактивных снарядов, то это все равно это ЧП и это инцидент. Я все-таки хочу более подробных объяснений от наших прокурорских сотрудников получить, более детальную информацию, чтобы сделать все выводы, но в любом случае, еще раз повторяю, это, в общем-то, говорит о том, что наши власти делают как бы неоправданно высокие такие вот заявления на каком-то международном уровне, и, в общем-то, надо бы просто вернуться ногами на землю, заняться непосредственно делами в нашей стране, а вот потом уже, возможно, будет что докладывать и наверх в Брюссель, и в другие столицы о том, что у нас все в порядке. Пока у нас не все в порядке. Знаете, да, мы говорим, что мы не только потребляем безопасность, но и предоставляем безопасность. Это не обязательно только контроль границ. Это один из аспектов. Но, например, если общество нищие, да, у нас статистика показывает, что у нас огромное количество людей, которые живут ниже черты бедности. Это не моя цифра, это цифры Национального бюро статистики, около 30%. Если данные по стране указывают на то, что у нас не работает юстиция. Данные по стране показывают, что мы не посадили и не осудили ни одного из хрестоматийных или таких вот, значит, общеизвестных героев, в кавычках, периода захваченного государства. Если мы видим, что у нас нулевой экономический рост, если мы видим, что у нас пенсии, основное количество пенсионеров получают пенсии, которые или вокруг, или ниже прожиточного минимума, то вот это вот главные источники нестабильности. Вот это вот нестабильность. Мы будем представлять из себя стабильную и безопасную страну, когда у нас будут работать институты, когда население будет более-менее обеспечено, когда будет нормальная инфраструктура. В том числе будет нормальный контроль на таможне. И мы сможем говорить уверенно, что да, у меня есть доверие к прокуратуре, там, к полиции, что они меня защитят, они расследуют какое-то дело и так далее. Сейчас мы наблюдаем несколько иную картину. У нас сегодня, конечно, такой выпуск, посвященный проблемам. Ну, с одной стороны, это и нормально. В первую очередь мы должны о них говорить и, возможно, даже искать выходы. Финансовая пирамида ТУКС. На этой неделе были публичные слушания. Она, в принципе, довольно интересна тем, что меня поразило в этой ситуации, по-моему, по данным полиции, кажется, господин Черноуцанов говорил, что только 13 человек подали заявление. И 2 отозвали еще. Но при этом, опять же, по предварительной информации, там примерно оборот был 48 миллионов долларов. Да. И только там, если даже 2 вот отозвали, да я просто не знал эту информацию.
Ну, 11-13. Ну, неважно, 11-13 там да, же, то да. есть, Это очень мало. получается, что... Потому что было много неофициальной информации. Кто-то говорил, что там замешаны госчиновники, там были грязные деньги, что через эту пирамиду там отмывали, ворованные деньги там держали, да? Вот как по вашему мнению, что это вообще за ситуация, о чем она свидетельствует и что мы в первую очередь должны, или что нам власти должны сказать об этом? Ну, мы видели уже, как проходило заседание комиссии по бюджетам и финансам, значит, вызваны были директор агентства, да, по финансовому рынку, вот Черноуцану от главного инспектората полиции выступал, вы уже сказали про эти 13 заявлений. Господин Будянский сказал, что поскольку пирамида вообще происходила на неких онлайн-платформах, то это как бы непрямые обязанности комиссии следить за этим, и они не имеют этой авторизации отслеживать онлайн-среду, и в общем аккуратно ушел от ответа на вопрос. Ну, понятно, что они деньги хранили не в Молдове, то есть это... Так, да, это все, разумеется, что не было, это все было задействовано, но это, опять же, это не снимает ответственности с наших государственных органов, это еще раз демонстрирует, в общем-то, ну, наверное, слабость государства, потому что мы видели, что те же онлайн-платформы в предвыборную кампанию достаточно жестко отслеживались, и служба информации и безопасности, многие сайты закрывались и так далее. Я не думаю, что при массовом отслеживании онлайн-среды они не заметили, что есть еще там какие-то платформы, которые предлагают быстренько так заработать. Это для сравнения, чтобы телезрителям было понятно. Если банк предлагает 4% годовых, то здесь предлагали 4% в день, что, в общем-то, это почти 1500% годовых, такую прибыль. Конечно, здесь могут возникать закономерные вопросы. Ну как в 2025 году, это уже после 90-х сколько лет прошло, но вот масса все-таки людей купились на такие, в общем-то, обещания. У меня нет пока ответа на такой вопрос. И почему только 13 человек почувствовали себя обкраденными и подали, в общем-то, заявление о возмещении ущерба. А вот остальные, они что, все заработали? В пирамидах все не зарабатывают. Мы прекрасно понимаем, что зарабатывают только те, которые в самом начале на каком-то верхнем уровне что-то заработали, а потом все остальные просто платят деньги и теряют их. Я повторю, у меня пока нет ответа на вот этот вопрос. Я думаю, что расследование надо продолжать, и, в общем-то, какие-то вопросы еще требуют ответа от наших властей. В любом случае, я не считаю, что должны как-то... Да, полиция свое дело сделала. Там 28 обысков, по-моему, Черноуцану говорил, 5 человек арестовано, включая руководителей. В общем-то, есть ниточки, за которые можно тянуть. Поэтому я и говорю, что я хочу еще услышать еще много объяснений. Вот да. Помимо... Что сразу же удивляет и вызывает вопросы. Пирамида это, по информации, которая циркулирует, действовала около 4 лет. В этом участвовало десятки тысяч человек. То, что участвует десятки тысяч человек, становится общеизвестным. То есть, тем более в такой да, маленькой стране. У нас как большая деревня, все знают. Комиссия по ценным бумагам национальную узнает это случайно в августе 25-го на каком-то семинаре для детей
по повышению финансовой грамотности. Кто ребенок сказал, а вот существует, и дядечки серьезные обратили внимание и раскрыли. Вот у нас все вот эти кризисы, которые мы обсуждаем, значит, демонстрируют неспособность государственных институтов выполнять свои прямые обязанности. Значит, если оружие переходит границу, двигается по стране, значит, таможня не работает, полиция не работает. Если у нас финансовые пирамиды возможны в первой четверти 21 века, когда уже известно, что это дуриловка, это обман, помимо всего, это уголовное преступление. Значит, и у нас никто не реагирует, это объяснение два, тут объяснение. Либо у нас абсолютно ни на что не способное государство, failed state, давайте так, в определенном смысле говорить. А? Не фейкинг, обанкротившееся государство, способное, failed. Да, либо государство во всем этом участвовало, как у нас часто происходило. То есть кража миллиарда – это преступление молдавского государства против молдавских граждан, да. Чтобы не быть пафосным, не молдавского народа, молдавских граждан. Потому что ограбило молдаван государство. Национальный банк, прокуратура, Центр борьбы с коррупцией, парламент, правительство – все принимали решения, которые привели к исчезновению миллиарда долларов из валютных резервов. Значит, 50 или 48 миллионов долларов и существование пирамиды на протяжении 4 лет означает либо, что это государство ни на что не годно, либо то, что у нас государство продолжает заниматься тем, чем занималось еще 10 лет назад. И я скорее верю во второй вариант, потому что я не вижу изменений в прокуратурах, особых фундаментальных изменений, которые должны были просто поменять радикально происходящее в стране. Я не вижу изменений в судебном корпусе и так далее, и так далее. То есть те реформы, которые были обещаны, были подменены процедурой, как мы говорим, лоялизации вот этих прокуроров и судей новой власти. Они пришли, поклялись в верности новой власти, поцеловали им ботинки, и власть посчитала, что теперь, вот с этого момента, эти люди будут уже с понедельника очередного будут выполнять законы и работать по-другому. А те сказали, да, мы будем работать по-другому. И продолжили, значит, делать то, что делали и до этого. Но при этом заявляя, что мы за европейскую интеграцию, мы за верховенство права, мы против коррупции и так далее. Продолжая воровать. Вот, понимаете, вот эти два кризиса, они, значит, иллюстративны или красноречиво указывают на то, что у нас фундаментальные проблемы в стране. И они идут в противоходом заявлением, значит, премьера, там не только премьера, и других, о том, что вот Молдова там семимильными шагами куда-то двигается. Тем более, вот я это говорил уже сегодня, в другом месте скажу и здесь, что премьеру, с моей точки зрения, я не вижу идентичность нового премьера. Я вижу лицо спичрайтеров, которые существуют вокруг премьера или в партии правящей, которые пишут какие-то тексты на протяжении последних 4-5 лет и продолжают эти тексты писать и для Мунтиану. И Мунтиану, в общем, их повторяет. Успехи, там столько таких гектаров вспахали, столько яиц собрали, там колосятся, посадили деревья и так далее. То есть ура, патриотические, такие триумфалистские заявления, тогда, когда от него не этого ждут. От него ждут диагноза, реального диагноза положения дел. И не надо много говорить, лучше уж помолчал бы, только увидеть, что после выборов начинается новый этап в истории нашей страны. Тем более, что мы предполагаем, что в Брюсселе Мунтиану, когда он там был, в Брюсселе Мунтиану сказали, что период безусловной поддержки Молдовы заканчивается одновременно с выборами. Вот мы вас поддержали, мы защитили сколько смогли, для того, чтобы русские вас тут не придушили. Теперь, когда обеспечена проевропейская власть, пожалуйста, то, что касается реформы и трансформации, положите на стол. Но реформа — это не только принятие законов. А реформа — это принятие законов, 3 этапа. Принятие законов, внедрение и эффект. Если ты принял закон, но не внедрил и нет эффекта, это не реформа. Поменял что-то на бумаге.
Так, на ваш взгляд, что необходимо делать в этой ситуации властям страны? Выполнять свои обещания. Ровно, Ну, да. так как это следует, это делать реформы, делать что-то в том, что касается борьбы с коррупцией, начинать реформы проводить, территориально-административную реформу местную проводить. Делать то, что они обещали, а не имитировать. То есть во многом реформы были имитацией, эффекта мало дали. А реформа это ведь не для того, чтобы рапортовать Европейскому Союзу, а для того, чтобы улучшить жизнь, качество жизни в стране. Заодно, ведь Евросоюз зачем настаивает на реформе? Для того, чтобы Молдова превратилась в эффективное государство, страну. На ваш взгляд, в правительстве и парламенте понимают вообще эти проблемы? Вот вы как чувствуете? Я чувствую, что не до конца понимают, поэтому я бы советовал, в том числе новому премьеру, меньше доверять пиар-консультантам, которые должны в разных ракурсах сфотографировать его на всяких мероприятиях и что-то такое очень зажигательное подать в эфир, а вернуться к тем самым приоритетам, с которыми он, собственно, выступал. Он выступал в парламенте с программой, он потом выступал и назвал 10 приоритетов правительства, первый из которых это экономический рост. Вот что мы слышали с вами про вот этот первый пункт из этих 10 приоритетов. Он выступал где-то в последнее время по поводу экономического роста и сказал, что для того, чтобы обеспечить, мы уже приступили, мы уже, вот то, что говорил Алексей, вот диагностика состояния, мы ее знаем, вот нам надо запустить какие-то вот эти движки, чтобы они заработали в экономике. Вот мы начинаем с этого, мы сделаем это и это, вот за такой-то период, после которого что-то произойдет. Мы этого не слышали. Мы по другим приоритетам ровно того же не слышали. А что делать с этой пресловутой реформой юстиции, борьбой с коррупцией? Нам что-то сказали, вот как радикально изменится ситуация, и что произойдет такого, что вдруг это все превратится в работающую юстицию. Мы этого тоже не слышали. Поэтому трудно советовать что-то премьеру, но ему достаточно просто. Ему надо взять вот эти приоритеты и повесить их на холодильник, чтобы они у него висели, и он каждый раз подходил, когда за минеральной водичкой смотрел, там, что я сделал по этому, по второму, по третьему. И вот с этим выходить на телевидение, обращаться к гражданам достаточно открыто, не частить при этом, но, по крайней мере, с какими-то результатами. Потому что вот Алексей говорил, вот эти 3 этапа законодательства. Последний этап — это результат. Вот судят по результатам. Вот не будет результатов, соответственно, и вообще ничего не будет. Мы подойдем к 28 году и скажем, да, у нас были такие замечательные перспективы, мы так здорово разогнались, но вот мы не успели ничего сделать. Просто один пример, очень коротко, не буду злоупотреблять. Помните программу по управлению мусором на юге? У нас есть финансирование, якобы выделенное там и так далее на это. Центр в Кагуле, перерабатывающий завод. Станции концентрации мусора, это Камрад, Тараклеев, что-то такое. Да. Вот когда мы увидим, что это начинает, не просто принято решение об этом, а уже эти станции, значит, созданы, и вдруг по всем селам юга исчезли эти стихийные свалки, которые существуют за околицей каждого села. Все. Вот мы видим, что в этом реформа сработала. Там, или, например, ты знаешь, куда сдать старый холодильник, когда купил новый. Это правило такое в Евросоюзе. А у нас на экологии человек ничего общего с экологией не имевший и не имеющий. Какой-то парень, зампримара, уровень его, так сказать, предыдущий, карьерный, чиновничий. Зампримара был, еще кем-то там в парламенте, там 3-м помощником 7-го заместителя. Понимаете? Вот он сейчас министр экологии. Что, как? Вот это вот конкретное то, что мы видим.
И ожидать, например, по этому направлению каких-либо прорывов я ничего не жду. Я жду, что будут проблемы, очень серьезно. Будем, на самом деле, с интересом наблюдать за развитием событий. Касаемо свалок, мы все очень ждем. Не, это как пример, это, так да, сказать. Мы едем еженедельно, одна горит постоянно. Да, то есть это, Вот под Камратом, стабильно. под Камратом. Да, это стабильно. Я вас благодарю за сегодняшнюю программу. Да, довольно много проблем. Самое главное, чтобы они как-то решались. Напоминаем, что вы смотрели программу «Молдова и Европейский Союз». У нас сегодня в гостях были политические аналитики Виктор Чабану и Алексей Тулбури. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Тихие улицы села не предсказывают бурную жизнь активистки, но именно здесь формируются принципы, которые потом становятся делом всей жизни. Мама! Привет! Привет, доченька. Как дела? На чем приехала? Коллега подвез. Вышло такой на улице холод. Хорошо. Катя где? Катя, она осталась дома, пойдет на репетицию. Ее пригласили, будет ведущей на линейке, посвященной гагаузскому языку. Пойдет туда. Хорошо. Все, звонит мне, как одеться. Говорю, одевайся очень хорошо, на улице очень холодно. Что делаешь? И что делаю? Вот дома. Да, все, заходим. Заходи. Расскажу. Позавтракала дома? Как? Нет, мама даже не успела, так рано быстро встала и быстро прибежала. Мама, этот цветок вот туда вот на подоконник поставь, очень красивый, поливать душу. Большой, очень красивый У меня нет цветочек. времени. Мама купила вот этот хлеб. Сейчас позавтракаем. Лида была в детстве очень хорошей девочкой, послушной. Выполняла работу дома, помогала маме, папе, прошивала в огороде, помогала мне в садике. Была очень активной. Она была боевая, как и братья. Делала и работу и мужскую, и женскую. Я много времени проводила с мальчиками. Как-то вот вокруг нашими соседями тоже были дети-мальчики. Потом играли в войнушки. Была это любимая игра их, но я, конечно же, тоже принимала в этом участие. Я даже ученикам сейчас говорю, в детстве я играла в футбол. Будучи в университете, я играла в профессиональной команде в волейбол. Сейчас уже, конечно, ни на то, ни на это не хватает времени. Но активный вид деятельности помог мне в дальнейшем жизни. И сейчас я могу и по дому многие вещи сделать сама. Одинаково воспитывались как мальчики, так и девочки. Не было, что она девочка или мальчик. Все вместе работали, делали общую работу. Были времена, мама ездила, была на завтраке в Турции, мы с братом готовили, закатки делали, все убирали, то есть работали. Мы были приучены работать. Мама всегда говорила, родители не должны говорить детям «делайте», а родители говорить должны «давайте вместе». Ну и у нас было это в семье, такая вот традиция, мы все вместе что-то делали. Мы провели счастливое детство, несмотря на то, что мы тогда много времени уделяли работе, труду, по хозяйству, в огороде, по дому. То есть это было... Такие были установлены правила, и мы их придерживались. Лида, я принесла чай, ты наливай, пока пойду за плацентой. Хорошо. Я уже поставила, мам, вилки здесь. Садись. Садись. Резать или ты ее порезал? Режь. Лопатка нужна?
Ты была на работе? Мама была на работе, уроки провели, то мероприятие с ГГУ сделали, все это там писала, заполняла, что-то там делали. Куча таблиц, приказов писали. Работа есть только. У папы взяла что? То, что боевая, ничего не боится, лидер везде и во всем. А у тебя что, наверное, у тебя тоже лидер? И у меня, может, тоже лидер, потому что у нас с мужем не было такой. Если мы идем куда-то, он говорит, туда идем, все, идем. Не было, что я не пойду, я не хочу. Все, вместе туда. Прошу им вместе в огороде, на участке. Едем к нему в село, едем в Кишинев, куда надо. Мама китайская? Наша умная очень вкусно готовит. Вот такое именно? Да, именно такое. Я. Детский сад и среднюю школу я окончила в селе Кангащик, в своем родном селе. После окончания 9 класса средней школы я поступила в лицейское звено, в теоретический лицей имени Гаврила Гайдаржи в муниципе Камрад. Там я проучилась еще 3 года. А после завершения лицея я решила поступить в Кишиневский государственный университет. И там я обучалась, тогда думала, какую же профессию выбрать, и решила, остановилась на специальности социальный ассистент. Тогда это, конечно, было что-то новенькое. Я сама даже не знала, что это и как, что это за специальность, но вот поступила именно на эту специальность. Так посчастливилось мне, что я училась в румынской группе. Это был такой вот новый опыт. Учителя нас очень уважали, всегда приводили нас в пример, говорили, вот, смотрите, они знают хорошо русский, но и насколько хорошо румынский. У нас были там, конечно, очень сложные предметы, философия, право, семейное право, трудовое право. Вернувшись в родное село, в родной регион, в Гагаузию, я, конечно же, не смогла найти работу именно по специальности. В то время это была, в принципе, новая специальность, и эту должность при Марии занимали не специалисты, а это в основном были учителя. Моя мама всю жизнь работала в детском саду. Конечно, у нее были знакомые в детском саду, и она предложила мне прийти работать в детском саду села. Тогда была такой вот интересный факт. Была вакантная должность директора. Ну, я говорю, ну и почему бы и нет? Я, помню, обратилась в управление образования Гагаузии и говорю, вот я хотела бы поработать или поступить в эту должность директора этого детского сада в селе Кангащик. Там, конечно, удивились, ой, вы такая сразу после университета и сразу директором, что-то новенькое такое, редко мы такое встречаем, таких вот, скажем, решительных. Ну, они мне предложили вначале поработать и воспитателем простым, и, то есть, скажем, дорастите до должности директора. Ну, я, естественно, согласилась, но места свободного не было. Но потом предложили мне пойти на работу, трудоустроиться, да, в детский сад в муниципе Камрад, детский сад номер 9. И я, так как знала румынский язык, они мне предложили быть преподавателем румынского языка. Я с удовольствием согласилась. Тогда у меня уже была дочка, ей было 9 месяцев. Ее смотрели мои родители, помогали мне смотреть, папа, когда мама, когда какие-то родственники. Иногда дочку с собой забирала, были такие вот сложные моменты. Но все преодолели мы вместе с поддержкой моей семьи, моей дочки. Маленькая она была послушным ребенком. Также мне предложили еще работать преподавателем румынского языка в лицее Гайдаржи, в том лицее, который я успешно закончила. Было время, когда я работала вот на двух, совмещала. То есть основная моя работа была в 9 детском саду и совмещала несколько часов у меня было в лицее Гайдаржи. Там я преподавала в начальных классах румынский язык.
на протяжении вообще педагогической деятельности. В 2015 году я приняла участие в конкурсе «Учитель года», «Воспитатель года». Я выиграла первое место после бессонных ночей, потому что необходимо было готовиться к следующему этапу, который проходил в Кишиневе. Я рано утром, мы поехали в дождливую, очень ветреную погоду. Мне необходимо было присутствовать на этапе этого конкурса в Кишиневе. Я провела открытое занятие в абсолютно чужой группе, в чужом детском саду в Кишиневе. Занятие по румынскому языку. Я получила тему этого занятия за день. И необходимо было вот за ночь подготовиться к этому занятию, провести занятие, а потом еще один этап был нужно. Необходимо было представить домашнее задание во имя будущего, то есть что из своей деятельности, такое вот свое видение об этом. Ну, я, конечно, это тоже прошла. Я вошла в 6 лучших в этой области среди конкурсантов. Ну, и так вот, скажем, тоже одна из важных страниц в моей жизни, в моей карьере, в педагогической деятельности. В 2019 году я ушла с детского сада, начала работать в Главном управлении образования Гагаузии, главным специалистом в области дошкольного образования, раннего образования. Я вместе с моей коллегой на протяжении этих лет курирую деятельность, образовательную деятельность в 56 учреждениях раннего образования Гагаузии. Лидия была той, кто шел первой. Кто не боялся задавать вопросы, кто знал, равные права начинаются с равного участия. Будучи педагогом, была всегда заинтересована в реализации различных проектов. Я приняла участие в программе, которую реализовывала организация ЧПД, Центрul Parteneriat pentru Dezvoltare. Я приняла участие в различных обучающих семинарах, тренингах. А потом они предложили написать проект и реализовать его, ну и, конечно, для своего населенного пункта. Это был проект по повышению доступа жителей села к публичным учреждениям населенного пункта. В рамках этого проекта были реализованы обучающие семинары для женщин нашего населенного пункта. И потом был реализован инфраструктурный проект, то есть была проложена в белом варианте участок дороги, который люди использовали после этого для того, чтобы водить своих детей в детский сад, в школу в безопасности. Европейские фонды дали ресурсы, но настоящие перемены рождались здесь, в доверии, в разговорах, в простом «а что, если попробовать?». Конечно, было сложно все реализовывать поэтапно, получить финансовые средства с проекта. Это было $2000 на то время. Но этого было, конечно, мало. Я тогда обратилась в наши местные органы власти, в исполком, тогда управление строительства. И я говорю, вот у меня, вот я просто здравствуйте, я хотела поговорить, и вот у меня вот такой вот проект, вот у меня столько-то денег уже есть, скажем, они нам выделяют эту сумму, но, конечно же, нужно еще. Но они мне тогда сказали, вы что, такая сумма, это всего лишь только заштопать какие-то ямки. Ну, конечно, я такая расстроилась, говорю, боже, на самом деле, что можно реализовать? Но я не остановилась на этом. Они нам выделили для этого проекта, но не деньги. Конечно, было бы легче получить деньги, перечислить их в организацию, которая нам бы поставили бы щебень. Но было не так, было намного сложнее. Они нам сказали, мы вам можем выделить только из наших... То есть это было дистопливо. Ой, я думаю, что же делать тогда? Тогда я даже потом думала, боже, я уже стала королевой бензоколонки. То есть мне нужно было пройти этот путь. Нужно было это дистопливо как-то получить, куда-то его реализовать, получить денежные средства, чтобы потом купить щебень. Этот путь я тоже с таким, конечно, трудом, то есть препятствиями, я даже не знала. То есть говорят, если вы берете в это время это дистопливо, оно столько-то весит, оно в том-то, в этом. То есть это все пришлось изучить. Вот этот процесс такой вот, скажем, с препятствиями, с преградами тоже был реализован. После того, как я приняла участие в проекте, реализованном
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Потом они объявили другой проект через 2 года, в 2016 году. Тогда мама реализовала она проект, она его написала, а я была ее ментором. У них было такое условие, участница должна была найти ментора. Я была ментором. В рамках этого проекта была оборудована группа для детей старшего возраста, и также были приобретены игрушки Мария Монтессори, деревянные качественные игрушки. Это был такой очень необычный проект. Там было много участниц, но одна единственная только реализовала такой проект. Директора проекта, они даже были удивлены, и было даже сложно в то время где-то приобрести такие вот игрушки. То есть долго находились в поисках, чтобы приобрести эти качественные игрушки. Также родители тоже внесли свой вклад. На их денежные средства был приобретен большой, огромный ковер для этой вот группы. И сейчас также дети могут пользоваться, играть этими необычными игрушками, которых у нас в Гагаузии, по крайней мере, нет ни в одном детском саду такие игрушки. Также для своего населенного пункта, в котором я родилась, прожила, в котором живут мои родители и в целом уважаемые жители нашего села, был реализован проект. Я написала проект на румынском языке, и по завершению этого проекта была приобретена музыкальная аппаратура для Дома культуры. И сейчас, в настоящее время, работники Дома культуры активно используют эту аппаратуру, и наши праздники проходят веселее, интереснее. И в рамках проекта были организованы также 2 фестиваля, которые были запланированы и организованы. И сейчас о нашем селе знают больше, и в наше село могут приезжать и другие представители населенных пунктов для того, чтобы принять участие в прекрасных праздниках. Как говорится, место женщины не только на кухне. Это я еще в университетские годы услышала, наш педагог говорила, что если бы все время ее повторяю, надеюсь, она, скажем, разбудит желание женщины быть активнее, реализовываться, действовать. Если бы Бог на самом деле создал бы, либо определил бы место женщины только на кухне, Он дал бы ей металлические руки. А так как у нас и у женщин, и у мужчин одинаковые руки, поэтому мы должны быть равны. Женщины могут занимать высокие должности, посты и получать одинаковую заработную плату, если они делают ту же самую работу, как и мужчины. Естественно, много раз мужчины, к сожалению, порой женщины того же мнения. То есть они говорят: зачем тебе надо? Это ж так сложно, все-таки примаром должны быть мужчины. Директорами тех или иных организаций все-таки должны быть мужчины. Почему женщина должна? Для женщин это сложно, ты не справишься. Такие стереотипы есть, и их произносят не только мужчины, к сожалению. Но я считаю, что женщина тоже имеет право и должна действовать, чтобы быть наравне с мужчиной. Должна найти свое место и должна быть там, где она хочет. Не там, где кто-то продумал, кто-то думает, либо не там, где об этом говорят стереотипы. Женщина-лидер — это та, которая может за собой потянуть и другую группу, либо смотивировать и других женщин, продемонстрировать, что это возможно, что необходимо только иметь желание. В 2015 году я баллотировалась в примары нашего села. Это после того, как я реализовала этот проект. В примары населенного пункта я, конечно, тогда не прошла. А потом в 2019 я баллотировалась только в советнице. Я вот была избрана в советнице. В 2023 году я баллотировалась и в примары, и в советнице. В примары я не прошла, только в советнице. На протяжении моего участия в предвыборных кампаниях, естественно, тоже сталкивалась с такой ситуацией. Во-первых, недоверие людей в женщинам. Я ходила сама, говорила с людьми лично, с жителями, с различными, с людьми. Они, конечно, тоже: ой, женщина, но тебе надо, это ж так сложно, это там должен мужчина, это вот еще, к сожалению, в селах что есть?
когда мужчина примар, он там с любыми, и там за стаканом вина что-то решит, что-то там обсудит. Конечно, как бы, ой, женщина же такие вещи не сделает. Женщина не будет там в любой компании обсуждать там вечером после работы и так далее. Хотя я считаю, что это неправильно так думать. Женщина тоже имеет право и может быть успешным лидером населенного пункта, то есть успешным примаром или советницей. Я рада, что у нас намного больше советниц. В этом мандате у нас их 6, в предыдущем было меньше. С каждым годом все больше женщин-советниц в нашем населенном пункте. Это отрадно. Женщины тоже понимают, что почему бы и нет, мы тоже можем внести свой вклад, будучи советницей, в развитие нашего населенного пункта, в создании лучших условий для жителей нашего села. Я думаю, что это правильно. Пускай будет их больше, пускай и председатели. В предыдущем совете я была и председателем на многих заседаниях. Примаром не суждено было быть. Может быть, я еще попытаю свои силы, не знаю. Конечно, сейчас это сложнее. Много было, да, может быть, я проиграла, потому что были свои стереотипы, у людей были другие видения, у жителей нашего населенного пункта. Но я ни о чем не сожалею. Я и сейчас, даже если я в принципе, когда я реализовывала проекты, я не была советницей, не была примаром, я была просто жителем населенного пункта, и почему бы нет, если у меня была такая возможность реализовать этот проект. И сейчас я не примар, я советница, но я продолжаю, если есть какие-то возможности, помогать жителям нашего населенного пункта. Я еще являюсь волонтером в одной организации. Они тоже иногда предоставляют продуктовые пакеты, мы раздаем жителям. Либо у нас есть и сейчас, кто обращается, мы можем предоставлять инвалидные коляски. Может, это не самая лучшая помощь, но люди иногда нуждаются и тоже просят, скажем так, и благодарят за и это небольшое содействие, эту помощь. Я горжусь своей дочерью, то, что она как бы достигла своей цели, выучилась, как бы закончила высшее образование, потом пришла, работала, устроилась на работу вовремя и продолжает по сей день свою работу и как бы повысила свой имидж. И я за это очень горжусь. Она продолжает не ради славы, ради будущего, в котором женщина может быть кем захочет и быть услышанной. Самое главное – это говорить. Остальное – вопрос времени. Выезжая из города Камрад, мы попадаем с тобой в особенное село, которое называется Кирсово. Оно разделено на две части, на болгарскую и на гагаузскую. Сегодня мы с тобой побываем и там, в частных музеях. Мы находимся с тобой у первого музея. Это музей частный, музей живых болгарских традиций. Сегодня нас встретит и окунет в болгарскую жизнь хозяюшка тетя Лена. Здорово, тогда пошли? Пошли. Здравствуйте. О! Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Маша. У меня отпуск, и за это время я решила поближе познакомиться с традициями, обычаями нашего края. И как раз-таки Кирсово, мое родное село, но у вас я впервые.
Очень приятно слышать, что моя односельчанка пришла ко мне увидеть наш музей болгарских традиций. Здесь ты окунешься в года 50-е, 70-е, 60-е, где наши родители, бабушки, бабушки, сестры, всю эту работу и те экспонаты, которые я тебе покажу, это все делалось с моими родными, близкими. И, конечно, есть экспонаты моих друзей. Я тебя познакомлю с ними, и ты увидишь, сколько хороших работ и какой труд они оставили. А я хочу это передать, сохранить это и передать нашему будущему поколению. Я хочу вам показать Каса Мари, это значит большая комната, которая мы готовили к свадебному процессу. Вот так как вы оба девчонки, вы еще такое не увидите, я вам сейчас покажу, как нам делали приданые. Это приданое, вот это приданое, как будто я возвращаюсь в свой свадебный процесс. Это мое приданое было в вот таком формате. Все то, что ты видишь здесь, шершафы, все, первый шершаф, это лично моя работа 1954 года. Мы тогда с сестрой, если девчонка дома, вы это должны были готовить заранее, до того, прежде чем наступит день, когда тебе предложат руку и сердце. Я думаю, что у тебя это в этом году обязательно будет. Кто ко мне заходит, обязательно уходит с чем-то и обязательно сбываются все мечты. Вот подушечки, ты должна иметь 6 шершафов, значит 3 одеяла, 3 матраса, 6 подушек. И маленькие это для будущего молодого поколения. К жениху все это представленное. Рубашка, приданная, которое ты должна давать, одарение, которое ты должна давать свекрухе и свекру. Вот оно в таком формате. Как будто это моя свадьба, как будто завтра я вас могу пригласить и сказать, приходите на мою свадьбу. А повернемся обратно, вот в эту сторону, вы увидите платье. Вот платье 54 года, платье 64 года и мое платье лично свадебное, лично мое платье свадебное. Я даже могу вам показать, еще у меня фото, вот это моя фото в таком формате, вот в те года вот делали невесту. Я могу даже вам это показать, как-то вот вы соберетесь, конечно, чтобы была твоя пара. Верка, у тебя тоже, чтобы твоя пара зашла и увидела вас именно в свадебном наряде. Мне очень приятно. Вот кровать должна быть обязательно в таком формате. На этом кровати дети не садились, потому что у нас здесь шнурок. Если это накрахмаленное, и дети всегда к нему не притрагивались, они знали, что так должно было быть. Соблюдали. 2 комнаты могли иметь, но они соблюдали чистоту, порядок и вот эту красоту сохранили. А теперь идемте, я вас угощу своей мелиной. Знаете, эта мелина необычная, она с пожеланиями. И когда ко мне гости приходят, мне очень приятно с ними поделиться, потому что такую мелину только делали наши бабушки. Вот это и есть наша мелина. Конечно, вы сейчас ее когда отведаете, и вы мне скажете, она какая, хорошая или там пожелание. Я же хочу, чтобы тебе попало самое лучшее, так как ты молодая, и тебе, чтобы попалось такое желание, чтобы Господь тебе помог, чтобы ты нашла свою половинку. Это будет очень-очень-очень интересно. Так, сейчас я вам это самое порежу, так, чтобы чтобы попало самое лучшее. И мы ножиками никогда не резали, потому что там есть эти пожелания. Так, вот так. Так что, Машенька, давай, твой первый кусок. Ты сам и молодая, и ты себе забираешь свой первый кусок. Какой ты хочешь? И этот, какой ты хочешь, чтобы, главное, тебе пожелания попались они. Вот так. Ой, есть пожелание. Тоже выбирай, какой-то тебе, вот это. Давай. Вот так. А ну-ка. Ну-ка, что там у тебя? Кажется, деньги. Так в этом году ты будешь...
Если тебе попалась копейка, в этом году тебе повезет. Значит, или работа будет престижная, или в этом году тебе будет выигрыш какой-то. Это домашняя ракийка. Тут есть состав лечебный. Лекарственное растение здесь. Веточку. Противовирусный. Это 100% противовирусный. Ну-ка, Верка. Ну, давай попробуем. Ну-ка, давайте попробуем. Во, чтоб твое пожелание исполнилось. Давай. Спасибо. Вер, а тебе что выпало? В этом году вам повезет. Коронавирус уйдет. Престижная работа. Мне кажется, на таком хорошем пожелании мы двигаемся дальше. Вы уходите, и мне очень было приятно с вами поговорить, рассказать историю нашего музея. И вы сейчас уедете. И если ваши гости, тем, которые вы будете рассказывать о моем музее, будут приходить, я буду очень-очень рада их встретить. А вам сегодня удачного дня. И те пожелания, которые вам попались в Мелине, дай Бог, чтобы они осуществились. Спасибо за ваш теплый прием. Не хочется прощаться, но нам нужно дальше отправляться в путь. До Я свидания. вас поняла. Много здравия. Насечки ваши. Благодаря. Да, много здравия. Это у нас второй частный музей в Кирсове, и мы уже находимся с тобой на гагаузской стороне. Мы сейчас посетим музей, который посвящен нашему гагаузскому языку и тем людям, которые были в основе преподавания гагаузского языка. Zaman hayır olsun. Hoş geldiniz pahalı misafirler. Sevinirim, они geldiniz. Я рада вам. Вы как гости у меня сегодня. У нас музей Ана-Баба-Еви, родительский дом. Это музей первого учителя гагаузского языка. Цель музея, задача музея – это содействовать воспитанию, любви, уважения к родному языку и к своему краю. Это дом первого учителя, который преподавал гагаузский язык здесь в селе. Учитель, обыкновенный учитель. Я тоже педагог и писатель гагаузский. Я могу вас ознакомить со стихотворениями гагаузских писателей и своими собственными, подарить вам свою книжечку на гагаузском языке, рассказать о быте гагаузов. Самое главное – это научить молодежь ценить то, что осталось нам от предков. Чтобы мы это ценили и уважали наших предков и помнили. Потому что действительно наши гагаузы были очень трудолюбивыми. Люди, которые своими руками все делали. И об этом вы можете узнать здесь, в нашем музее. И самое главное – это любовь к родному языку, любовь к родине. Гостей всегда в гагаузской семье встречают хлебом с солью. В каждой семье есть на столе хлеб. Добро пожаловать. Хош гельден испалом саферлер. Спасибо. Чтобы на столе всегда в каждом доме был хлеб. Чтобы люди приходили с добром. В гагаузской семье перед порогом круглый коврик. А для чего он? Вы знаете? Нет. А для того, чтобы, когда вы заходите, вы вытираете обувь. И все плохие намерения, они остаются там. И вы заходите с добром. Прошу вас. В данном коридоре собраны материалы, информация о тех людях, кто способствовал развитию гагаузского языка. И, конечно, мы должны сказать о нашем просветителе Михаиле Чакире. Он начал первый писать на гагаузском языке. И здесь можно познакомиться с фотографиями тех, кто же приложил немало труда в развитии гагаузского языка, становлении языка. Дионис Танасоглу, Гаврил Гайдаржи, Людмила Покровская. Здесь первые учителя гагаузского языка, ученики тех лет. Здесь первый союз писателей гагаузских, где я тоже присутствовала, это в моем кабинете проходил в колледже. Теперь я являюсь учредителем тоже союза писателей гагаузских. Здесь встречи, самыми незабываемые встречи с писателями гагаузскими. Караганчу, Петр Мойся и другие.
Пришла осень. Во дворе работа практически закончилась, поле тоже. Пришло время установить станок. Станок стоит, и начинается подготовка к ткачеству. Это у гагаузов традиция. Целую зиму, даже и ночами, и днем, целой семьей могут ткать по очереди. Сначала мама начинает, потом сын садится, и дочка садится. Все умели ткать ковры. Не только коврики вот эти, которые мы стелим длинные, но и большие ковры молдавские, которые мы называем молдавскими. Их тоже ткали на специальных коврах. Но этот станок, который стоит, это станок для ткачества вот этих длинных дорожек. Нитки сначала, старые вещи, которые есть, резали ножницами, соединяли, шили иголочкой, потом их закручивали и после этого садились ткать. Эти коврики можно увидеть в каждой гагаузской семье. И, конечно, вечером, в обед семья собиралась за вот такой софрой. Я помню это со своего детства. Это самый любимый столик в моей жизни. Во дворе летом, а уже когда похолодало, стоял пад широкий, и на этот пад ставили эту софру. И мы не садились, редко садились, и на стульчики можно было, и на стульчиках садиться. Но мы садились на поду, и вокруг этого столика, я удивлялась, могло поместиться 10 человек, 12 человек. Вот за вот таким столиком. Ишбачаку софра мы называем их. Спасибо вам большое за ваше гостеприимство, за экскурсию, за рассказы теплые. Отпускайте нас не с пустыми руками, будем читать, познавать историю. Я была рада вас видеть здесь и жду еще в гостях. Вам тоже огромные слова благодарности за то, что вы посетили наш музей. Маша, ты знаешь, что все названия населенных пунктов в Гагаузе мы можем перевести с тюркского языка. И Бешалма переводится как 5 яблок. Ты знаешь почему? Нет, а почему? Потому что первые переселенцы, проходя по этой территории, они остановились под тенью 5 яблок. И было решено назвать эту территорию Беш-Алма, то есть 5 яблок. Вера, скажи, а что означают эти 2 каменных столба? У них есть какое-то значение? Да, конечно, это указатели, где начиналось село и где заканчивалось. Сейчас эти камни перенесли на территорию историко-этнографического музея, где мы сейчас с тобой находимся. Это единственный историко-этнографический музей в мире. Только здесь можно узнать о гагаузской культуре, традиции и, самое главное, о происхождении гагаузского народа. Вот мне интересно, а в чем особенность вашего музея? Почему со всего мира туристы приезжают именно к вам? Ну, начнем с того, что это первый гагаузский историко-этнографический музей, который вообще во всем первый среди гагаузских музеев. Он был основан в 1996 году. Но здание, в котором вы сейчас находитесь, оно было открыто в 1975 году. Здание удалось построить его основателю Дмитрию Николаевичу Карачебан, который всем своими силами, со всей своей любовью к своему делу ему удалось открыть новое здание музея, так как то здание, оно было старое, крыша протекалась, экспонаты портились, и все собранные экспонаты, которые он сумел на тот момент собрать, он собрал это с трудом, поэтому и относился к ним как к своим сокровищам, можно так сказать. И поэтому вот сбылась его мечта, и открыли музей. Даже несмотря на то, что он прожил короткую жизнь, за 53 года он сумел оставить за собой очень богатое творческое наследие, которое по сей день хранится его семьей. И он, помимо того, что основал музей, он еще и был скульптором, художником, кинорежиссером, актером. Он написал около 50 картин, слепил около 60 скульптур и отснял около 40 короткометражных фильмов художественного и документального содержания.
То есть, ну, я считаю, что не только музей уникальный, но и основатель этого музея уникальный, потому что в одном человеке, в одной личности собралось столько, ну, такой талант, который, я считаю, что дается свыше. Добрый день, в эфире Love Zone, где мы обсуждаем проблемы, которые сегодня остро стоят в нашем обществе. Проблема насилия в семье является важной не только для всего общества, но и отдельно для семьи, где есть жертва, где есть дети, которые также могут быть подвержены психическому или физическому давлению. Работа по предотвращению насилия в семье и поддержке жертв способствует созданию более гармоничного и безопасного общества для каждого из нас. Сегодня мы попытаемся разобраться, какие проблемы на психологическом уровне возникают у жертв и членов его семьи, а также как работает с этой категорией граждан гражданский сектор. В гостях в нашей студии сегодня практикующий психолог, преподаватель кафедры педагогики и психологии Камрадского госуниверситета Людмила Ибришин и представитель неправительственной организации «Веста» Татьяна Иванова. Добрый день, дорогие гости. Я рада, что вы сегодня с нами. Сегодня мы попытаемся разобраться в этой непростой проблеме, но очень важной для нашего современного общества. Татьяна, насколько сегодня эта проблема, как проблема насилия в семье, важна для современного общества, учитывая, что ваша организация занимается усиленно этой проблемой? Но проблема актуальна была во все времена. Сегодня мы об этом говорим громче, больше. И у нас есть изменения в законодательстве, которые помогают что-то с этим делать, в конце концов. Потому что очень много, наверное, тысячелетий ничего никто не делал. Это существовало, было и считалось обыденностью. Благодаря неправительственным организациям и их усилиям вносятся изменения в законодательство. Сегодня есть огромное количество хорошо прописанных законов, осталось только разобраться с тем, насколько они эффективны и как они имплементируются уже в действии. Но это уже вторая часть работы, которую мы также продолжаем вести и надеемся, что все будет хорошо. Не сдаемся, верим в лучшее. Какие виды насилия больше всего распространены в нашем регионе, с которыми ваша организация работает? Ну, наверное, чаще всего это психологическое насилие, но доказать его невероятно сложно. Легче всего нам доказать физическое насилие, а оно доказывается легко, быстро. Нам нужна судебно-медицинская экспертиза, обязательно она фиксирует все побои, все, что было, все телесно. Это дает нам огромные полномочия дальше. С психологическим насилием все гораздо сложнее, а в суде будет с этим трудно, но над этим тоже работаем дальше. Требуются некоторые изменения в законодательстве. Есть еще экономическое насилие, это еще сложнее доказать, ну и духовное, религиозное. Но легче всего, естественно, доказать физическое насилие. С этим мы идем прямо в суд, это всегда выигрышный вариант. Ну, у нас в обществе какой вид больше распространен? Физическое, наверное? Или физическое. Физическое, да? Но мы не привыкли к тому, что психологическое, скажем так, отношение к нам недостойное, мы не называем насилием психологическим. Мы считаем, что так в целом люди обращаются друг к другу, относятся друг к другу. И как будто бы это норма такая вот поведения. На самом деле ничего подобного. Это и есть форма психологического насилия, просто наши люди его не распознают.
Ну, уже физическое насилие распознают все, а просто многие замалчивают, стыдятся этого, боятся говорить об этом. Ну, очень много стыда в этой теме. Ну да. Ну, то есть у мужчины, например, да, настроение плохое или на работе что-то не так, он пришел домой, у него агрессивное поведение, но это считается нормой, потому что, наверное, не первый раз. Потому что он мужчина. Ну, или так. Да. Да. Людмила Юрьевна, ну, насколько я знаю, вы очень глубоко в этой теме разбираетесь, у вас и диссертация по этой теме, и вы много исследований проводите по этой теме. По вашему мнению, какие типы психологических реакций чаще всего наблюдаются у жертв насилия в семье? На самом деле, сегодня новая немножечко терминология, и мы не называем их жертвами, а называем потерпевшими чаще всего. И, ну, если говорить, давайте начнем все-таки чуть раньше. Дело в том, что насилие в семье – это есть аспект воспитания. И когда мы живем в определенном обществе, то мы имеем плоды воспитания. Все мы растем в семьях, наблюдаем определенные типы поведения и в итоге отражаем их в собственной жизни. Поэтому типы поведения, о которых вы спрашиваете, они выучены с детства. То есть, на самом деле, в иерархии семьи всегда есть те, которые главенствуют, и есть те, которые подчиняются. Ребенок, будучи подчиненным человеком в семье, ведет себя определенным образом, так как его семья, он находится в той позиции, в которую ставит его семья. И вот если он привыкает к тому, что он всегда должен терпеть, что он всегда должен подчиняться, он всегда должен... Вот слово «терпеть», кстати, одно из ключевых, потому что есть такая очень популярная научная теория выученной беспомощности, которая чаще всего относится к жертвам насилия или к потерпевшим насилия, да, то мы выучиваемся быть беспомощными в детстве, если нас в такую позицию ставили. Да? Сегодня очень часто родителям говорят, что любое наказание важно объяснять, любую ситуацию важно обсуждать. Ну, а мы знаем, что в семьях есть порой такие директивные формы поведения, когда я тебе сказал так и будет так. Да? И человек заходит в такое состояние, когда он понимает, что есть люди, которые могут ему указывать. И есть люди, которых он вынужден терпеть. То есть, ну, не сопротивляясь, потому что выученная беспомощность, она не предполагает сопротивления, размышлений, так это или не так. Если ты получаешь какой-то вид насилия по отношению к себе, унижение, допустим, да, психологическое насилие, которое повсеместно у нас сегодня присутствует, то, ну, как бы в иерархии я так должен получить. То есть человек, который, ну, не жертва, а который потерпевший, чаще всего заходит в такую ситуацию, когда он готов принимать такие способы поведения по отношению к себе. Ну, вы говорите, меняются термины, но, к сожалению, проблема остается. Да, термины меняются. Проблема остается. А проблема остается. И как бы мы ни называли этих людей жертвами или потерпевшими, к сожалению, они продолжают быть и продолжают жить в этой ситуации, в этой обстановке. И от этого им, мне кажется, легче не становится от перемены названия их состояния. Татьяна, ваша организация, как Веста, поддерживает жертв насилия не один год, и очень много проектов было реализовано по этой теме. Какие мероприятия проводит, какую поддержку оказывает ваша организация конкретно на сегодняшний день? Ну, Веста работает с этим уже 20 лет. Вот самый крупный проект был 2 года, длился 2 года. Это был центр размещения жертв домашнего насилия. Тогда он так прям назывался. А сегодня со сменой формулировки он будет называться «Помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия». Он просуществовал 2 года, после чего проект закрылся, но у нас в регионе открылся региональный Кирсовский центр сразу же после того, что был с Вестой. Он обслуживает всю Гагаузию, он существует, он находится в Кирсово, найти его очень легко. Обратиться тут также легко, и если женщинам сегодня, кто нас смотрит, слышит, нужна помощь, обращайтесь туда, вам там всегда помогут, поддержат, и вы сможете там жить. Центр рассчитан на 18 человек. Также сегодня в Камрате открылся центр размещения детей в ситуации риска. Там могут находиться 8 деток. Это из тяжелых, очень неблагополучных семей, которым некуда идти. Временно они будут размещены там.
Желательно в будущем отдавать их под усыновление. Будем предлагать, будем искать, все будет смотреть государство. Опять же, это делаем уже не мы, центр просто был открыт, Веста его открыла и передала. То есть в результате этих проектов открылись эти центры? Да, районная администрация города Камрад, она занимается этим центром для детей. Теперь это их учреждение, они за него несут ответственность. Также, если очень нужно, срочно, Веста может разместить одну женщину. Вот просто в экстренных условиях есть у нее для этого специально оборудованное помещение, которое, скажем так, поддерживается самой Вестой. Да, прям экстренные случаи. Да, из собственных ресурсов. Вот если прямо вот в Кирсово все будет занято, ну и так далее, и так далее. Проектов много, продолжаем с этим работать. Есть еще очень большие планы, есть еще большой план по открытию центра для работы, дневного центра по работе с агрессорами. Есть очень хороший опыт в городе Дрокия. При неправительственной организации Артемида, при них есть центр для работы с агрессорами дневной. Люди проходят там работу, психотерапию принудительно, не добровольно, это назначается судом, они приходят днем, они работают с психиатром, психологом, психотерапевтом, наркологом, там крупный штат. Есть идея сделать это и в Гагаузии, непростой проект, но это требуется большое нужно, вложение, но в целом показывает хороший результат. Работа длится по полгода с этими людьми, и есть хорошие случаи, есть то, что радует, то, что вдохновляет, и поэтому мы надеемся, что и здесь это тоже получится. Людмила Юрьевна, вы как относитесь к таким центрам? Насколько они сегодня результативны? Ну, на самом деле, я много работала с Ассоциацией женщин Гагаузии, у нас был большой проект, в котором мы работали с жертвами насилия в семье. И мой опыт привел меня все-таки к мысли, что без превентивных мер не обойтись. Дело в том, что коллега подтвердит, что когда человек входит в круг насилия, то его очень часто сложно прервать. То есть можно прилагать, вы видите, на самом деле у нас на сегодняшний день есть 45-й закон, который работает не первый год по предотвращению насилия в семье. У нас есть очень много программ, в которые включается наша страна, отражают то, что существует в мире. Но я смотрела статистические данные, общественная организация «Женская» проводила буквально на 2021 год. Она проводила исследования на территории Камрадского района, констатируется значительное увеличение количества случаев насилия в семье. И еще один очень интересный факт, констатируется снижение обращений в полицию. Но это уже другой вопрос. Ну, там почему? Как раз был и ковид, и вот этот может тоже повлиять это на уже статистику. другой вопрос. Почему? Правда, все эти усилия значимы, они имеют значение, но международные исследования приводят нас к тому, что превентивные меры гораздо важнее. Смотрите, уже давно у меня есть такая идея в голове. В принципе, в моем исследовании разработана программа для людей, которые вступают в брак, которые хотят исправить какие-то моменты в начале своего брака. Превентивные меры действуют гораздо лучше. То есть предотвратить насилие гораздо легче, чем потом его остановить. Потому что насилие — это такое колесо мощное, которое очень сложно остановить. Потому что когда в ситуации семьи один из партнеров применяет насилие, это достаточно вовлекает. То есть человек, ощущая власть, мы знаем основные компоненты насилия в семье, это сила и власть. Если человек начинает ощущать власть над другим, а другой начинает подчиняться и принимать такие формы поведения по отношению к себе, то коллега не даст соврать, это практически, я не хочу усугублять сейчас ситуацию, но это очень сложно остановить. То есть или нужно эти отношения, ну вы видите, что у нас с разводами, наверное, да. Какой-то процент разводов, вы знаете, что после 2018 года количество заключаемых браков превысило 50%, количество разводов стало 50%, более 50% от заключаемых браков. То есть половина тех, кто женится, потом расходятся. И очень часто, я думаю, причиной становится насилие. То есть сегодня, когда к разводу относятся толерантнее, люди просто, понимая, что не могут решить эту проблему, уходят из семьи. Ну, это, мне кажется, один из методов, по крайней мере, избавиться от насилия. Да.
И если я раньше Нежели думала, сидеть что и сохранять терпеть. семью Да. это главное, то теперь я думаю, что сохранять себя, сохранять свою жизнь Конечно, это главное. свое психологическое состояние, как минимум. Да, это главное. Лучше из насильственной семьи уходить. И лучше, это моя четкая позиция, лучше, конечно, превентивные меры. Когда... Ну, например, какие можно было бы применить сегодня в нашем обществе? Очень простые превентивные меры, которые будут заключаться в том, что молодежь будет научаться коммуникациям, что молодежь будет научаться принципам построения брака, что молодежь будет научаться тому, что другой, тот, который мой партнер, он не такой, какой у меня в голове идеал, да? Не такой, как моя мама, не такой, как мой папа, а он другой человек. И задача моя является принять человека целиком, да, как личность, как отдельного субъекта, который в этом мире живет, да, и пытаться строить с ним отношения. По этому поводу у меня есть разработанный тренинг. Правда, он очень хорошо работает. Те, кто в нем участвовали, сказали, что он круто, правда. То есть менять можно многое, просто научаться. Понимаете, точно так же, вот когда мы говорим о насилии в теории, мы говорим, что очень сильно работает теория научения, то есть мы научаемся формам насильственного поведения. Точно так же мы можем научаться формам ненасильственного поведения, применять их в семье. Это идеальный вариант, как избежать насилия. Сегодня стало очень модным слово «абьюзер», да, очень распространено среди молодежи. Не быть абьюзером, не видеть рядом с собой абьюзера, это как раз-таки, мне кажется, один из синонимов того же агрессора. Да? То, что до сих пор это был агрессором, сейчас называется абьюзером, который либо психологически давит и пытается добиться своей цели, либо физически как-то влияет на жертву, так скажем. Людмила Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот есть жертва, да, и каждый человек может стать жертвой, не обязательно только в семье, он может быть и в каком-то коллективе, и где-нибудь, да. Какими методами может быть первой помощи, да, вот методы первой помощи себе как жертве может применить этот человек? Вот какие можно было бы посоветовать? Знаете, исходя из теории выученной беспомощности, первое, важно ощутить, что по отношению к тебе осуществляется насилие, да, что твои права ущемляются, что есть какое-то давление на твою личность. Это очень важно понять. И ситуацию можно исправлять или из нее уходить. То есть у нас есть всегда два выхода. Вы знаете, обычно насилие осуществляют по отношению к тому, кто позволяет. Мы это знаем. Это социальная норма, да? То есть, когда человек с силой, с властью понимает, что он может воздействовать на этого человека, классно получилось, да, буду продолжать. Если он чувствует эти границы, которые человек очертил вокруг себя, да, и не дает нарушать собственных прав, это не значит, что нужно конфликтовать, что нужно наезжать на кого-то. Это значит, что важно правильно показать эти границы. Иногда нет смысла терпеть, вы знаете, очень высокооплачиваемую работу, наверное, если ты чувствуешь там себя униженным, потому что в конце концов это не здоровье, это психические проблемы, это не здоровье, которое выбьет тебя все равно из седла. Даже если ты думаешь, что это работа, на которой ты чувствуешь, ты ощущаешь насилие, классная, крутая, где ты найдешь еще такую. Важно, первое это очень важный пункт, ощутить, что по отношению к тебе насилие, и начинать планировать, как на самом деле от него не огородиться, а как действовать в этой ситуации, да, как защитить свою личность. Это главное. Татьяна, как удается выявить жертв насилия, или потерпевших, да, насилия в семье? Они к вам сами обращаются или есть социальные какие-то службы, которые ведут этот учет? Как вообще происходит процесс? С самого начала, когда делается проект или открываются какие-то центры, любые помогающие пострадавшим, проводится крупная информационная кампания. Приезжает группа в каждое село, в каждый населенный пункт, например, Гагаузии, и говорит о том, что это есть. Баннеры, плакаты и так далее. То есть и плюс реклама на телевидении. Это уже первое. То есть все слышали, видели, знают. И дальше это нам очень важно научить наших граждан обращаться. Обращаться. У нас есть служба, работает в Республике Молдова 112. Вот ближе нее, быстрее нее никто не отреагирует.
Где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось, есть на вашем телефоне деньги или их нет, неважно. Вы набираете 112, вы можете положить телефон рядом, служба сама определит, где вы находитесь, она будет слышать все, что с вами происходит, все будет записано, у них будут доказательства. Обращайтесь в первую очередь к ним. Если у вас больше свободного времени, вы звоните в полицию, своему участковому, по району, куда хотите, в региональные центры. Но я рекомендую начинать с 112, потому что чаще всего женщина, ребенок, реже мужчины в очень критической ситуации, которая угрожает их жизни. Поэтому эта служба отреагирует быстрее. Угу. Ну, то есть в любом случае вам удается выявить этих людей и координировать, допустим, с тем же центром Кирсова и помогать как-то. Центр Кирсова функционирует абсолютно сам по себе. Там укомплектован штат, есть психолог, социальный ассистент, директор, люди работают на своих местах. Но все равно есть какой-то контакт с обязательно. У этого центра очень тесный контакт с полицией, Камрадский инспекторат полиции. Чаще всего они направляют туда женщин или девушек. Женщины и девушки могут сами обращаться, но скорее это идет через полицию. Все-таки к нам поступают, потому что звонок на 112 самый быстрый. А дальше уже полиция перенаправляет, она знает, куда нужно обращаться, отвезти человека, кому направить, и они уже ведут эту работу. Ну, какие услуги, допустим, у вас еще оказываются в центре? Психологическая поддержка, может быть, или кроме того, что вот где-то разместить? В первую очередь социальная. Это элементарно шампунь, мыло, зубная паста, щетка и переодеться. Во вторую очередь это юридическая. Нужно быстренько понять, что происходит, где мы, на каком этапе, куда написать заявление, на кого написать и так далее. Помогает юрист. И дальше уже включается психолог. Спустя, скажем так, 2 часа, после того, как одели, помыли, переодели, и юрист поработал, сказал, что нужно делать дальше, экстренная психологическая поддержка, и дальше идет работа уже с специалистом, более длительная, по проработке. Самое сложное – это, скажем так, когда человек хочет вернуться обратно. Вот здесь сложнее. Это его выбор, это его решение. Мы будем рядом и в следующий раз, когда придет, это повторяется. Не один раз. Как это называется? Синдром жертвы? Это называется замкнутый круг. Ну, еще говорят, человек должен пройти 7 кругов ада, чтобы наконец-то выйти из этого цикла насилия, 7 раз прожить это. Вот есть какое-то правило. Бывает, повторяются, возвращаются, снова приходят, снова уходят. Но в итоге все-таки уходят тогда, когда дошли, дозрели и принимают полностью ответственное, взвешенное решение. И это очень важно. На ваш взгляд, чем объясняется такое вот поведение, желание вернуться в тот ад, из которого, вот, может быть, еле-еле удалось сбежать? Вот как они объясняют? Вы больше потому что это норма жизни для человека, который в нем живет. Вот если я в этой ситуации никогда не находилась, мне очень сложно понять, как можно с этим жить и в этом жить. Если бы этот человек об этом задумался, он бы там не выжил. Он адаптировался, он привык. Вот почему дети из социально неблагополучных семей очень любят своих родителей. Они все равно будут, вот если он спросит, хочешь вот другую маму? Нет, он выберет своего папу и свою маму, даже если они вот, очень много пьют, у них алкогольная зависимость, наркотическая, если они бьют их. Потому что так устроена человеческая психика. Он должен адаптироваться и выжить, и быть любимым ребенком в этой семье, таким, каким он принимает ту форму любви, какая есть. Вот она для него такая. Если бы это было, у нашего мозга не было такой возможности, была бы большая беда. Поэтому люди, которые живут в этой ситуации, они к этой ситуации привыкают, они с ней живут и живут в ней, для них она становится обычной, обыденной жизнью. Как вот нормы. Да, они понимают, что это не совсем, наверное, правильно и не очень хорошо. Но если это комфортно, да, цикл идет уже и у дедушки, и у бабушки, и у папы, и у мамы, и у прабабушки все одно и то же, то как будто бы и ладно, значит, всегда как так было, написано, так живут, как написано все Богом, так было, да, знаете, судьба. Да. Со всеми так и ничего, и жили, и вот прям жаловаться. Тут надо очень много работать, начиная с детского садика, я так говорю. Нужно спускаться на уровень детского садика и рассказывать о ненасильственных
формах общения и поведения? Ну, сегодня, к счастью, в рамках обучения общей школы есть много предметов. И развитие личности, и гражданское воспитание. Уже столько предметов напридумали, что я не знаю, куда еще этим детям рассказать, как должно быть. И все равно это насилие постоянно выходит в этом обществе, проявляется. И причем с каждым годом бывает, что он проявляется все агрессивнее и агрессивнее. Как с этим справиться? Что еще мы должны сделать? Что должно делать государство, например, да, на государственном уровне, чтобы все-таки объяснить этим детям, что так нельзя жить? А вопрос не в том, что мы рассказываем, а вопрос в том, как мы себя ведем. Дело Что в том, мы что показываем. рассказывать можно много разных интересных сказок. А родительское поведение, поведение педагогов, кстати, в школе. Кстати, дисциплина развития личности – это не разговорная, это не дисциплина, где можно давать знания. Это дисциплина, в которой нужно практиковать и нужно формировать компетенции, в которой нужно формировать формы поведения. А для этого нужны тренинговые методики. Вот мы в университете сегодня, когда даем эту дисциплину, у меня есть разработанный курс, и я студентам рассказываю, что кроме тренингов развития личности ничего больше быть не может. Потому что мы должны научаться позиционироваться, вести себя, строить взаимоотношения. И тогда мы этому, может быть, научимся. И тогда, может быть, мы не будем калечить друг друга. Но применяются ли эти методики, тренинговые Для того, чтобы применялись, нужно уметь. А для того, чтобы уметь, нужно научиться. То есть это тоже непростая задача. Наша школа академическая, и она очень сложно выходит из этой ситуации, когда знания... Ну, есть и рамки, очень много рамок в образовательной системе. Да. Требований. Но у дисциплины развития личности нет таких рамок. И очень хороший куррикулум, кстати. Просто нужно действовать. А если можно, я вернусь все-таки к тому вопросу, который вы задали Татьяне. Давайте. По поводу, почему не уходят. Этому тоже есть очень такое действенное научное объяснение. У того же Селигмана, который говорит о выученной беспомощности. Дело в том, что выученная беспомощность, она чаще всего есть у жертв насилия. Она когда появляется? Когда один раз терпел, ничего, обошлось, может все поправиться, да. В следующий раз терпел, ничего, обошлось. Третий раз терпел, ничего, обошлось, синяки прошли. И выучился этому, да. И понимаешь, это моя жизнь. И так, я, кстати, часто слышу, так же все живут. Как так? Все живут очень по-разному. Важно людям понимать, что все живут очень по-разному. И каждый человек, каждая женщина, кстати, потому что насилие в семье чаще всего происходит по отношению к женщине. Недавно смотрела очень интересное исследование. Есть такое исследование, индекс гендерных социальных норм. И вот эти гендерные социальные нормы, этот индекс, он измеряет наличие предрассудков. Это исследование проводится в 90 с лишним странах мира. И в 2023 году есть сведения, вы можете себе представить, 9 из 10 человек имеет предрассудки по поводу физической неприкосновенности женщины. Это в мире, это не в Гагаузии, не в Молдавии, это в мире. 96 стран опрошено. И те страны, в которых очень хорошо, очень высокий уровень жизни, и те страны, в которых низкий уровень жизни. Поэтому, знаете, правда, нам туда нужно возвращаться и думать, как нам научиться. Дело в том, что часто говорят, что спасение мира от этого зависит. Как нам научиться взаимодействовать мирно. Друг с другом. Не насильственно, правда, вы абсолютно правы, что это нужно начинать с детского сада и нужно практиковать. Нужно давать людям методы и приемы, как говорить. Потому что самое сложное людям говорить. Я очень часто сталкиваюсь, я преподаю в университете психологию общения. Я очень часто сталкиваюсь в мужской аудитории. Ребята говорят, что самое сложное – это научиться общаться с девушками. Как это? Это космос. То есть это очень сложно, невероятно сложно. Девушки тоже не могут понять, как это делать.
И действия иногда идут впереди вот этих вот и диалогов. Вот различия, наверное, еще с детского сада, что вот так делают только девочки, да, так сидят только девочки, или, допустим, так только мальчики ведут себя, девочки так не ведут себя. И вот с детства идет разграничение, что девочки могут вот так, но не могут вот так и наоборот. И мне кажется, что вот корень начинается вот уже вот здесь, когда мы уже даем такое очень сильное различие, что можно девочке, что можно мальчику, и что нельзя и обеим полам. То есть мне кажется, что вот здесь уже что-то... Что драться это абсолютно нормально, особенно для мальчиков. Для мальчиков. А вот для девочки, ну это неприлично. Потому да? что они сильные. Да. Мужественные. Мужчины не могут плакать, да, мальчики не могут плакать, это же мужчина, да, то есть и уже вот здесь у человека уже детская травма от того, что он не может плакать, потому что ему хочется. Как сегодня очень модно, да, есть анекдот, нельзя детям делать детские травмы, ну а если ты не помоешь посуду, то тебе придется получить детскую травму и все равно помыть посуду. Вот здесь то же самое, наверное, стоит, наверное, начать с самых низов, да, с детского сада, как вы уже сказали. Людмила Юрьевна, вот у меня такой вопрос. Как психологическая поддержка может помочь все-таки жертвам насилия? Может быть, в первые часы случая или, может быть, в принципе, в долгосрочном периоде? Ну, психологическая поддержка, конечно, может помочь. Во-первых, вывести из этого состояния. У потерпевших от домашнего насилия очень часто есть посттравматические какие-то эффекты. Посттравматический синдром может срабатывать, там нужна длительная терапия. Но в самом начале нужно вывести человека из этого состояния, чтобы он понял, что он в безопасности. Первое и главное, что должен ощутить человек, что я сейчас в безопасности. И безопасные места в этом мире существуют. Вот Татьяна говорит о центрах. То есть любой человек должен знать. Вот, кстати, смотрите, как с детства формируется вот это поле отсутствия безопасности. Если ребенка в семье бьют, то семья-то вот закрытый институт, и ребенок принадлежит этому институту очень часто. И он понимает, ну если меня бьют, значит это неизбежно, значит карма у меня такая, все. И если он этому научился, то он потом понимает, что даже в случае, когда может уйти, может открыть двери и уйти, но он не уходит, потому что, ну это мой дом, почему мне отсюда уходить? То есть есть много факторов, да, почему не уходит. Мой дом, общая жилплощадь, да, не имею куда уйти. Но понимание того, вот потерпевший, я не буду все-таки делать гендерных перекосов, и тот, и другой может пострадать, должны понять, что места безопасности в мире существуют, и что они эти места безопасности могут получить, они эти места безопасности могут находить, будучи в сознании, будучи сознательными людьми, да, и они должны их всегда искать, то есть они должны думать о личной, о собственной безопасности. Смотрите, как у нас происходит. Ну, часто говорят, что в браке мужчина берет на себя ответственность за женщину. А может, не надо иногда. Брать ответственность. А может пускай пусть за себя будет женщина несет за себя ответственность. И в любой семье девочку должны научить тому, и мальчика должны научить тому, что где бы ты ни был, что бы ни было в твоей жизни, твоя безопасность – это первично. И ты должен спасать, и ты должна спасать свою жизнь, да, находя безопасные места. Вся стратегия борьбы с насилием в семье строится на том, что вот мир населяется этими центрами, куда человек может уйти. Но кроме того, человек должен знать, что еще у него есть родительская семья, куда он может уйти всегда, да, что у него есть друзья, куда он может уйти всегда. То есть таких мест безопасности должно быть больше, и потерпевшего важно этому учить. Ну, вот в очень многих странах практикуют психологические какие-то поддержки, какие-то психологические кабинеты, куда человек может прийти, обратиться к психологу, получить, может быть, помощь, может быть, единоразово, может быть, прям годами ходить к психологу. К сожалению, у нас такой практики в основном, да, вот в целом в обществе нет, да, и когда просто говоришь, что вот тебе надо к психологу сходить, да, на тебя смотрят, как будто ты отправил там самому, не знаю, там, психиатру даже уже, да? Или, Ну, там... как будто бы тебе скажут, что ты сумасшедший. Да, ты прям как будто обозвал его сумасшедшим, и, конечно, тут уже и агрессия в ответ, да? Почему так происходит? Почему общество не готово сегодня принять вот
этот выход из ситуации. Потому что сегодня везде, на каждом шагу ты можешь получить агрессию, даже, как вы сказали, и на работе, и дома, и просто на улице, у кого-то там плохое настроение, он пришел на тебе сорваться. Да, почему вот нет у нас вот этой практики? Почему люди боятся? Чего они боятся? Знаете, что я вам скажу? На самом деле люди боятся показаться слабыми. А я всегда говорю человеку, который пришел ко мне, я говорю, что человек, обратившийся к психологу, силен, потому что признал наличие проблемы. То есть легче всего проблемы спрятать очень глубоко, мы это умеем делать, мы умеем делать хороший фасад, все нормально, бьют, но ничего страшного, сделаю макияж, пойду на работу, ничего страшного. Ну, да. Но признать, что у меня есть проблема, это сила. Сильный человек может признать, что у него есть проблема. Слабый человек прячет. Ну, кстати, вот человек, который жертва или который потерпевший, часто слаб. И он часто прячет свою проблему очень сильно. Вы не зря спросили, Татьяна, как выявляются. Выявлять жертв насилия в семье в нашей стране очень сложная задача. Очень сложная, потому что семья продолжает быть закрытой. Но вот сейчас просто очень часто общаюсь с людьми, говорю, что сильный человек, тот, который пришел к психологу и признал, у меня есть проблема, хочу ее решить. Ну да, потому что не бывает людей без проблем, особенно сильных людей без психологических проблем. Потому что он много может принять на себя, но вот то, что внутри творится, это, конечно, некому рассказать. И очень часто, как вы сказали, боится показаться слабым. Да. И это, конечно, проблема. И вот, наверное, еще и с детства надо приучать детей, что вот психолог — это не психиатр, и он тебе не ставит диагнозы шизофрении или там сумасшествия. Если но он шизофрения помогает. есть, то ее ставить надо. Нет, ну понятно. И лечить, правда? Да, да. Но я к тому, что психолог — это тот человек, к которому можешь обратиться и решить многие внутренние проблемы, которые, может быть, мешают росту, да, человека или, в принципе, мешают просто спокойно жить полноценной жизнью. Знаете, и поэтому я хочу озвучить одну идею, которую я очень давно ношу, и я думаю, что в конце концов у нас в регионе она реализуется. Вот у нас в регионе просто необходим семейный центр, куда могли бы обращаться родители, которые испытывают сложности воспитания, куда обращаются супруги, понимаете, не постфактум, когда все, ты уже потерпевший, и тебе нужна очень серьезная медицинская, юридическая, психологическая, психиатрическая помощь. А вот пока ты ощущаешь первые звоночки, семейный центр, куда ты придешь как родитель и скажешь, у меня проблемы с воспитанием, не могу сдерживать свой гнев и агрессию, да, по отношению к ребенку, или у меня проблемы в отношении с партнером, и тоже хотел бы как-то это решать. Вот это нам сейчас просто необходимо, потому что очень многие фонды поддерживают именно вот такие центры. Центры, когда работают уже с жертвами. Но это, понимаете, последствия. То есть мы в корешке... Лучше лечить болезнь, не начавшись болезни, да? То есть вот для этого семейный центр, ну вот у меня есть такое видение, я надеюсь, что когда-нибудь у нашего государства хватит средств собственных, чтобы такой центр появился. Ну, мы надеемся. Я хочу сказать, что у нас в Молдове, конечно, и особенно в Гагаузии, очень хороший опыт и очень хорошая проведена работа за столько лет, за 20 лет, и организацией Веста, и другими организациями, которые затрагивают эту проблему. Мне посчастливилось быть в Чехии, и там тоже эта проблема остро стоит, и они тоже пытаются выйти на какой-то уровень, открывать центры. И эта проблема, как было сказано, проблема, наверное, всех стран и всего общества. И я надеюсь, что мы дойдем до того уровня, когда мы с семьями спокойно, без угрызения совести, да, и без стыда пойдем в этот центр и просто попробуем решить проблему, которая все-таки мешает или детям, или родителям, или в целом всей семье. Быть счастливыми. Да, быть счастливыми, да. Ну и напоследок, конечно, мы затронули очень обширную тему. Здесь можно говорить, наверное, часами, обсуждать различные аспекты этой проблемы. Но очень важно, наверное, дать какие-нибудь советы, которые бы, наверное, помогли бы в первую очередь людям, даже не обязательно, которые систематически являются жертвой, да, насилия в семье, но просто вот произошел какой-то случай, и вот какие советы вы бы могли дать людям, которые сталкиваются или видят это насилие, может быть, не по отношению к себе, а по отношению к ближнему. Татьяна, вот от вас, допустим, как?
от представителей гражданского Если сектора? можно, я дополню не только как представитель неправительственной организации, но и как сотрудник Центра здоровья и дружественной молодежи. Сегодня в Молдавии создан 41 центр для молодежи. Это называется молодежная клиника. Они функционируют во всех поликлиниках районов, центрах здоровья районов. Там есть услуги психологов, социальных ассистентов и врачей-специалистов. Они абсолютно бесплатные для подростков и их родителей. Также есть центры общественного психического здоровья. Это служба психиатрической поддержки и помощи. Там также есть врачи, психиатр, нарколог, психолог, социальный ассистент. Они также бесплатные. Это сделало государство. За это я считаю, что ему важно поаплодировать и сказать большое спасибо. И еще важно помнить, что в каждой школе есть школьный психолог, к которому тоже может обратиться родитель. И, надеюсь, они будут этими услугами пользоваться, потому что специалисты хорошо обучены. Тут очень нужно много работать над психовоспитанием, я так это называю. Надо образовывать нацию, объяснять им, кто эти люди, кто эти специалисты, и что они точно не умеют делать магических никаких действий, у них нет волшебной палочки. Вот это да, не бывает, и мы не видим насквозь, и оно не просвечивается. И ответственность за судьбу человека несет сам человек в первую очередь. Но никаких волшебства никакого не случится. Работать нужно над собой, работать со специалистом, у которого есть подходящее в этой сфере образование, он может тебе помочь. Хочется пожелать просто понимать, чтобы человек понимал, что я не один. Я в этом мире не один. Есть люди, которым не все равно, что со мной происходит. Есть люди, которым не страшно со мной идти туда, где мне плохо, в мою беду. И есть люди, которые просто неравнодушны. Это самое важное. Помнить, что есть вокруг меня люди неравнодушные. А уж найти их — это проще простого. Спасибо, Татьяна. Людмила Юрьевна, от вас совет. Я бы хотела посоветовать очень простую вещь. Проявление агрессии – это ненормально. Проявление агрессии по отношению к тебе – это ненормально. Иногда люди маскируют под проявлением агрессии. Это особенность моего характера. Я такой вспыльчивый, я такая вспыльчивая. Важно помнить, Гороскоп. Если ты проявляешь агрессию, значит, с тобой что-то не так. Помни, что это ненормально. Если по отношению к тебе проявляют агрессию, это ненормально. Важно прерывать такие виды поведения и не делать их нормой для себя ни в своих семьях, ни в своем окружении. И даже не в обществе нашем. И даже в обществе, наконец-то. Да, что очень важно. Спасибо огромное, что вы сегодня пришли, и мы на самом деле обсудили важную тему, которая, мне кажется, затрагивает каждого человека, и каждый раз в жизни хотя бы, испытывал агрессию по отношению к себе. И я надеюсь, что после нашей программы наши телезрители более серьезно будут относиться к такому поведению со стороны окружающих людей, не только супруга, но и общества, и коллег, и не будут позволять им так относиться к себе, и самому точно так же не относиться к остальным окружающим себя людям. Дорогие телезрители, мы были на программе Love Zone, где мы попытались обсудить вопрос, связанный с агрессией, связанный с насилием в семье. И я надеюсь, что эта программа оставила в ваших сердцах хороший след и хорошие советы, которые вы сможете применить в жизни и помочь людям, которые сегодня оказались в такой сложной ситуации. В гостях в нашей студии сегодня были практикующий психолог, преподаватель кафедры педагогики и психологии Камрадского госуниверситета Людмила Ибришим и представитель неправительственной организации «Веста» Татьяна Иванова. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Just
Dimitri Karaçoban. Urok. Oldu gece. Çöktü koyu karanlık. Gongo iyice gezinerdi dışarıda. Onun oğlu Trifon içeride çaldırardı plastinka. Plastinka sesi sustuyla Gongo çağırdı oğlunu. Trifon! Oğlu peydalandı kapıda. Gel burayı. Trifon gitti karanlığa. Da birden çirkin bağırdı. Saçak altında tutuştu şafk. Dışarı çıktı ana. Yerde yatardı tırmalanmış burnuyla parpul yavru da anırardı. Ben ona diyerdim. Savaşardı Naşit'e söylemeye Gongo. Naşit sen diyerdin be. Naşit sen diyerdin. Korkuyla sordu karı. 17 yıl oldu hep yürüdemiyoruz onu sıraya. Homurdanardı Gongo. Sen dediydin götürsün çukura evin önünde o suva parçalarını. Geldim, targa hep duruyor dolu ortalıkta. Köpek de dolaşmış ona. Sonra ben çağırdım bunu da aktarıldı targa aşırı. Sen bunu isteyip de yaptın be. Sen ne? Şaştı karı. İsteyip de zir. Geçtiği haftada tırmık kurdu kafama. Dün diğerine saplandım. Bugün bırakmış kazmayı eşik üstünde de Gongo gösterdi kanlı kulağını. Вы смотрите итоги уходящей недели, самые важные события в подборке ЛАВ. Руководство общественной компании ГРТ, включая директора Василия Дерменжи, уходит в отставку. Парламент принял решение о денонсации соглашения с Российской Федерацией о культурных центрах. Правительство ужесточило условия предоставления компенсаций за отопление на сезон 2025-2026 годов. МИД Молдовы вызвал российского посла для вручения ноты протеста после того, как в воздушном пространстве страны было зафиксировано 6 беспилотников. Дипломат, в свою очередь, выразил сомнения в официальной версии падения российского дрона и призвал Кишинев к совместному расследованию инцидента. А сейчас об этих и других событиях минувшей недели подробнее. 28 ноября – последний день подачи заявлений на получение компенсации за ноябрь. Теперь власти приступят к процессу проверки данных для определения размера помощи. Процесс регистрации на получение компенсации в отопительный период будет продолжаться онлайн на сайте компенсации.gov.md и в последующие зимние месяцы. Бенефициары, которые зарегистрируются позже, не получат компенсацию за ноябрь, однако помощь будет предоставляться начиная с месяца, в котором было подано заявление. Начиная с декабря, крайний срок регистрации – 25 число каждого месяца. Правительство изменило правила предоставления компенсации. Максимальный размер выплаты снизится до 1000 леев в месяц, а минимальная компенсация будет установлена на уровне 500 леев. Выплаты до 1000 леев получат семьи, которые отапливают жилье за счет газа, электричества или централизованного отопления. Для домохозяйств, использующих твердое топливо, максимальная компенсация составит 800 леев. При этом, если рассчитанная сумма окажется меньше 500 леев, но не ниже 250 леев, бенефициару все равно выплатят 500 леев. Если же сумма будет ниже 250 леев, компенсация назначаться не будет. Также меняются объемы компенсации расходов. Государство планирует покрывать 40% стоимости электроэнергии
30% централизованного отопления, 25% газа и 15% твердого топлива. Компенсации не дадут семьям, у которых расчетное потребление энергии превышает эквивалент 350 кубометров газа в месяц, ранее было 450. Кроме того, из программы исключат домохозяйства, где за прошлый год доход от банковских вкладов превысил 4000 леев. В правительстве заявляют, что цель изменений – сосредоточить помощь на семьях с низкими доходами и действительно уязвимых потребителях на фоне высоких цен на электроэнергию. В Республике Молдова зарегистрированы нарушения воздушного пространства 6 беспилотниками, один из которых упал в селе Кухурешки-Дежоз Флорешского района. Инциденты произошли утром 25 ноября на фоне массированной атаки по территории Украины. Полиция идентифицировала упавший аппарат как дрон российского производства типа Гербера. Экспертиза показала, что он не содержал взрывного заряда, однако такие устройства могут использоваться для разведки, введения в заблуждение и транспортировки взрывчатки. Дальность их полета достигает до 600 километров. Министерство иностранных дел Молдовы осудило произошедшее, заявив, что подобные действия являются грубым нарушением суверенитета страны и представляют угрозу национальной безопасности. В этой связи 26 ноября в МИД был вызван посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров, которому вручили официальную ноту протеста с требованием разъяснений и недопущения инцидентов в будущем. Посол Российской Федерации в Молдове Олег Озеров выразил скептицизм относительно официальной версии падения дрона во Флорешском районе и призвал Кишинев к проведению совместных разбирательств с участием экспертов вместо заявления протестов. Дипломат поставил под сомнение техническую возможность полета обнаруженного беспилотника из зоны боевых действий до места падения. Российский посол назвал происходящие операции под чужим флагом, организованной третьими силами, которые, по его мнению, заинтересованы в срыве намечающегося дипломатического урегулирования конфликта в Украине. 24 ноября Конституционный суд утвердил мандаты 8 новых депутатов. Вакантные места заняли представители партии «Действие и солидарность» ПДС, нашей партии и избирательного блока «Альтернатива». Наибольшее количество новых парламентариев, 5, представляют фракцию ПДС. Владимир Русу, юрист по образованию, получает депутатский мандат впервые. Анна Углинда, врач-педиатр, Василий Парцевский, педагог, Олег Канацу, инженер-технолог и Ефимия Бандалак, юрист. Для них это второй мандат народного избранника. По спискам нашей партии в парламент прошли Константин Куимжу, специалист в области инженерии и юриспруденции, и Николай Маргаринт, политолог и юрист. От избирательного блока «Альтернатива» мандат получил Анжела Кутасевич, педагог по профессии. В период с 2019 по 2025 год занимала должность вице-мэра Кишинева. Парламент принял во втором чтении законопроект о денонсации соглашения между правительствами Молдовы и Российской Федерации о создании и деятельности культурных центров. За расторжение договора, подписанного в 1998 году, проголосовали 57 депутатов. Документ, вступивший в силу в 2001 году, послужил правовой основой для открытия в 2009 году Российского центра науки и культуры в Кишиневе. При этом молдавские власти обратили внимание на отсутствие паритета. За время действия соглашения Республика Молдова так и не открыла аналогичное учреждение на территории Российской Федерации, хотя принцип взаимности был заложен в тексте договора. Особое внимание авторы инициативы уделили структуре управления Российским центром. Он находится в ведении посольства Российской Федерации и финансируется Федеральным агентством Россотрудничества, которое подчиняется напрямую президенту России. В парламенте напомнили, что данная организация находится под международными санкциями и квалифицируется Европейским Союзом как главное государственное агентство, проецирующее мягкую силу Кремля и его гибридное влияние, включая продвижение идеологии русского мира. Консульские услуги в посольстве Республики Молдова в Израиле будут приостановлены до 15 декабря в связи с уходом консульского работника в отпуск. По данным посольства, в этот период обращения граждан Молдовы будут рассматриваться только в экстренных случаях при поступлении запроса на горячую линию. Кроме того, лица, у которых есть подтвержденная запись на прием в этот период, смогут обратиться в любой другой день после возвращения консульского работника из отпуска.
Исполнительный директор общественной компании ГРТ Василий Дерменжи и главный редактор телеканала Валентина Короляк уходят в отставку. Об этом в прямом эфире телеканала сообщила председатель наблюдательного совета ГРТ Ирина Дрангос. На время отсутствия Василия Дерменжи обязанности руководителя ГРТ будет исполнять технический директор компании Ярослав Булгару. Наблюдательный совет ГРТ намерен запросить у профильной комиссии Народного собрания Гагаузии разъяснения относительно причин, по которым депутаты считают деятельность совета и руководство компании неудовлетворительной. 21 ноября Постоянная комиссия Народного собрания Гагаузии по юридическим вопросам и средствам массовой информации рассмотрела отчет Наблюдательного совета ГРТ по итогам мониторинга освещения выборов Советом по аудиовизуалу. Согласно выводам комиссии, в программах ГРТ не соблюдаются принципы свободы выражения и плюрализма мнений, а также распространяется недостоверная информация. Некоторые члены комиссии также сообщили о случаях цензуры. В ходе обсуждений работа руководства и Совета по надзору ГРТ была признана неудовлетворительной. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов сообщило об уничтожении партии импортного черного листового чая весом 1120 килограммов после того, как лабораторные анализы выявили в продукте повышенное содержание пестицида. Инспекторы провели внеплановую проверку у импортера, изолировали партию и обеспечили ее хранение в условиях, исключающих доступ и реализацию. Агентство сообщает, что пестицидные остатки не исчезают из продуктов при мытье или при термической обработке, а любое превышение норм представляет потенциальный риск для здоровья. На этой же неделе Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов задержало на границе партию шоколада, срок годности которого истекает 26 декабря этого года. Продукция не допущена к продаже. Агентство напоминает, что соблюдение сроков годности – ключевой фактор для безопасности потребителей. Игнорирование этих требований может привести к продаже продуктов с истекшим сроком годности или с ограниченным временем, что создает риск для здоровья граждан. Такой была минувшая неделя.